Я даже помню, сколько я раз получалось. Идет по улице 5 человек по городу. Нормальные хлопцы, так и, ну, это раньше был прикол, плечом до плеча там зацепил, что-то, нас двое, их 5. Я говорю, успокойся, ну, 5 человек, сейчас же, нет, мне затылка, и пошла Махалова, блин. Ну, у них получались тех 5, но, правда, нам похуже было немного. Да, но они там города мало заселялись, они в своих аулах жили, там в городах очень мало. Ну, я как раз жил в такое время, что у нас весь наш квартал, вся наша улица были сначала все украинцы. Вот как заселил Сталин украинцы в разных. Ну да, Хасавюрт это украинский город, короче, там же этот, короче. Вот, но очень быстро я еще, ну, мне было 5 и 6, и вся улица наша поменялась, потому что земля стоила очень дорого в Хасавюрте. Вот. И все ехали к себе, украинцы ехали на родину. Вот у меня крестная, допустим, переехала. Ей за ее участок дали на те времена 6 тысяч рублей. Это было еще там... Это много было. 80-е годы. Вот, ей дали 6 тысяч рублей в Белой церкви в Украине, на берегу речки. Она купила хату за 600 рублей. То есть, понимаешь, какая разница? Вот, поэтому очень быстро отселялись. Вот это. Украинцы. Нет, в Дагестане украинцев много было. Особенно с этого, Восточной Украины, короче, вот с Донецка там. Да, вот с этих. Отсидели в лагерях. Вот, и их туда. И чеченцев выселили. И еще там какую-то нацию выселили в Сибирь. А с Сибири пригнали украинцев. Не, но украинцев переселяли на Кавказ еще во время Второй мировой войны. Это когда Великая Отечественная война была. Там как бы волнами. Вот ну, у меня отец попал туда. Получается, украинцы по-разному туда попадали. Да? Вот одно из таких, тоже один из моментов, это когда Голодомор устроили. Ну, и после Голодомора, да. Да, так тоже. И к нам вот в Чечню, ну, к нам в Чечню, в Чечению тоже попало много украинцев, которые ассимилировали. Такая тема. Некоторые потом ушли, некоторые ассимилировали, остались. Да, сложные были времена. Я знаю, там села были из русские, чисто русские, но они иудейской веры были, короче. Их герами называли, короче, они себя называли. Это где? Во время Екатерины она их, короче, как жидовствующих, короче, они не принимали, не хотели принимать эту, христианскую веру, короче. Они еще во время, когда хазарский каганат был, они иудейскую веру приняли. Славянские, но там эти народы разные. И они, короче, она их отселяла, заселила села есть в Армении, в Азербайджане, в Дагестане были села. Потом они перемешались с горскими евреями. Я знаю, что они все... у них... Они не хотели с другими мешаться, кроме как с евреями. У них вера была еврейская. Чисто русские. И потом уже такие вот уже эти села тоже как бы... Я знал, я видел эти села. Еще когда пацаном был. Они уже все уже потом... В Азербайджане видел, в Дагестане тоже я знал. Я их не застал, но
другие застали, там мои там предки застали их, там говорили, где эти села были. Ну, потом туда заселили, уже другие народы там заселились в этих селах, которые там жили неподалеку. Там полно таких сел было, полно в Дагестане. В Дагестане было как минимум таких сел, где-то около 8 сел таких было. Они там и за Моздоком тоже были, короче, такие села. Но это во времена еще царской России. Они до Кубани шли. Потом вот это вся эта вот Ставропольский край, вот это село Солдатское, вот это все, там вот это вот сегодняшний город Ставрополье, там было очень много русских иудейской веры. Казаки даже были, короче, иудейской веры, которые исповедовали иудаизм. Очень много среди казаков было. Было. Но это не те казаки, что украинские, там, с хохолами этими ходят, короче. Причесон у них такой, а те, что ближе к Каспию. Я понял. Там, где Астрахань, оттуда начиналось, вот, короче. Очень много русских славян приняло иудаизм во время хазарского каганата. Это уже не Петр I их туда завез, не Екатерина. Это они еще с тех пор. Я не понял, мне кто этот послал, короче, вот это предупреждение какое-то. Я что, слышишь меня, Ибрагим? Да, видимо, ты что-то сказал там про этих национальность, которая считается, короче, как оскорбление. Выйди полностью из ТикТока и зайди, чтобы тебя не блокнули. Потом пришли снова запрос. Вообще скинь мне так. Приложение, выйди, потом зайди. Я не понял, что это за фигня такая? Что это кто-то мне тут... Это кто-то послал... Это не ТикТок, это ТикТок сделал или кто-то послал это? Хрен его знает, здесь стукачки тоже сидят. А, это кто-то меня, значит, специально здесь просит, короче, сидит. Смотри, поаккуратнее. Я найду этого Сейчас чмошника, вообще короче. Я его не то что заблокирую, я его уничтожу с ТикТока вообще, этого чмока. Чтобы вообще не блокнули. Аккуратно, плюс 32, сейчас вообще гасанет. Я недавно в ТикТоке, возможности у него, конечно, бешеные. Какая бешеная, это Не, возможности ТикТока, это тупая сеть, Карфо, почему? скажи. Вот так вот можно, если вот так вот ни за что можно человека отсюда выкинуть, это просто, это нормальная сеть, это недоработка, это минус. Ну да. Понимаешь, и всякие вот такие чмари, короче, пользуются этим. Икархо, хази. Хаз, здесь. Икархо, а где дағымса дияздуа? Что, ЛДПР еще один? А где дағымша қонса дуа, қадағымса дияздуа? И ты что? Ты не туда попал. Иди вон каким-нибудь СВОшником. Вот туда. На их площадку, и там как раз вот эти темы можешь с братвой своей обсуждать. Здесь нормально. Только приветствуются традиционные взгляды. Ну, хотя, если ты не традиционный,
можешь тоже зайти, просто когда про свою задницу будешь говорить, вылетишь. Что-то все замолчали. Двое выключено. Крокодил не ловится, не растет Не кокос. растет кокос. Добренько. Мне было приятно с вами пообщаться этих пару минут. Когда вас вижу, Ну, ты так нам и не сказал, как твоя судьба сложилась потом. Ты куда? Ты потом уехал? Я в 14 лет выехал в Украину. Вот, мать еще жила в Дагестане до Второй Чеченской войны. Вау, она задержалась там. Потом мы ее оттуда с трудом забрали, потому что было... А на лето приезжали каждый раз, да, туда? Конечно, конечно, это обязательно. Я 4-5 раз ездил в год. Так где ты сейчас? На Украине? Я сейчас в Украине, да. В каком городе? Купил хату в селе в Житомирской области. Посадил тютюн. И потихоньку так живу. Короче, спрятался в селе от всего этого безглуздя человеческого. Житомирская область, это какой город там? Это поселок, что ли? Ты имеешь в виду, ты где-то в поселке живешь? Ну да, в поселке, да. Я даже, честно говоря, не знаю, по-моему, центр Украины. Но это это уже где? Не, Это ближе к Молдавии? нет, это где-то посередине. Я даже не вникал в этот вопрос. В середине Житомир. Вот. Ну, короче, у нас само тихо в это время. Пролетают, конечно, но не так часто, как на Киев, там, на Сумы, на Харьков. Активности у вас нету там, короче, получается. Есть, но не такая, как в тех городах, что я назвал. У меня дочка в Киеве, конечно, я каждое утро просыпаюсь в ужасе. Потому что, ну как, доча, да у нас все тихо. Ну, рядышком там прилетело, ну, у нас даже окна не повылетали. Это тихо и спокойно, окна не полетали. Нормально. Ну, правда, всю ночь не спали, но нормально. И что у вас там, большая часть населения переехала в ваши районы там из-за того, что у вас спокойно, да? Нет, это я переехал, потому что я жил под Киевом на 4-м этаже без лифта. Вот, и мне тяжело стало ходить, мы продали там и купили в селе хату, чтоб... А, на земле уже? Да. Ну, там, наверное, нормально, там хозяйство свое, там, короче, Да. там ведете, там все такое. Это табачок посадил себе, сейчас радуюсь жизни. Дай Бог, дай Бог. Дай Бог, чтобы мир был, чтобы все нормально было, чтобы уже победу надо. Не просто мир, а победу. Да. А то что-то они там совсем уже просто обурели уже просто. Они постоянно так себя ведут. Нигде ни тишины, ни спокойствия никому, блин. Сейчас новое это, короче, у них во всем евреи, это, оказывается, все евреи сделали, это все замутили, короче. Они уже всех винят, блин, они самые хорошие, короче. Все виноваты. Не они между собой там, знаешь, там, Да. а чисто этот, да. Не Путин напал, короче, евреи просто стравили, оказывается. Все. Ага. Сейчас новая мода, раскрутка такая пошла, короче, типа.
Да слышал про такое. Ничего там нового. Ему, говорит, Америка на нас нападает, потому что там всегда евреи были этим. Даже Обама был евреем, говорят. Да. Только Хусейн, фамилия Хусейн. Почти мой тезка. Ага. Обама. Это очень... Кто больше всего там перед войной, я помню, там кричал, орал, давил, кричал на Путина, там, типа, давай, мол, что ты там Не, сидишь? вот этот Обама, мой тезка, он, в принципе, очень такой мощный диверсант. По сей день он все вот эти подъезды в России гадит. Уже его отстранили даже, ну, вот, свой срок. Он и Ангела Меркель вместе был. обосрали все подъезды, короче. Да. Да. Не, они продолжают. Да, за этим уже, там, за занавесом, короче, там крутят дела. И эти, короче, боевые гуси тоже, это ихнее производство. Да. Обама сам лично разрабатывал, короче, боевых гусей. Тренировал. Да. Было бы смешно, если бы не было печально. Да, но поверь мне, им там потуже. Поверь мне. Сейчас им уже там потуже намного, короче. Они уже начинают понимать, что все пошло не по плану. Они же говорили все время, все идет по плану, а потом, короче... Раз, короче. И нету этого, короче. Там чуть ли уже там вот этот вот, как его... Ну, ну, эту атомную станцию, короче, там, которая на этот, как его там... Чернобыль? В Курске там, ну, это как... Разъясняем. Не, как она называется, этот, как его там, этот... Атомная станция, это... Курчатова. Про Запорожская или... Не, Курчатову чуть не захватили, короче, там уже. Сейчас Фламинго спокойно до любой атомной станции долетает. И Украине ядерная бомба тоже не нужна. Да. Если что, мы ведем здесь информационно-просветительскую работу, ни к чему не призываем, Да. осуждаем всякое насилие, там, против войн и так далее. Да, в плане техническом, я имею в виду, технический план вот этих вот ракет досягаемости, она уже, короче, он сейчас уже по Архангельской, там по самой космической этой, короче, там зафигачили. Все, уже начали инфраструктуру все разбирать на запчасти потихоньку. Но мне нравится, когда они говорят, что по плану идет. Ну, я же тебе это и сказал, я говорю, они же все думали, что по плану. Планом называлось это. Ну, то, что курили. Назывался план. Там был Батыйский план, то, что с Ферганы привозили. Был Персидский план, Краснодарский план. Вот. И я думаю, какой же у них план? Краснодарский или Батыйский? Да. Другого плана я не вижу. Короче, этот Хрюша, короче, он там еще долго еще будет ногами там, знаешь, упираться, пока его не вынесут просто оттуда уже. Ногами вперед. Будем ждать, когда его додумаются и снимут. Зря он это все начал, короче, знаешь, это все. Ангела Меркель и Обама, короче, это все, короче, затеяли, да? Да. А он повелся на это По ферганским планам.
Не по расчету все пошло, короче, не по расчету. Не по карману и не по плану. Это, это у меня, расскажу историю, как у меня друг аварец. Это действительно было. И, короче, участковый обшарует нас, ищет, то, что курят, план, то есть. Вот, и этот товарищ до участкового говорит, ты что, говорит, до нас пристал? Даже Сталин, говорит, план курил. Участковый так, с чего ты взял? А ты, говорит, кино видел, говорит, когда он берет трубку, затягивается, говорит, хороший у вас план, товарищ Жуков. Это... Да. Я тогда чуть не упал. Ну, это действительно, это не анекдот, блин. Жуков ему поставлял, короче, этот... Так. Кубанскую, короче. Да, Кубанский хороший был. Ну, именно с этого, с Краснодарский край, Ставрополье, там же... Мы его называли дурашка называли, травка дурашка. Аж выращивалась в этом. Плюс 32. Конопля выращивалась техническая, там поля. Призываем здесь всех к здоровому, спортивному образу жизни. А это не мешало никогда. А что они из технической конопли делали? Там вот этот, что ли? Конопля это... Для зданий, да, там этот, короче. Да, что угодно. И как утеплитель с отходов, короче. Как утеплитель, потом... С этого делали брикеты, когда уже отходы от производства. Брикеты, потом еще что делали? Одежду делали из конопли. Веревки, одежды, эти... для детей там трусы, пеленки, короче, такое. Это же чистый продукт, понимаешь? Это как лен, короче, тоже, да? Да, еще мягче льна. Это такое, что мама не горюй, блин, что полезно. Да, у русских тоже были, у казаков эти рубахи были конопляные, я помню, короче, они носили, короче, тоже как... Потом этот урбеч был такой продукт. Вот, он тоже с конопляного масла делался, но он не этот, а просто это вкуснятина там с медом и с топленым маслом мешался 1 к 1. Вот, и утром на бутерброд намазал, и все, тебе до обеда ты живой. Торчишь, короче. Да. Сейчас здесь в некоторых странах узаконили же тоже это дело. Раньше только в Голландии было. А там есть с Германией, там, улица, да, вот одна сторона улицы это Германия, а противоположная это Голландия. И там этот идет с планом, покуривает, короче, и менты аккуратно так проезжают, немецкие. Ну, этот аккуратно через дорогу переходит и дальше, короче, идет себе. Такое вот дело. Если не злоупотреблять, то нормально можно жить. Я мечтаю, сейчас у нас же, в Украине разрешили его. Но, блин, нигде не это. По болячкам, мне под 60, 59 лет. Приветствую. Приветствую, Мартин. Я тебя выключил просто. 100 лет не виделись, как вы? Здорово. Неумышленно. Вот. Что там? Как там? Да, нормально, брат. В Армении ситуация. Нормально в Армении. Сейчас вон, Израиль. Что-то с Турцией в этом, в Сирии там что-то было когда у них. Не слышали? Братан, Аэродром. у нас помимо Турции, ты знаешь, там, короче, много есть претендентов. Пусть становятся в очередь, короче, все.
Мне сейчас Ну, Израиль бомбанул в Сирии базу, аэродром турков. да, и в море тоже, короче, послал Да, кое-что. да, да, да. Эрдогана, я тебе отвечаю, этот Эрдоган, походу, своей смертью не умрет. Не, он уже он на жопу упал, он этого Алиева включил, короче, чтобы пришел мирить, короче, там это туда-сюда. Да, сейчас, после аэродрома этой ситуации. Да, сразу позвонил их министр безопасности, встретился с нашим этим, короче, начальником УСАДа, короче, с Гофманом, Романом Гофманом. Сегодня встреча была, короче. Видишь, у него гордость какая-то у этого Эрдогана. Не, какая-то Роман Гофман, амбиции. мы даже не отправили своего министра безопасности с ним. То есть мы дали просто начальника Моссада, который поставил условия. Натаньяху ему сказал, еще один раз в Сирию сунешься, короче. Это прямое. Вот я слышал, как Натаньяху впервые такое говорит. Он предупреждение делает этому, короче, Эрдогану лично. Лично он ему Правильно, посылает. правильно. Пускай не Он лезет. сказал, сунешься в Сирию, короче, имей в виду, короче, последствия, какие у тебя будут. Такая же судьба, как и у Ирана, короче, тебя постигнет. Только уже без Америки, говорит, а мы лично вот тобой займемся. Да, Америка тоже не любит этого Эрдогана. Приехал Рубио приехал, короче, там сказать ему, Эрдогану, чтобы он на рожон не лез, короче, а то могут последствия быть Но он очень не нехорошие. сможет не лезть, брат. Он такой... Там гор- у Трампа с этим есть интервью с Эртугрулом, Эрдоганом. А тут Он ходили ему- эти все Он ему азербайджанцы, типа, эти все да, турки там, ходили там, все вот эти. дружество А, отношений. там Турция с Меккой подписала, короче, Мекканские соглашения, Пакистан. Че они? Ничего не сделали. Вон. Мединский. Да, все сидят, Мединский, короче, как он называется? Какой-то. все сидят там. И Пакистан свой язык проглотил тоже. Если надо Они будет, пытаются усилиться. если надо будет, мы Они этот пытаются Пакистан, усилиться короче, специально. Если надо будет- Я не пойму, Пакистан Против- вообще куда лезет постоянно? Он в Бангладеше, в Пакистане. Натурально, мусор. Туалетов даже да, чё нет вот лезет. нормально. Если надо будет, мы до Пакистана, у нас досягаемость наших самолетов, всего ракет, короче, просто туда, мы быстро их оприходуем. Мы Пакистан не трогаем только потому, что все их ядерные они под Америкой, короче. То есть Америка там контролирует все это. Мы из-за этого не трогаем. Потом у нас с Индией есть соглашение. В случае, если Пакистан там что-то будет выпендриваться, мы их вместе с Индией на пару, короче, расфигачим, короче. Блин, я клянусь. Я бы даже, реально, эти территории, все вот это Сирия, Ливан, Бейрут. Не Ливан еще черт с ним, но вот это рядом Иордания и Сирия. Я за, чтобы было это Израилем. Ну, многие Вот не это вся верили. территория. Многие не верили, да, вот говорили азербайджанцы, армяне тоже многие, потом кто в Турции живет, вот эти вот русскоговорящие, говорили, они там везде на всех каналах, вот эти татары, там эти все тюркоязычные, мол, если Израиль там с Турцией, там, да, это Турция, Израиль там сомнет, помнет, короче, там это туда-сюда. Вот сейчас Эрдоган сидит на своей заднице, короче, и опозорился, как этот. А когда Иран ему 3 ракеты закинул, короче, 1 по Азербайджану и 3 по Турции, короче, они сидели тоже на своем на своей заднице, даже слова не сказали. Брат, против нас они объединились там троем, Турция, Азербайджан. Зачем Армения что сделает? Тем более Карабах, это маленький. А ты слышал, что они предложили сейчас вот буквально, Ирану предложили, Иран рассматривает войти в эту коалицию, короче, присоединиться. Может, лишь бы против вас они уже на все готовы, блин. И Да, он вот ничего пусть не видит, собираются. не видит ничего. У Нас вас, знаешь, что... Нас Мне такой знаешь, вот что разворот нравится? событий устраивает, понимаешь, Мартин? Нам наоборот хорошо, если они все вместе соединятся. Мне знаешь, что нравится в политике израильской? Вот это? Вы точечно, вы берете, не воюете с народом, вы берете вот этого Эрдогана, просто отправите. А мне как раз это не нравится.
Ну, а Понимаешь? что, против народа там 100-миллионного? Не, надо инфраструктуру, лишать их всего, все, что есть. Иногда и народ тоже надо бывает. Почему? Потому что народ виноват, таких вот придурков приводит к власти, короче. Они же все радикальные, там, они все с пеной во рту, короче, сидят, кричат там. Они хуже, чем этот Эрдоган, их не народ. Так, хлопцы, благодарю за хорошую беседу. И я пойду Братан, как говорится, победы и мира, короче, там все нормально. Хорошего. Спасибо. Спасибо. Брат, ну у тебя Берегите пуль на себя. их всех не хватит, понимаешь? На их всех их там. А что делать? У Израиля хватит, у Израиля все хватит, поверь мне. Мы уже перешли на производство, на полное практически уже вот. Как вот начался вот это 7 октября, поняли, что когда Байден сделал нам первый эмбарго, короче, не захотел отдавать, мы уже сразу поняли, что здесь замешаны другие уже интересы. И Израиль начал собственное производство уже, короче, определенных этих, и потихоньку сейчас расширяется, и уже все свое технологии-то, которые в Америке, это все это израильские, они просто переносят сейчас в Израиль все, закрытый цикл. То есть все, что сейчас в Израиле, любая технология будет производиться, уже не будет ни у кого. Израиль не будет это выпускать за пределы Израиля, ни Америки не будет давать, ни Европе уже. Все, закрытый цикл. Они не будут иметь добрый даже день. понятия, что мы имеем. Да, добрый день, добрый день. Добрый. И уже Израиль тогда будет самой мощной страной. Да. А так это во время Натаньяху как раз и произошло все за эти его 20 с лишним лет, то, что он у власти, он отдал все производство наше и уничтожил вот эту вот программу У вас нашего есть- самолета, у нашего вас самолета есть, Лаби. Бабель, что с вот этими палестинцами делать? Мы бы вам бы передали бы вот этих палестинцев всех, которые среди А нас. кому передали? Куда-нибудь у вас есть там, Не дал же этот вот, мы же хотели... море или перед- где-то место? Вот смотри, Есть? вот в самом начале, ты помнишь, когда Трамп вызывал, когда этого Хусейна, ну, этого Хашемита, короче, из Иордании, и этого Ассиси из Египта. Они же должны были их принять, пока Газа будет отстраиваться. Они же оба не захотели, они говорят, ни в коем случае, никогда, потом этот Израиль их обратно не примет, короче, туда-сюда. И вот этот вот, даже Ассиси, я помню, нагрубил Трампу, не приехал туда, и Трамп его пометил, короче. Потом, когда вот этот был сходка Газы, когда все эти страны собрались, он же этого Ассиси, короче, опрокинул там, короче, на этом. Кстати, это в Египте было, в Шарм-эль-Шейхе это все, это сходка была. И он на него зуб точит, короче. Но они сейчас, Европа, там, и Америка, они будут использовать... Смотри, они не хотят... Если бы они хотели бы доминирования Израиля в регионе, они бы помогали Израилю, а они, наоборот, подножки ставят. Понимаешь? А Израиль это вот этот железный купол, то, что называли. Израильское, да? Ирон-Дом или как его называют. Все, даже все вот эти вот... Так это же оказалось ерунда, фуфло. Это, ну, F-35, не, это ты не Бабель. понимаешь. Не. Бабель, вот этих Этот железный палестинцев купол, вы принимать можете принять там? железный Подарили купол, бы. который ты говоришь, вот этот вот, который с газа вот эти летели, он был на... Это другой... У него разные виды есть. Это было для мелких ракет, и которые летят с близкого расстояния, которые на подхват. Он не работает на... Потому что это используются дешевые маленькие ракеты, которые вот специально вот они предназначены для таких вот ближних этих. А есть проща Давида. Вот она показала 97% сбивания. Эти ракеты, которые упали на территории Израиля, иранские, которые не сбили их, это потому что кассетные бомбы, они когда сбиваются, даже вот, допустим, да, в атмосфере там, или в стратосфере, они делятся на 8 боеголовок, на 12 есть, короче, там разные вот эти кассетные. И их тяжело отследить. Они уже, то есть, получается, одна ракета вот попала по ракете, и потом вот это вот она успела сделать деление на 12.
И вот этот вот, иди еще запусти сейчас 12, ни у кого такой ПВО нету, ты не понимаешь, это такой ПВО не существует, это кассетная Хорошо, игра. допустим, ПВО у вас. Ну, в любом случае, авиация у вас полностью американские самолеты. Это не американские самолеты, то, что у нас в Даже Израиле. вот этот автомат, который у вас есть, Галил, Не, как он эти все, называется, это тоже это корпус финский. и мотор только этот от Америки, вот этот вот F-35, который называется. У нас он не называется F-35, а он называется Адир. Он имеет свое название. Это полностью израильская технология, которая... Да нет, вы просто... Нету его ни у Саудовской Аравии, ни у кого, ни... Вот все, кто Они имеет в Америке F-35, изобретали. Да, все, кто Рыжий. имеет F-35, они не имеют эту израильскую технологию. Рыжий, чисто это- израильская Нет, это технология. американский самолет, вы просто сделали изменения под себя. Под В Мы не Америке, сделали брат. изменения полностью, вся начинка, полностью в Адире. Начинка, полностью вся электронику вы начинка туда это израильская. всунули, а самолет американский. F-15. Причем и самолет, тоже, нам эти F-16. корпуса мы сами тоже можем печатать. Ну и что они нам Хорошо, моторы и автомат корпус у вас, приносят? например, если взять... Это тяжелая, смотри, это тяжелая промышленность. Вот Сейчас так теперь всё. мы будем... У нас был самолет до этого Лаби, который Китай использует. Вот сейчас этот самолет израильский, у Китая на вооружении, короче, этот Да, самолет. да, допустим. Но в любом случае... Вот этот Лаби в 100 раз лучше был, чем вот эти сегодняшние, вот эти F-35. Поэтому сейчас, с этого года начиная, сейчас начиная, Израиль уже свои самолеты будет скоро делать. Сейчас он Скоро разработку это проходит. будете делать, но в данном случае у вас американские F. Это не американский, еще раз тебе говорю, там Как есть не только американский мотор, F-35? Вы туда там просто только мотор, электронную даже начинку его аэродинамику всунули. всю разрабатывали в Израиле. Это Это израильские разработка инженеры американских разрабатывали его. ученых. Какая израильская разработка? Плюс... Да подожди, Хорошо. Бабель, дай я ему скажу. F- Смотри, F- братан. Послушай, Подожди, Бабель. F-35 это Lockheed Martin. Это такая организация. Там сидят израильские инженера, которые работают как сабконтракторы. Они Да, в разрабатывали Америке, но это евреи работают в Америке. А, Там евреи не работают в евреи, это Америке. израильские инженера, которые работают как сабконтракторы. Знаешь, что такое саб? Это отдельная компания, которая работает на Lockheed Martin. Это израильские компании. Я понял. Короче, автоматы какие у вас там? Кроме УЗИ вот этого бесполезного. Да который- полно у нас и Галили, и того. Галил американский. Все производится Это на территории Израиля. финский, как на основе Калашникова сделанный Галил. Какой у вас автомат? У вас ни автомата нет, Да ни мы уже не самолета используем нет. эти самые. У нас уже новые уже модели появились. Уже знаешь, какие модели в Израиле? Ну, Галил. Деньги, как кажется, они покупают деньги, и Зайди зачем в им это Тавор, просто производить? посмотри Тавор. Не, он говорит, что мы как бы не будем поставлять свои... У любого солдата на Свои вооружении сейчас изобретения, стоит новый делиться с автомат кем-то. израильский. Нету никаких израильских изобретений. У Вообще израильских, нет. у Израиля Военная стоит промышленность новый вся автомат принадлежит на иностранцам. вооружении. Сейчас обороны Израиля стоит каждый солдат практически, который воюет в боевых частях, не обычные, там, которые там вспомогательные всякие войска. Боевые, то, что боевые части, все работают с того. Ладно, не делитесь, хорошо, не делитесь. А ты откуда сам, брат, Рыжий? Я швеция, А, по нации кто ты? чеченец. Ну что? Это палестинец. Ты мусульманин, да, брат? Подожди, у Да, вас да, у палестинцев что за оружие? Объясни. Палестинцы такая же хуйня, как и они. Все? Не, ты не матерись. Ну я Не же понял. сказал, Ты- такая ты- же ерунда, что и Израиль. У вас- Всё. Кто у вас такая же хуйня, я не палестинцев. понял. Ты что тут несешь? Ну, У прямо вас у скажем. палестинцев. Подожди, он защищает Смотри. палестинцев. Ты что из себя здесь строишь? Ты вообще что произвел в своей жизни? Ты что вообще? Я научился? что произвел? ты делаешь? Я что произвел? Да. Углекислый да, газ Мы имеем произвел. супермощное государство, которое... Да нет трясет у вас весь никакого арабский мир. государства, Мы никакого с государства мусульманским у вас раком нет. поставить можем. Что ты можешь Ага, сделать? видишь, так с Ты что раком. можешь сделать, кроме своей болтовни? Вы будете раком. У тебя он образование смотри, ноль. он- Раком тебя я Вы поставлю. единственный, Слышишь кого ты? вы- Он учился. Слышишь, он раком я тебе сам тебя- один поставлю. Да пошел ты Он нахуй, я учился твой как- Израиль раком. Кусай за хуй, бля. Я твой Израиль раком поставлю. Он учился, наверное, говнюк кучур, бля. Вот эти говнюки, они там учились тому, чтобы вот против Израиля всякие гадости говорить. Вот этому дерьму, вот этих людей из нашего народа, вместо того, чтобы их послать, и чтобы они учились каким-то технологиям, каким-то, я не знаю,
медицине, еще каким-то наукам, как вот этих шпигунов туда позаслали, да, они там выучились, как, короче, евреям гадости всякие говорить, как с ними, против них настраивать, короче. Ну лень Своих просто. Ну, лень. соотечественников, да, как Если он исчезнет, ты агрессировать, даже как не вот заметишь. эти... И вот эти агентура среди нас теперь ходит, да, Сюли или кто, непонятно. Вот видишь, ему вообще насрать на свой народ. Нет, чтобы там поинтересоваться там в будущем, например, можно было бы там каким-то образом, как Израиль чего-то добиться там, или как еще какая-то страна. Завидует, Вместо просто этого- завидует. Это Да, зависть. вместо зависть. этого он никакая там не зависть, это уже полностью заряженный палестинец. Ненависть и зависть это вместе. Поверь мне, завидует. Говорит, что Вот ты изобрел? так. Углекислый газ он производит только. Да, вот так будет ходить и вот всем гадить, сам будет где-то в Швеции у кафедра. Если к сидеть его, в памперсе если к за его пазухой. заднице подключить трубу, короче, много. Говорит, ты что произвел в этой жизни? Говорит, углекислый газ. Так, Роза, это кто Роза? Приветствую, нашел. Здрасте. Добрый день. Добрый. Бабель, он просто на пушку вас брал, чтобы вы больше и больше все рассказали ему. Что у нас есть и как есть. Крету хотел узнать все, да? А то, что у Не, нас есть, уже не всем надо, известно, и не надо рассказывать не ничего надо. рассказывать. Не надо ничего рассказывать. Он вообще... Хотят есть они или раком нет, поставят, пусть попробуют, придут и поставят раком Израиль. Пусть Ему придут. вообще там Да куда они пофигу, придут, что они есть вообще или не это, они есть. только Он себя на- там в на Швеции ТикТоке живет, могут. короче. Поехал в Швецию, там пособиях. паразитирует. Там, ну, не обязательно на пособие. Вот шведское государство предоставляет всяким вот этим, которые там ничего, ни на что не способны, ни у себя, нигде. И им предоставляет возможность, чтобы на ноги встать, чтобы вот шанс дает. Эти туда приезжают, в Швецию, вот в эти европейские страны, на этом паразитируют, и вместо того, чтобы вот откуда их там с пинком под задницу как бы выгнали, да, вместо того, чтобы вот там что-то попытаться, порядок какой-то навести, вот это, исправить эту ситуацию, они вот такие вот, Мало короче, кто идет учиться вообще заряженные, куда-то. да, заряженные вот это вот ваххабидом, А зачем он, вот этим им идеологиям. учиться? Они идут, отнимают, убивают. Они сидят и вот против евреев настраивают, потом всякие, короче, именно вот эти свои идеологические какие-то. А потом им хренотень все вот через эту одно место пытаются всем выходит. пропагандировать, да. Такая тема, короче. Еще сидит, я чеченец, туда-сюда, чеченец. Да, Слышишь? Ты первый, кто совсем чеченским борешься. Ибрагим, сейчас вот недавно вот этот боец же есть курдский в UFC, который хотел. Он там что-то про чеченцев болтанул лишнее, кавказцев, дагестанцев. Пошли, короче, там чеченцы, ребята, 6-7 человек, ему лещей надавали перед боем. Он бой проиграл. Дебютный бой в UFC. Слышали за это? Я не знаю, мне эти разборки какие-то, обезьяны. Нам уходил. Вообще не интересно. Мне интересно, когда надирают одно место тем, кто 300 тысяч моего населения в землю загнал. Здесь ходить каким-то, ты что-то этому У спортсмену нас в сказал, Израиле вот в каждом ответ спецназе, сказал. да, Ибрагим, Потом извини, ходить у нас здесь в быковать. Израиле, Правильно. у нас в Израиле в каждом спецназе, знаешь, какие самородки там есть, какие там ребята, бойцы, которые махаются, там профессиональный вид спорта, который только внутри армии. Вот эти UFC, вот эти все эти клоуны, которые ты это видишь, это все, тебе смешно бы даже стало смотреть это все просто. Вот сейчас стали допускать, потихоньку стали вот выпускать, уже скоро будет вот на UFC, на ММА. Скоро увидите израильских вот этих вот бойцов, которые будут, ну, когда освободятся со службы, да, там уже,
Сейчас начнут их выпускать на большие ринги. Ты увидите по всему миру, короче, что Израиль из себя представляет. А так, и дзюдо, и мюдо, там и борьба. Ты видишь везде золотые медали, серебряные медали, бронзовые медали. Израиль маленькая страна с таким населением. Если сравнивать, допустим, да, там, с крупными такими странами, монстрами, как Соединенные Штаты, это Россия, там, со всем населением, которое там живет. Израиль, вон, золотые медали приносит, серебряные медали, как минимум, там, максимум самый плохой, это там бронзовый какой-то этот, короче. Для Израиля это много. Это с таким населением, такая маленькая страна, со столькими проблемами, со столькими всеми этими, то, что есть там. Посмотрите по любому виду спорта, на любых соревнованиях, посмотрите Израиль везде. На первых местах, на серебряных местах. Что они хотят еще, я не понимаю. Бои без правил, ММА, вот эти все эти обезьянники, короче, которые там, они закрываются. Смотри, Нет вот проблем. Просто вот у нас 60 слушателей, я просто хочу понять, вот сюда зашел вот этот хрен, извиняюсь, перед женщиной. Чего? Я Зашел не слышу. сюда. Меня не слышно? Не, я не слышу. Ты говоришь, Окей, извиняюсь окей, перед окей. женщиной. Окей, извиняюсь. Вот заходит сюда и начинает, да что у вас там, Израиль, да что? А ты кто такой вообще? Ну, не, вот смотри там, он говорит, что он чеченец, этот человек. У тебя что за проблема вообще с Израилем? У него оружие есть или нету? Вот сидеть, да у тебя там это, у тебя там нет. Да он у тебя живет там даже то. в этой Европе, он даже не понимает, что все Не, обеспечивает безопасность, потом всю эти безопасность практически, который антитеррор, который там в Европе, и все эти ракеты, которые там сейчас, все эти технологии, все Израиль обеспечивает им. Израиль просто отключит им вот этот вот, и ничего этого там не будет, и все. Он даже это не понимает. Что у нас есть, он говорит. Потом он сидит, короче, и начинает, потом ответку начинает что-то получать, да? Я его опустил потом, потому что, ну, он сам опустился. И я его еще от себя, да, опустил, короче, туда вниз, чтобы тапал. Сейчас он будет ходить, ныть ты там за евреев, туда-сюда. Да, дебилы, блин. Почему вы из-за вашей дерьмо вот это в голове, идеологии. Вы что, хотите меня стравить с евреями, что ли? Я вот как какая-то жучка там буду, ваши вот эти... Марионетка, вот ты хочешь Да, сказать. ваши игры играть. Типа ты там евреев испугался, и я сейчас должен, нет, на себе тельняшку порвать, гавкнуть там, что-то такое сказать. Вы вот эти вот игры там, приемы свои, короче, себе можете, короче, себе оставить их. Ибраим, Это никто вообще, нормальный человек не будет с вами играть. Да, да. вот смотри сейчас, что я тебе скажу с женской точки зрения. Чеченцев вообще в мире 1 миллион остался. Вместо того, чтобы размножать и думать, чтобы их, ну я говорю, что вместо чеченцев наш народ должен увеличиваться, показывать, прогрессировать, придумывать что-то такое. Он идет террористам, он идет к этим боевикам, за хамасников топит, за этих топит. Еще и быстрее так нация исчезнет. Просто это я хотела сказать, Ибрагим. Вот все должны брать пример с этого Пармата, или как его зовут. И как зовут этого чеченца, который... Да, Пармат. Формат, вот красивый мужчина с усами. С него должны все пример брать, все чеченцы. Ну, с него обязательно там... А с него что, я брать, не или с понимаю, кого-то брать. Ибрагим что, это- плохой чеченец, что ли? Это Ибрагим... не совсем важно, чтобы... Не, я не и с про меня него. не надо пример. Есть достаточно имеется- таких. Я не про Имеется в него, виду, человек Бабил. может там сегодня какие-то Чеченцы, правильные во-первых, вещи. Чеченцев, щас во-первых, закончу. не 1 миллион, их 3,5 миллиона в мире. Нет, 1 миллион. 1 Не, миллион не, 200. Не, Я 3,5 спрашивала. миллиона. Не, Бабель, столько нет у нас.
Нету, И, нету. и вот этот миллион тоже, не миллион. Вот такие Ты вот, же вот которые сюда уничтожал залезает. Россию. Да, который сейчас сюда залезал, это таких чеченцев, я вот здесь с пластилином могу сейчас слепить лучше. И я что хочу сказать, там, какой-то человек, с него пример брать, там, с меня, с Армата, я не знаю, еще с кого-то, там, с Виндетты или еще. Тут человек может сегодня что-то говорить, завтра потом какие-то ошибочные вещи начать говорить. То есть там как бы само вот это, то, что... Пока ислам не уйдет, это не пройдет так, это нелегко пройдет. Это понятно. Я просто вот что хочу сказать, вот эти люди, которые вот сейчас заходил, да, казалось бы, он поехал в арабскую куда-то туда страну, пошел там, выучил вот это дерьмо, которое они сами как бы его, абсолютно ему не следует, ему вообще по барабану. Идеологию ты Короче, имеешь. да, ну да, я, короче, как будто бы все понимают, о чем я говорю. Ты имеешь в Да, виду идеологию. политический ислам, да, вот этот вот часть вот этого. Да, ну истинный ислам, он и есть политический. Вот они едут туда и это изучают, и смотри, вот там они изучают еще арабский язык, еще знакомятся с какими-то людьми. И казалось бы, вот себя любой нормальный, вменяемый человек поставьте на место вот человека, у которого сложная ситуация, да, с его народом, там, с его государством, его вот, плюс сложная общая судьба, вот эта нестабильность, завтра непонятно, что будет. По всему миру там разбросанные люди. Идет утрата там культуры, языка и так далее. И казалось бы, нормальный человек там, хоть в какую хрень он там не учил, ничего, все равно куда он едет, там какую-то пользу искал бы. Вот ему научили там мусульмане, братья, там туда-сюда, акробатия, вот такие вещи. Окей, взять вот эту вот идеологию и как раз им и предложить этим мусульманам. Так, мы братья, акробатия, давайте. Они не понимают, что их используют как пушечное мясо. Что вы тогда Пушечное сидите? мясо Давайте нам помогайте. Вон у нас, видите, сложная ситуация. Вы, братья, акробатия, мы куда-то кафиром едем, в Европу куда-то спасаться. Никто А вы им кто просто такие? так не Что за поможет. братья, акробаты? То есть, чтобы вместо того, чтобы наоборот из этого пользу извлечь, даже из этой идеологии хреновой, которую они идут учить, они наоборот забивают, короче, свои эти, я не знаю, бошки. Они себя в такую нишу ставят, приезжают как к нам торпеды. домой, да, Как к нам торпеды. домой, и из нас торпед хотят сделать для вот Да. этих палестинцев всяких. Вот настолько это маразм. Они даже этого понять не хотят просто все это. Для этого и существуют эти каналы, чтобы они это слышали, чтобы что-то до них дошло хоть. Туфту там гонит, он хоть бы один раз он открыл, посмотрел, чем Израиль. Израиль, все, что сегодня, все технологии, то, что у людей на руках, дома, везде, все Израиль произвел. Он говорит, что у вас там в Израиле, какой вид оружия? У нас уже более 150 наименований только тактического, которые, вот я имею в виду то, что в руках мы держим оружие. Понимаешь? Сейчас я ему пистолеты, автоматы разного вида, туда-сюда. Сейчас это мне сидеть ему перечислять это все. Я ему говорю, он даже знать не знает. Я ему говорю, посмотри, иди, зайди, Табор называется. Там Галиль называется. Там этот. Он говорит, этот, который переделали, говорит, из Калашникова. Он вообще не понимает, что он говорит, короче. Я ему говорю, иди посмотри, что зайди, посмотри просто. Интернет возьми, нажми, не поленись, короче. Посмотри, что Израиль вообще производит. Сегодня вот вложили, Он короче. как раз таки сейчас там поковырялся по русским каким-то сайтам, пробежался, там что-то увидел, названия какие-то, зашел и весь умничал просто. Ничего. Вчера 120 миллиардов приняли законодательство, Кнессет, этот, короче, парламент. 120 миллиардов, короче. В течение 5 лет. Минутку. Вот этот Марко, который сюда... Вот этот Марко, опять и опять ты сюда поднимаешься. У нас
нетрадиционные темы не приветствуются, Марко. Ты можешь быть, я не знаю, если хочешь, хоть вверх ногами ходить, мне без разницы. Но когда ты сюда заходишь и пропагандируешь вот эти нетрадиционные вещи, я это не приемлю, понимаешь, у себя. Чего ты опять и опять поднимаешься? Извини, Павел говорит. Короче, я говорю, что 120 миллиардов долларов Израиль сейчас бюджет выделил на производство роботов, короче, уже которые будут воевать за место людей уже просто. Там полностью все будет управляться единой системой. Самолеты, мамолеты, все, короче, все это в одной целой будет, как одна единая этот. И производство налаживают, вот они будут уже со следующего года будет массовое производство. То есть уже все уже они создали, то есть этот прототип есть, короче, то, что называется. Его будут усовершенствовать, правда, вот до определенного тестирования. Во время тестирования вот этот год будет проходить. И все остальное время уже через год у нас будет час. Сейчас напечатают их там 200 тысяч, 500 тысяч, короче, миллион этих роботов, короче. 2 миллиона, короче. Ну, и будет там у Китая там это, там, миллиарды там людей, там, у арабов там, короче, там, мусульман там, миллион, ну, этот, миллиард, короче, 1,5 миллиарда, короче, там, это. Вот у нас будет 1,5 миллиарда роботов, запустим туда, короче, и все. И решим вопрос. Понимаешь? Со следующего года уже вот это 120 миллиардов, сейчас только начальный, вот это первый бюджет сейчас вот заложили, вот. Вчера приняли, короче, в парламенте. Полностью все уже включено. Началась полностью интенсивно. Они перешли с стадии разработки уже просто внедрения уже. То есть закрытый цикл тоже. Все чипы, все, что там будет, материалы, все эти, короче, там. Из всего, что роботы не имеют аналогов в мире, они будут производить собственного производства Израиля. Никакие циклы не замешаны. Просто это будет в такой вот замкнутой структуре, откуда информация не будет даже просто никуда просачиваться. Просто и все. Не Америка, не это. И такого же типа они сейчас делают танки, такого же типа самолеты делают, которые уже самолеты типа F-35, да, там, только 6-го поколения, только без пилота тоже. То есть уже самолеты тоже будут без пилота. Баби, Не вот эти дроны. простите, вы с Израиля? Нет, я не с Израиля. А вы слышали про операцию «Пейджер»? Да. Это было гениально просто. Такое придумать, это вообще... Да там таких сейчас вот... Это самое, я это слышал, да, что эти пейджеры, они... Ну, это вообще чудо было. Да, этих точечно гасанули всех. Как это вообще, сколько человек, какой состав вот этих исламистов, которые там... Можно поподробнее так объяснить, что там конкретно? Не, они открыли компанию дочернюю, короче, под другим названием. Вообще не знали, что это израильская компания за границей. И сделали так, что был этот, короче, у Хизбаллы был этот, который, ну, главный скупщик, то есть то, что называется, там вот покупает для инвентарь, короче, там оружие, оптику, короче, там электронику для своих этих. Они знали, кто этот человек. И сделали так, что ему предложили, короче, купить именно там по дешевой цене. Они там типа хотели огромными количествами. Они сказали, какие преимущества у этих пейджеров перед телефонами этими, что их невозможно там определить, там обнаружить по связи. Там они ловят в таких вот условиях, которые там, ну, допустим, да, там специальную сеть ставят, короче, и под землей можно, и над землей там это, короче, все это доходит сообщение. И выгодно это, короче, стало им. Они так подумали для себя. Как раз им вложили в мозг то, что вот хотели. Ну и потом эта дочерняя компания пропала. Она где-то в Венгрии была, по-моему. Там, да. Они там закупили огромную партию. И несколько этапов они взяли, короче. И потом эта компания исчезла, короче, все. С рынка. Это такие, да, как однодневка, да, бывают вот эти вот компании однодневка, короче. Такую открыли, масса. 15 лет назад, ты представляешь, этот процесс начался. Потом точно так же им продали вот эти вот рации, такие же, которые взрывались. Это же не только пейджеры взрывались, это рации потом взрывались.
Иди знай там, чего они Ну, еще это купили. вообще сильно сделано. Иди знай, что они там еще купили, которое должно еще Снимаю взорваться. шляпу перед таким этим. Представь, Иди без знай, что они там каких-либо купили. потерь, абсолютно, без этих, без жертв, без еще гражданские не страдают. Да, именно этих, Точечно. да, именно тех, кто носил на себе их, короче. Главное, где они носили? В заднем кармане. И Кто что в заднем взорвалось? кармане, кто на боку, кто... Ай, кошмар. Это такое придумать надо. Кто в руках держал, когда зазвонил, он же вытаскивает, он звонит, он хочет прочитать, что там написано, короче. Он взял в руки, короче. У него глаза... Там заряд достаточно был, да, чтобы разорвать. Это вообще... Да. У одних одно место оторвалось. Короче, там много чего Израиль им туда подсунул. Они еще просто это не использовали. Я думаю, это они держат. Они же не будут сейчас сразу все одним разом, понимаешь, там это. На Там испытание много чего. было. Если надо там, чтобы все это взлетело. Просто понимаешь, Израиль, он действительно имеет терпение. Он, если бы захотел бы Израиль, это от этого Ливана уже давным-давно там просто... Там бы никого не было бы. Это пустая территория была бы там просто. Понимаешь, они же не делают этого. Они вот сколько, они пришли, напали вот 8 октября, 7 октября там это было, а это 8 они уже напали от Хизбалла. Мы могли у них просто территорию отрезать как компенсацию за то, что они нам там по городам, по этим, по населению столько времени было из севера на юг переехало, короче, пока это все длилось. Это же длилось месяцами, это почти год с лишним. И по бизнесу это ударило. Там ферм очень много на севере, короче. Там очень много ферм по выращиванию там. Ну, там всякие там, начиная от всяких там фруктов, овощей, короче, там растительности всякой, трав там этих, короче, там. Потом куриц там выращивают, там скот. Короче, там все, что хочешь, там вот эти фермы, они всю Европу кормят практически, вот эти вот фермы, которые там находятся на севере. И пострадало очень, ну, сельское хозяйство, там, все такое, короче. Вот за вот это вот все надо было уже сразу полуливана просто вот так вот взять, отрезать, короче. Как сделали в Сирии, короче, да, вот то, что, в принципе, эти должны были быть и так наши территории, это наши законные, исконные территории наши. Ну, это так, Сайз-Пико, вот этот вот англичане, так и французы поделили в свое время. Оставили нас там. Потом и то, что оставили, от этого тоже потом поделили. И сейчас вот они начинают нас тоже все забирать. Наши территории, короче, еще хотят отрезать там эту Палестину, хотят придумать вот эту, которую несуществующую. Но они скоро... Они уже празднуют это, что... Не, они это все временно. Это сейчас пока... Они просто, смотри, Израиль нельзя загонять в угол. Если Израиль в угол загонят, Израиль еще пока разговаривает, общается с Вот международным... когда с Ирана начало вот это лететь... С международным ракеты, сообществом Израиль пока не отменил свой диалог ни с Европой, ни с Америкой. Еще есть частично это там. С некоторыми европейскими странами они уже жестко, такими как Великобритания. Америку уже тоже они ставят на место, потому что они отказались помогать разрабатывать для Америки уже оружие. То есть Израиль будет производить свое собственное оружие полностью, не делясь уже никакими технологиями с Соединенными Штатами. Они очень сильно испугались, потому что в Израиле сейчас передовые технологии намного круче, чем в Соединенных Штатах разработочные центры. И они делились с этим. И за счет этого Америка была передовая страна в мире. Она как бы удерживала позиции в технологиях. Потому что с Китаем она конкурировать уже не может без Израиля. Понимаете? И они знают, что если Израиль отойдет от Америки, то это Америка в банановую большую, просто большой Советский Союз превратится, короче. И там уже и евреи оттуда в отток уйдет уже. И тогда и технологии, и Силиконовая долина, и все вот эта их мощь, это все превратится будет деградация просто. У них уже будет отставание, серьезное отставание будет. Потому что все ученые, все эти практически там, все евреи. И Израиль еще сейчас вышел на передовые эти. То есть им очень много с Америки переезжает в Израиль. Они уже не хотят там оставаться, жить.
хотят жить на своей земле, уже там в пожилом возрасте переезжают. Им дают проекты в Израиле, они там делают проекты всякие. Он с Россией тоже вот, когда Советский Поэтому Союз Бабель, рухнул. недвижимость дорожает и дорожает и дорожает. Да, но Израиль этого не будет. Израиль вернет все свои территории. Эти все территории, то, что и Сирия, и Иордания, и Ливан, и Турция, и до самого Кавказа, и это придет до Ирана. Это все вернется. Это все вернется. Они сами эту землю отдадут. Сами отдадут. Поверьте мне, это уже будет такая вот ситуация, когда вот сейчас начнется такая война, что они пожалеют, что их мать родная родила на этот белый свет. Я вот это вам гарантирую просто. Они сами лезут, у них инерция такая. Мы используем только их инерцию. Они просто ненавидят, они свою ненависть вот эту вот используют и сами лезут на рождение. Мы ни с кем не воюем, у нас защитные земли. Но они теряют из-за этих защитных войн, они теряют все. Они теряют все, и в этот раз, короче, мы уже не будем с ними церемониться, мы просто будем забирать землю, наказывая их. Это где? В унитазе или что у тебя за шум? Микрофон Кто-то здесь включайте, конкретно, когда короче. в Меня не туалет. поднимаете, 10 минут запрос даю. У меня из-за лифта. Меня выкинуло из-за лифта в лифте. А, ты в лифте был? Да, 10 минут запрос даю, что-то Ибрагим не поднимает. Не, он иногда Я не тебя смотрит. поднимал. Он я иногда не когда смотрит за рулем просто. не смотрю. А. Лифт, интернет пропадает в лифте. Они потеряются скоро все. У них инерция такая нехорошая. Они ненавидят и со своей ненавистью идут на нас, а потом обнуляются, теряют в разруху у них, короче, опять отставание, короче, и потом опять они сидят в жопе и плачут. В Ливане много армян, блин. Это одна из наших как бы, мест, одно из большочисленной диаспоры. На 3-м месте в мире или 4-м занимает. Или 5-м. Или Раньше 4-м. было много, уехали. Так уехали. много. Вы там, бля, всех блядь, распули, извините за выражение. В Сирии тоже было. В Сирии тоже было раньше много. Да, Сирия... это ты? Сирия не из-за вас уехали. Что? Это Сева сейчас говорит? Я говорю, Мартин Ли. Нет. Бабель. Нет, еврей он, Бабель. Я знаю, Ави это или Сева? Нет, Бабель это. Я путаю. Ибрахим Маршал. Или кто? Извини. Маршал. Я думаю, это Ави или Сева, который раньше у кого сидела. Амина, кто это у тебя? Амина, Маршал. На фото. Где кто Маршал? Это Вендетта и ветеран Ганнибал. Я твой. Туда еще этого формата туда еще Там поставь. же было просто на Аву, когда ставишь только 2 человека, потом половина выходила, пришлось вот так оставить. Так отдали просто фотографию и так поставь на скрин отдали. Извини, Мартин, я тайпан Бену не подумала. Вот, короче, брат, Бабель, ливанцев там, армян, 10 тысяч, блядь, умерло армян там нахер. Да, За но мы вашу при чем? силу. Но мы при чем здесь? Мы ни при чем тут. Но Там они ливанцы. так воюют за них, потому что живут там, и им приходится. Там гражданская война была. Во время гражданской войны это была междоусобица между разными арабами, которые живут в Ливане, короче. И христиане, там есть арабы-христиане, марониты. И есть христиане, которые там вот эти сирийские. Они, короче, вот армяне были сирийскими вот этими вот сирийскими этими христианами. У них общий там эти был, ну, похожие там веры там эти были. И, короче, южные христиане, которые были, они служили в Израиле. Израиль создал им свою армию, чтобы они могли защищаться. Цадаль их называли. Они как бы Южный Ливан. А вот это вот Северный Ливан, это все эти, короче, там были, там сунниты, шииты между собой, христиане, марониты, христиане эти, короче, армяне, там перемешку. Там все были, короче, там очень разноперстная была публика. И когда гражданская война началась, то вот эти вот сунниты
И там еще палестинцы были, беженцы, короче. Палестинцы, беженцы, там лагерь палестинский, короче, там по всему этому. Они туда приехали из Туниса, короче, из всяких этих... Ну, эти движения их по освобождению Палестины, это не были палестинцы. Это как бы террористы, которые там сидели, а их работа была из Ливана сделать буферную такую как бы страну, которая начнет... Ну, то же самое, что сейчас Хизбалла делает, короче. И местное население Ливана вовлечь в войну с Израилем. Вот им это почти удалось. Но потом все это, когда Израиль забрал половину Ливана, тогда они, короче, опомнились, короче, и их оттуда выгнали, короче, получается. Оставили только маленькую часть. И вот эти вот там армяне, которые жили, которые это все... Они уже шиитами, короче, христиане и шииты, короче, они вместе там как бы в одной упряжке были, а сунниты, они отдельно, короче. Как бы они сами хотели крутить. Там еще друзы есть, я тебе забыл сказать, там друзы еще есть. Там еще друзское население. Курды, друзья, да, это типа курды. Да, и, короче, курдов мало там, в Ливане мало курдов. Короче, это в Сирии они находятся. Короче, там вот это вот немножко, которые там армяне были, они потом все разъехались по Европам. Кто во Францию уехал? Ну, этот Ливан, это раньше была французская колония. Там легко дают беженцам из Ливана, кто переезжал, даже не спрашивали, давали французское гражданство, короче, понимаешь? Потом в Америку я видел очень много свалили, кто армяне. У меня, допустим, в Лас-Вегасе хороший друг есть, армянин из Ливана, короче. Вот, ну, я знаю много таких Много семей. ливанских армян. Вообще... Я рестораны знаю в Лос-Анджелесе, в Лас-Вегасе. Именно ливанские армяне. Вот они общинами все переехали. И в Глендале живут, и там. Но у них другой армянский язык, не как у вас. У них диалект. Я не пойму. Мартин, у вас самое фирменное блюдо. Что за блюдо? Брат, армянское, ну, у нас вот эти все... Да, вот эти блюда, например, ну, считается, если напишешь в интернете, показывает... Да, этот, блюдо похоже. Как он называется, этот... Долма. Не-не-не, там, короче, типа каши такой с куриными... Хаш. Нет, знаешь, как называется? Хариса. Хариса, да. Ты имеешь в виду... Ты имеешь в виду, какие ливанские? Спрашивать надо. Это армянский он говорит. Обрусевший армян. Не, я знаю, если я тебе скажу, что толма это наше блюдо, но сейчас азербайджанцы... Да, везде... но они в Ливане, она в Ливане прижилась. Ты знаешь, да. что в Ливане его начали по-своему готовить, и это от армян пошло уже там. Это как национальное ливанское стало, короче. Парашу пустили, что это ихнее блюдо, наши все блюда. Теперь что Да, они да, скажут, да, многие, на да. тебя наедут, скажут, это не ваше. Не, они Лаваши знают, бывают они не там. противятся. Длиной Они не 7 противятся. метров, видели? Да, лаваш это как... Вам бог полетели, нормально. лаваш, Ибрахим. Да. Да. Лаваш, да. Армянский лаваш. Не, в Ливане Я не щас противятся похавал, они этому. горячий. Они говорят, что это армянский блюдо. Они говорят, что... Ну, там-то да. Я в Бейруте Лаваш. часто бывал. Я в Бейруте очень часто бывал. Шаурму крутят с лавашем, уже узбекский лаваш там, не армянский. Лаваши Везде. полно там. Там полно лаваши есть. Лаваш, знаешь, его делают на в тундыре. Бьют, ну, этот как бы тонкий такой. Приветствую всех, добрый день. Привет, тесто крутят вот так вот. Да, добрый. Это древний это хлеб, это древний еще. Он же не портится, лаваш. Его, Там, вот, его уже 10 лет. там христианский квартал есть, христианский квартал там, вот этот, где недалеко там есть несколько армянских таких районов. Один немножко там возле моря есть. А вот этот христианский квартал, который немножко там на возвышенности, он такой на холме такой. Этот квартал, ты туда заходишь, он недалеко находится от Дахии, вот это, где шииты живут, они там соседничают. Там интересное такое, как вот буквально ты там живешь, ты как будто там в Армении, короче, ты чувствуешь себя вот как будто вот такой же ландшафт, короче, там вот в некоторых местах в горах есть. И это в городе, это в Бейруте. И туда заходишь, там эти лаваши, маваши, это дулма, короче, что хочешь там вот это вот, там ты можешь, что хочешь в разных таких забегаловки. У них такие есть маленькие забегаловки, но туда заходишь, там еда вкусная, короче, там все.
Готовят хорошо. Потом есть со сметаной, который вот это вот, короче, долма без этого, без мяса, короче, которые там они мясо не добавляют. Овощной есть туда, да. Да, Рис да. там, еще что-то. Да, есть. рис добавляют, зелень, короче, там такой летний называется, такой, как этот там. Этот ливанский такой, вот этот вот армяне готовят, я тоже такие тоже, Ребята, короче. можно два слова сказать, ребят? Да, Сергей, скажи, брат. Я насчет толмы хотел сказать, ребят. Вот когда люди говорят там, это того. Вот скажите мне, пожалуйста, как может быть блюдо национальное? Вот азербайджанцы утверждают, что это национальное блюдо азербайджанцев. А как получилось, что тюрки, узбеки, киргизы, там, туркмены, самые ближайшие их родственники? А ты знаешь, что его в Ливане они не называют армяне, это долма не называют они. Нет, брат, я сейчас, подожди одну минуту, я по У них существу. нету, вот по- Серго, по- у них нету этого блюда у тюрков остальных, только азербайджанцев. Вот этот мне вопрос просто я хочу донести до людей. Как получилось, что только тюрки, азербайджанцы кушают эту толму и считают ее своим национальным блюдом? Я тебе так скажу. Смотри, тюрки, они кочевой народ. Они не могли по своей инерции, Жизнь как вот они кочуют степи, да, там вот это все. И там вдруг они нашли винограды и виноградные листья и придумать дулма. Это просто, это дебилизм. Это для людей, Да, которые... это просто логике не поддается. Они ребят. не автохтонный народ. Они просто, понимаешь, они Вот кочуют. я об этом, брат мой, хотел и сказать. Чтобы готовить, чтобы сделать долму, или толму, как правильно вы говорите, да, там, к примеру, ее раз в год надо этот лист виноградный сорвать, законсервировать надо, чтобы потом снять с консервации и достать этот листик и завернуть туда рубленное или там, не знаю, там какое мясо положить туда. А как мог кочевой народ сорвать виноград, И банки с собой виноградные увозить. листья? И банки с собой увозить, короче. Да, и наконец. Я вам хочу возразить. Давайте я до конца скажу, девушка, пожалуйста. О, А потом вы хорошо. возражайте, пожалуйста, сколько Хорошо, хотите. еще как возражу. Да, возражайте. На бакинская еврейка, походу. Неважно. И как можно было вот это все сделать, кочевник, который сегодня здесь, послезавтра он на другом этом пастбище, потом туда. Он что, это консерванты с собой возит этих листьев, чтобы сделать... Да, но до того, как они Загрузить тюрками толму. стали, азербайджанцы, ты забываешь... А потом что как они- получилось, что... Они в Иране жили, до этого. Почему грузины не забрали эту толму у вас? А потому что вы жили, когда пришли сюда, на Кавказ, в Малую Азию, вы жили рядом с нами, и вы это переняли. И в этом ничего нету стыдного или постыдного. Мы же играем в футбол, английский футбол, и мы не говорим это... Мы не говорим, что футбол это английский, мы в него играть не будем. Серго, Мы брат. играем. Когда Каждый народ говорит, первый раз динозавры пришли на Кавказ, вот это что, видите, первыми пожалуйста, кто там оседали. специально делают? Это кто-то здесь, какой-то палестинец, что ли. Специально Архимачу Ибрагим. Она специально, наверное, это сделала. Сало, Продолжайте. если ты не ответишь, сейчас вылетишь отсюда. Отвечай. BSI, ты как на съезде Политбюро, который был вот этот раз 5 лет, который собирался, ты речь свою долма называется вот это. Не, ребят, а потом вдруг получилось так, что тюрки и агузы пришли сюда, на Кавказ, в Малую Азию, и грекам, грузинам,
армянам, дуракам рассказала, что вы столько лет здесь живете и не додумались виноградный листик мяса положить, сварить. А они такие умные, пришли из Средней Азии, своим братьям-туркам не дали, не научили эту долгу готовить, пришли армянам научили. Ну вот как можно это понять? Логика как? Объясните мне, девушка, вот которая поднималась, хотела мне У меня сейчас возразить. слезы пойдут. Вы столько говорили, что пока вы мне дали слово, я уже все забыла, что хотела сказать. Захотела, Вы да. извините, пожалуйста. Аппетит Забыли, я- разогрелся. Не, вы очень Ничем не долго могу. говорили. Очень долго. Во-первых, не обязательно засаливать листья виноградные. Их можно просто сорвать, они даже еще вкуснее, свежие. Свежие, понимаешь? Их можно набрать с собой, вот они кочевые были, ты говоришь. Они взяли, набрали полные мешки. Да, но в степях виноград не растет, лапочка, не растет. Ну, они с собой взяли откуда-то, с Грузии или с Армении. Роза, давайте как-нибудь будем разговаривать, чтобы наш язык с мозгами был связан. Кто так заразительно смеется, как вам? Я тут тоже А прикалываюсь. вообще за какая кадром. разница, чье блюдо? Музыка у Разница всех не- красивая. Разница, девушка. Блюда у разница. всех красивые, вкусные. Роза, Давайте девушка, делать... разницы делать никакой мир. нету. Разницы никакой нету. Ну, когда такой вопрос поднимает глава государства и платит взятку в ЮНЕСКО, чтобы это внесли как культурное наследие азербайджанской кухни, это уже абсурд. Вот в чем проблема. А то, что азербайджанцы говорят, что это национальное блюдо азербайджанцев, да ради бога, пускай говорят, если оно действительно национальное блюдо. Мы же говорим, что национальный вид спорта футбол, испанцы говорят, итальянцы говорят. Ну, этот футбол когда-то англичане придумали. Ну, Бесай, ты никому же не красавчик, ты как на запрещается Политбюро. говорить, что Ты как на национальный съезде вид спорта Политбюро. футбол. То же самое и с этой толмой. Пускай говорят. Но зачем фальсифицировать историю и в ЮНЕСКО это вносить? И тем более все понимают прекрасно, что он заплатил Это- большие бабки, чтобы этот толму сделали как Серго, пойми одно. нематериальным наследием. Они же они состоят же из местных народов, ассимилированных тюрками. не совсем- Они же гибриды, ты не забывай, они Да, смесь. они- Они не совсем турки. Они не совсем турки. Да на них смотришь. А не ты похоже попробуй на- это им докажи. А ты попробуй это им докажи. Турки, то же самое. попробуй им с докажи. тюркам. С тюркам Турки не тоже имеет так же, все перемешаны. Да, Все да. равно. Там местные Где-то- народы христианские, они ассимилировали, отуречили их. Язык Вот им спроси навязали. у киргизов, у казахов, у них долма есть вообще? Они долма знают, что это? Нет, они конину едят, потому что они в пути, когда кочевали. Коня. Базель, это ты смеешься, Базель? Скажи, пожалуйста. Да. Брат, у тебя такой действительно заразительный смех. Реально смешные вещи происходят. Я чуть не заплакал от смеха. Ты конкретно толкнул речь. Как я тебе говорю, как Политбюро, я тебя слышу, когда ты, как будто ты стоишь на трибуне. Так он есть того времени, да, он взрослый мужик. Да, я ровесник Брежнева, брат. Одноклассник его, брат. Ты, короче, что сделал сейчас? Ты конкретно сейчас решил вопрос, этот, ну, настоявшаяся проблема, которая уже, короче, не знаю, там, знаешь, там, это, долго застряла, короче. Чей дулма называется. А вообще я вам скажу, долма – это чисто
еврейское блюдо. Привезли они его с Ирана. Иранские евреи, горские евреи. Да, в Азербайджан. Роза Базеля, пожалейте, человек может умереть от смеха. Роза сказала, говорит, у кочевников есть, говорит, долма, говорит, только, говорит, который, говорит, сразу срываешь лист, короче. Роза, У армян говорит, нормально. можно я к Розе обращусь? Роза, А? вот смотрите, если евреи скажут, что долма – это ихнее национальное блюдо, Так. Не, это я, горские например, евреи, да. вот послушайте, подожди, я не удивлюсь, потому что евреи древнейший народ, и они Не кочевой. жили вокруг этого винограда, крутились вокруг этого винограда. Вино пьют. Греки скажут, что это наше блюдо, потому что греки всю жизнь виноделием занимались. Грузины скажут, что это наше. Вы понимаете? Я не удивлюсь. И это не будет смешно выглядеть, потому что все возможно. Может, впервые и начали эту долму крутить ассирийцы какие-нибудь, шумеры, к примеру. Ну, Евреи. когда это говорит народ, который прошел 5000 километров, пришел в наш регион, и жил с нами по соседству, и он нас, дураков, научил виноградные листья, мясо класть и закручивать, и готовить долму. Ну, вот это не, смешно. ты так не говори. Но сперва же консервировать надо же. Сперва надо было... Ну, я засолить. уже за консервант, уже ладно. По Розиному пути пойдем, по-быстрому. Сорвем в любое время. И закрутим. Говорит, они кочевали, у армян, говорит, виноградные листья украли и сделали, говорит, это тому. А, кстати, я знаю, как готовить долму без того, чтобы эти листья консервировать. Знаешь как? По-быстрому. В капусту можно, если что. Ребят, если вы в поварском деле хоть чуть-чуть соображаете, лист надо срывать именно тогда, когда вот они только виноград цветет, а ты знаешь, как сделать так, чтобы он жестким не был. Ты знаешь, как так сделать, чтобы он на вкус был примерно как вот законсервированный? Знаешь как? Нет. Без того, чтобы засаливать его на год в банку. Нет, говори. Продолжай. Берешь, короче, этот лист, мочишь его, просто в воду окунаешь, Да. берешь, на него посыпаешь соль, соль на него посыпаешь, просто вот так вот берешь мелкую соль, надо раздробить ее вот этой дробилкой, короче. Ну, я понял, Она мелкая соль, не крупная. Морская соль, которую сделать мелкую ее, да. И берешь его на вот этот мангал, когда вот эта решетка есть, короче. Угу. Берешь его вот так вот, мокрый, засоленный, и вот так его 2 раза ставишь немножко туда, потом поворачиваешь. Надо очень осторожно, чтобы не подгорел, чтобы он не высушенный был, а такой еще мягкий оставался. И туда закладываешь сразу долму. Знаешь, какая долма получается, бомба? Не знаю, не экспериментировал. Это уже очень вкусно будет, еще от углей вкус будет. Да, будет запах дыма. Это Будет. сложно делать. Просто запах дело дыма. в том, что если сорвать лист не в свое время года, неправильный сезон, она будет горчить. Уже вкус долмы уже не А тот если будет. еще и неправильный лист сорвать, то есть не виноградник, а еще какой-то там, вот, допустим, подорожник, это ладно. Или дубовые листья. Это уже будет тюркский Лопуха, лист лопуха. кочевой долма. Я извиняюсь перед Розой. Тогда, если подорожником сделаешь, брат, задний проход может зарасти, блядь. Ваши извинения принимаю. Короче, я спас целый этот Азербайджан сейчас только что. Сейчас они смотрят, сейчас, залетят сюда. Мартин, ты Сейчас хоть эфир пойдет, скажи, короче, вместе по всему убегать Баку. будем, брат. Новый рецепт долма я придумал на месте. Скажут, Вот хорошо, когда вот так вы смеетесь, дорогие мужчины, а не матюкаетесь, не деретесь, не воюете. Вот так и продолжайте.
Находите Да. причину. Видите, как я вам нашла причину? Скажут, в Сирии турков бомбанули, короче, сейчас сидят над нами, угорают, блядь, евреи. У греков тоже есть долма, да? Да, конечно, и у грузин это новогодний стол, вот и у греков, и у грузин, вот ты сейчас любого спроси, грека, грузина, у них новогодний стол без толмы не бывает. Брат, это вообще понтийские греки, честно тебе скажу, они это придумали вместе с армянами, там вместе, короче, объединенные когда были. Понтийские я поверю, а вот так, чтобы Да. греки, чтобы долма Да, кушали. я не верю. понтийцы, брат, понтийцы вместе с нами, это наше общее с ними. Понтийские греки, армяне, ну. Ребят, Это не надо он сейчас еще вот эти говорит. вот, не надо сейчас вот это говорить, это вместе, не вместе, да без разницы, это древний народ. Возможно, может и греки его когда-то это Да я был блюдо в греческих какое-нибудь ресторанах, греческий, каких хочешь. может, Каких хочешь в греческих ресторанах я был. Долма есть у них. У них есть. Они может, называют ее греческий- по-другому, не может, то. царский повар греческого какого-нибудь царства греческого, может, и изобрел это блюдо, а оно прижилось там в армянском обществе там и стало национальной нашей кухней. Что-то армяне добавили в этот фарш, какой-то там траву или мяту, к примеру, говорю, например, фантазирую. Да, Вы но понимаете, это не об этом тюркское блюдо спорить вообще. нельзя, потому что это древний народ. Так же, Это как вообще и не грузины, тюркское так блюдо. же, как и греки, Но, так же, Бабель, может, в ЮНЕСКО ассирийцы. они внесли как тюркское блюдо в ЮНЕСКо. Да, Это- вот Они это деньги поражает, заплатили. вот это поражает. Вот с таких вещей и начинается ядерная война. Ничего себе. Тюрьма да ядерная война. Сургуни сыр, кто придумал? Армянин какой-то в Армении делает, говорит, это я придумал, значит, армянский Салам сыр. алейкум всем, братья. Салам, брат. Салам, брат, салам. Салам. Так чей долма, так я не понял, не прослушал. Чеченский, брат, чеченский толма. Нет, чеченский. нет, не чеченский. Еврейский. Сейчас уже еврейский стал. Забрали все, да, они себе. Это еще не как бы как последнее там снова. Сейчас нужно еще. Не, в ЮНЕСКо он говорит, Еще не Мартин решили, говорит, чей, в ЮНЕСКо это азербайджанцев, короче, зарегистрировали, короче. Так вот, они туда бабки закинули. Армянский долма зарегистрировали это Азербайджанский, азербайджанцев. Да. Короче, кто древнее, того и есть. Короче, Нет, кто нет, первый, нет. кто первый долме гражданство дает, оно его, короче. Ара, когда мы долма кушали, они еще там в Монголии были. Ты че? Бабель, я Нет, еще там один, на я еще динозаврах забыл их. один факт еще забыл привести. Долма описывается, блюдо долму описывают еще в манускрипте 12 века. Есть А вы не манускрипт, слышали такой слоган, короче, сейчас идет по всему в миру? 12 короче? веке она... Освободить долму, короче, чтобы это фри долма, короче. Вот так. От еврейского заточения, да? Да. А вот у нас там казак есть внизу в комментах. Он, по-моему, претендует, что долма, Свободу долме. она к казакам принадлежит. Давай, Ладно. Дон Ахчо, поднимайся. Долма это отставим. равноправный, нормальный человек. С кем хочет, с тем и пойдет. А ты откуда, брат, сам, Рахим? Я с Калмыкии. А, Он знает тогда, калмыки, он в Дагестане долму кушал, конечно. калмыки же не Калмыкская дагестанцы. долма, она Брат, какая? яичницу кушаю, брат. Что там у вас, калмыки? Что за блюдо у вас там? Калмыкский чай калмыкский, нормально. Соленый, соленый. Тара-тара-та-на-та. Калмык, чай. Ленин был наполовину калмык же. Ленин наш. Говорят, да, что Ленин, говорят, калмыком был вроде бы. А, смешанный был Ну, калмык. такой. Да ладно, ты сейчас обижаешь боевых бурят. Обижаешь. Не, брат, Он бурятом кто-то был, да? так, я такую версию какую-то слышал, правда. Я Он не удмурт, утверждаю, но так он говорят. удмурт был, удмурт, не калмык. Брат, в любого русского, если ты возьмешь, любого русского, 99%
найдешь или бурята какого-нибудь, Или и армянин. еврея Не, у найдешь, него и ярко армянина вы- там у него ярко найдешь, выраженная и азиатская турка найдешь. Кого хочешь, можешь в русском найти. Не, но у Ленина ярко выраженная была азиатская внешность. Вот это Да, ну, удмуртская. брат, Да. какое у него азиатское? Он на русского похож. Не, похож это, на- ты что? Не. А особенно лысина его, чистокровно русская. Да. На узбека он похож. Просто в Сибири он белый, если бы в Узбекистан отправить, он бы там загорел бы. Спокойно он на этих вот, на Алтайский край, вот эти, которые там живут, вот эти все. Есть такое. Ну, он помогал вот этим туркам, всем этим. Да, добивал, да. Что-то Он есть. же Турцию создал, короче. Спас, создал, Спас, помог. да. Кого спас он, ты чё, какой в натуре, ли? Он не то, что спас, он просто... Он уничтожил, брат, уничтожил всех и все, везде, всех, каждую нацию затронул он, каждую, ни одну не перешел. Да, оставил. я прав, да. Так и есть. Каждую нацию он тронул, каждый, кто умный был, аварить, все убрать. Грузин был умный, убрать, любого умного убрать. Будем свою идеологию толкать. И вот так толкнули. До сих пор толкают. Да, через всех переехал, все правильно. Да, все переехал. Все, он сам больше убил он людей, чем немец. А что он Сталина не убрал? Он же умный был грузин, он что, не видел, что ли? А он Сталин под дурака косил, поэтому он живой остался, брат. Как мог, короче. Что-то не сходится по Сталин-то умнее был, твоим чем Ленин. умных убирал. Я думаю, что он от тупых избавлялся больше, чем от умных. Ленин? Нет, он же умных всех устранял, брат. Кто-то Кто с убежал его- за границу. Кто с его идеологией был не согласен. Как он умных устранял? Он, наоборот, всех умных собрал, короче, не давал им выезжать, короче. Даже из аристократии он всех инженеров, всех ученых, всех оставил там, короче. Из царской России прощения им дал, короче. Единственное, до кого он не докапывался, и их дома не раскулачивал, это вот этих вот всех ученых, короче, всех этих. Бабин, ты этого главного жамшутолога знаешь? Барон такой. Он иногда у меня вылетает здесь. Жамшут. Барон, какой барон? Ну, у него барон погонял это. Этот, короче, который там дразнит всех вот куском мяса, короче, на этом. Да. Раздразнивают, потом они к нам приходят, бешеные все сюда. С Казахстана, да, который барон? Раздраконенный. Он это может, да. В чатах я его не видел, чтобы он общался. Чисто он сам как бы эфиры ведет. Конкретно прикалывается. Но он не простой этот открыл, он придумал жанр даже, можно сказать, короче, свой. Сталин всех убрал, кого можно, Троцкого, кого вообще, Кирова. Всех, короче, убил, бля. Сталин, вот он не любил умных. Да, это я согласен. Ленин, знаешь, да, подписал же письмо, что типа Сталин, короче, плохой человек, типа не пускать его вообще туда, к власти. Нехороший человек, ты имеешь в виду, редиска. Да, ну так и писал. И вот это письмо люди Сталина перехватили. Мартин, новый сорт кофе я придумал, брат. Не говори только азербайджанское кофе. В ЮНЕСКО буду регистрировать, брат. Что за кофе, короче? Армянский? Нет. Ну да, армянский. Я же армянин, значит, армянский будет. Что за кофе? А камеру нельзя здесь открыть, чтобы показать. В Турке армянский кофе. Не, брат, у меня нет. Подожди, кофе тоже армянское? Брат, да. Представляешь? Если армяне готовят, значит армянское, да, если по этой логике. Ну, не турецкое 100%, не кочевое, понимаешь? Потому что это, опять же, не сходится. Кофе же не растет, не в Тебя Турции. кофе не растет.
А что кофе делает? С неба Кофе падает, растет. что ли? Ты знаешь, где кофе растет? В Бразилии. Не, Испания. вообще, ты видел, как кофе растет вообще? На Кавказе, в Абхазии кофе есть, ты знаешь? Да. Выращивают кофе. И чай Мандарин. выращивают. Реально есть. Бабель, есть реально на Кавказе тоже кофе? Да, выращивают. Еще это, ты знаешь, кто это был, кто заложил этот... был один биолог, короче, ну, он занимался культурами, короче, растениями. Я забыл, как его, еще при царской России. Он, короче, в Абхазии и чай, и все вот эти цитрусовые, короче, начал там выращивать. Там, ну, короче, они сделали там экспериментальную большую биологическую, короче, базу, там начали завозить очень многие растения со всего мира. И они там свой сорт вывели. Там есть. Там бананы тоже растут, а апельсины, по-моему, в Абхазии. Там тропик, субтропик, полутропик. Да. Они еще этот сделали. Знаешь, самый хороший кофе считается в мире дорогой какой? Из фекалий этого животного собирают его. Который есть. Это да, есть такое. Ест кофе, потом идет, эти какашки собирают и чистят. Это какой? Через пищевую эту пропускают. Я бы его не пил. Какой это? Не, он очень прикольный кофе, я тебе Да, от этого животного, от ферментов его желудки, в кофе вкус такой, карамели, шоколада такого от него. Дорого, $100 стоит стаканчик. Сейчас мой любимый напиток, один из любимых, ну, или повседневных. Хочешь, чтобы я отказался от него. Не, ну это не это кофе, это дорогой кофе, брат, серьезно. Какой $100? Ты знаешь, сколько оно стоит здесь в Америке? Короче, здесь Стаканчик есть. Стаканчик много-то, ты что, дорого стоит? Такой кофе. Да. Его сложно собирать, это дерьмо надо собирать. И где-то непонятно, в каких-то странах он только это животное есть. Да. Короче, что там еще? Насчет чего? Насчет... Поднимайся, Донарчо, уже время намаза, надо азан замутить на гармошке. Ойся, ты меня не мойся. Какое еще там этот блюдо там, помимо долма, что они там еще в ЮНЕСКО занесли там? Да все, что можно, они там уже говорят, что этот Рим они построили тоже. Серьезно, Москву, говорят, какой-то, этот, в Москве этот Кремлин какой-то построил. У них там целый этот есть. Кремль они строили? Ну, это татары, Да, короче. Татары. Кремлин. Не, они говорят, азербайджанец из Ирана какой-то строил Кремлин. Его фамилия была Кремлин. Поэтому Кремль назвали. Караим был. Ну, этот крымчанин, короче. Караим. Москва это на многих европейских языках означает мечеть. Крым. Ну, этот Кремль, да, это Кремль. У них же есть такое имя Керим. Керим, есть Керимов. Ну, они все связывают. А если так связывать, короче, да, можно весь русский язык сказать, что это азербайджанский язык тогда. Они говорят башка, это у них слово есть башка. Это все говорят, это тюркское. А у вас есть тюркские слова вообще? Да, у нас, знаешь, в чем прикол, брат? У нас берут эти, например, поступить, да, говорят поступать. Короче, там что-нибудь крутить. По-своему, короче, эти слова, но они знают, что это русские слова, но они... ну скажи, как крутить. Ну, когда говоришь какую-то что-то, да, человек откручивается словами, выкручивает, да. Ты имеешь в виду с русским? Я думал, с азербайджанским. Но он спрашивает у тебя в армянском языке. Так есть вот, в армянском, слово? Это в армянском берут вот это слово крутить, говорят крутить. Это русские слова. Но я говорю, в армянском языке есть тюркские слова. Это, да. Ну, вообще в самом письменном, в таком этом нету. В разговорном есть.
Какие Ну, тюркские слова есть? Например, вот те же там, джан это арабское, например, да, персидские, что такие слова там. Джан это не джан, арабский. Это курбан. персидское, это персидское. Да, ну Это у нас персидское. есть от этих всех немножко. У чеченцев тоже от тюркски есть слова, кстати, немножко встречаются, мало очень. Да, Немножко. немного В чеченском много есть тюркских слов. Много, да? Но у нас Много. так, у нас много так. есть. Но у нас, видишь, они как бы, Изменены. например, вот это чорпа или как суп, да, суп. Шурпа, шурпа. Шурпа, да, Шурпа, вот да, шурпа. шурпа. У нас чорп, но у нас потом есть чоп, слово, это пена. Потом есть чолп, который, половник, который пену. Да, чел. Там много этого связанного с этим. А откуда я не помню? Мы же с ними не соприкасались, по большому. Подожди, вот смотри, вы как евреев называете? Джукти, правильно? Джукти говорите. Да, жукты. А так говорят только казахи, монголы, эти киргизы, у них джукти. Точно, у них вот так прям они Да, в точности говорят, да? Жукты. Например, вот иранцы, они говорят джуур, допустим, джууд, там, допустим. А азербайджанцы, они уже джууд говорят, джууд. А вот Мы эти тоже вот... говорим джиут. А? Джиут мы тоже говорим. Ну, это потому, что это из в таком Ирана. Это из Ирана. бытовом. А Бытовом, так да, по не литературному у нас Горя. гря говорим. Горя. Конечно. Греков хунь. Все правильно, да. Да. Что говорят? На кого? На евреев? Не, на Да, евреев горя. Еврей горя. Как на армянском это, да? Да, на армянском. Риаци. На еврейском, на армянском еврей это горя. Как говорят, Риаци. горячи это из Израиля. А у вас на армянском чеченское название есть? Да. Много есть. Чеченцы. Ну это уже через русских идет. Ну, видишь, у нас есть, говорят, Нохчиматян, там якобы мы вас так называли раньше. Я это не знаю. Да, у нас само название же Нохчи. Да, вы у да. нас Эрмло, например. Ну, Эрмлой. Лой это люди, Эрм, как бы Эрмлой. Вот как сказать у вас «слушай»? Ласи. А у чеченцев как? Ладох. У нас с чеченцами меч А одинаковый. как сказать «послушай меня»? Гушки говорят у вас, гушки? У нас ласи. Послушай меня, ласи. Все, по-другому. У нас ладох. А слышать это Ласи инче масум. Это слушай, что я говорю. Да. Гушки говорят у вас, гушки? Нет, у нас нет. Я не слышал. Может, А у какой-то чеченцев? диалект. Диалекты есть, может. Гуш у нас видит. Гуш. Гуш дух, например, вижу. А у нас гуш – это ухо. А у нас груш есть. Груш это этот голубь. Груш. Не гуш, а груш. Одно и то же слово почти, да, и произносится. Да, брат. Это так. Поэтому некоторые слова берут, например. Смотри. Чеченец подумает гуш. Что ты сказал у вас? Гуш – это у чеченцев? Смотреть. Он сказал. Смотреть. Чеченец говорит «смотри, гуш». Тот думает, этот второй еврей думает, говорит, слушай, типа, он кивает ему, а армянин говорит, голубь, короче. Ну, знаешь, если уж чуть-чуть изменить, да, и дает им там голубя, мира, голубь мира. Что гуш? Смотри, Бабель, если уж чуть-чуть изменить, у нас есть хэж, то есть слышу. Хэж есть? Хазен. Послушай меня. Хэж, слышу, например. Вот меч, как Хэж, у вас? Вот один человек снизу пишет семечки. Хуш это семечки. Не, это хуш, это вообще там не хэ, а вот это ха. Вот гуш, гэ. У нас гэ. Хэш. Гуш.
У нас это этот голубь. Смотри, а это меч, семя, хуш, это семечки. Меч вот как у это вас? вот уш и хэч, вот там может Ибрагим, быть меч какое-то Как общее будет на представление. чеченском семя Вавилона? Вот это Зрубабель, вот это мое имя. Семя Вавилона. Я не знаю. Взру, ну, Хуш, у нас будет, семя это ху. у нас Зрубабель. Сен Бабилони. Смотря от диалектов. Есть из фу, есть из ху. Вот тур, это у вас меч, да, тур на чеченском? Тур, Да, это да. меч. У нас тоже на армянском тур это меч. Да? Да, Артур, имя Артур. Артур переводится как «возьми меч». Артур. Артур. Да, Артур. вытащи меч у нас. Да, Ар у нас возьми. У вас вытащи. У Ар нас у вас возьми, а на нашем ар это этот ари, да, это ариец, короче. Не, у вас тоже это открытая местность. Ари у нас Ари, иди. Ари у нас гора. Не, Ари у нас эри это Бабель, а ты кто открытая по местность. То национальности? есть Бабель? на улице, когда мы говорим, Еврей. эра, мы говорим. Еврей. Бабель, ты кто по национальности? Я чеченец, но я Еврей воспитался он. среди голских евреев. Не, а я думал, ты чеченец, поэтому... Не, я этот, как его, адаптед. Ну, как Где это ты говорят видел по-русски? такого хитрого, слушай, этого чеченца? Не, я серьезно говорю, я без шуток говорю. Ты чеченец Я воспитал? думал, я с самого У начала... меня думал, чеченцы, отец, мать, бабушки, дедушки, по отца стороне, по матери стороне, все до единого чеченцы. Все. И меня усыновили, когда мне 11 лет было. Вот там. 11 лет. Ты сейчас Да. не шутишь, правду говоришь? Я не шучу. Я надеюсь. У меня Так вся шутить семья нельзя. погибла. У меня вся семья погибла. У меня горские евреи, друзья, мои близкие друзья нашей семьи, которые мы были, они меня Я оставили. соболезную, брат, твоим. Они меня Тем оставили ушедшим. в Минводах. Потом они уехали в Калининградскую область и в Прибалтике жили тоже. И оттуда уже мы уехали в Израиль. На войне погибли, брат? Да. А в У меня Минводах брат где еще был тебя живой, оставили? но он уже во вторую чеченскую погиб, он под Аргуном. Слушай, вот просто я чеченцев знаю неплохо. Блин, а как родственники тебя не забрали? Да, братан, я тебе говорю, я как в этой семье, они меня вот оставили Они там. родственники были, да? Они друзья, не родственники, друзья были. Как Друзья. родственники? Друзья были нашей семьи. Мои приемные отец и мать, они друзья были моего отца родного и матери биологических. Ну, близкие были как родственники, близкие очень были, поэтому... Он говорит, почему родственники, типа, не взяли, а вот друзья? Я говорю, что они... У как меня родственники. родню практически все погибли практически, все почти. Я не говорю все почти. У меня жена чеченка, у меня дети тоже чеченцы. Ты в Израиле живешь? У меня фамилия... Сочувствую У тебе. меня фамилия чеченская, имя тоже чеченское осталось. Я ничего не менял. Эти люди просто, дай им Бог здоровья, они тебя просто вырастили, да, брат? Да, это мои отец и мать. Я что могу, братан? Это святые люди, которые просто... Да, конечно. Конечно, святые. Как, если ребенка взяли... Они не просто меня приняли, понимаешь? Я там рос, и я изучал полностью. Вот, я до того так близко они меня приняли, что я и язык принял, и все, понимаешь, и менталитет. И никогда я не видел никакого... Я думаю, они мне даже больше давали, чем всем остальным. Там, вот, то, что, понимаешь, там... Я понял, с теми братьями, ну, Семья многодетная была, да, с моими братьями, которые приемными братьями. а сейчас ты нашел свою эту родню, своих близких Да, чеченцев? да, они тоже здесь в Америке. Есть частично в Америке, есть немножко ты в Америке живешь, да? Да, есть немножко в Европе. Есть в Израиле, в Натании город такой есть. Ехали туда, но уже наш. Нет, брат, я
по чеченской линии, говорю, нашел родственников? Я по чеченской линии говорю, у меня, представляешь, вот есть по чеченской линии, которые тоже так получилось, что переехали, короче, в Израиль. Но это не потому, что они евреи, это там по другой части так получилось. На Тане. Ну, я понял, да. Чеченцы, они сейчас по всему миру разбросаны. Есть в разных городах в Израиле, есть чеченцы, не из тех, которые тогда, которые еще там, я не знаю, там во время Османской империи. Я говорю, современные чеченцы во время войны. Да, последние вот эти 30 лет с чем-то. Ну, где-то семей 40, 60, я помню, во время войны первой чеченской, которая в Аждот приехал, у нас в город есть такой, там были. Потом на Тане, там, я знаю, семьи. Ингушей даже знаю. Аварцев, Даргинов я там знаю в Израиле. Лезгинов знаю в Израиле. Понимаешь, там, которые, это я тебе не говорю сейчас, кто по работе, как эти гастарбайтеры. У нас, я тебя перебью, Бабель. У нас с моим народом примерно то же самое происходило, только меня на 100 лет. Арслан, мое имя Арслан. Арсланджан. Вот смотри, брат, с моим народом примерно то же самое. Когда был геноцид в 19 веке, с моим народом тоже много детей усыновляли курды, те же самые турки, и очень много детей арабы усыновляли, когда родители убивали, вот там, и детей прятали, там, соседи, там, вот так вот. И очень много детей армянских вот, брали себе в семьи. И они потом, когда вырастали, родители им говорили, что вот так, кто ты на самом деле, и дети вот так уже могли говорить, что вот мои родители были там убиты там в такое-то время, и он являлся на самом деле армянином. Хотя он вырос, мне не хотя говорили, вырос там, он вот, в другой допустим, семье, да, в другой культуре. Мне не говорили там, допустим, да, вот, принимай иудаизм, там, или обучали специально как-то иудаизму, чтобы я, забыл свою культуру. Они у меня наоборот развивали, они мне все время об этом говорили, все время там говорили вот так, вот у вас так, это чеченцы там, это туда-сюда, всю историю рассказывали, все эти рассказывали. И они даже не были против, чтобы я ислам исповедовал там или что-то туда-сюда, понимаешь, как бы. Не было вообще этого. То есть они в то же самое время тепло, очень близко, очень беспокоились, очень сильно воспитывали, в образование мое вложили. Все очень сильно приложили огромное усилие. Горские евреи... Вообще, евреи, они молодцы. Насчет образования они детям именно горские евреи, максимально. они очень горячие, они очень такие, знаешь, они близко свои, они детей любят очень сильно, они прям прилипают к детям, понимаешь, вот они как бы всю душу отдают, понимаешь, вот они вот так вот. Детей все любят, брат. Не, они чересчур, у них как-то, знаешь, Нет, брат, послушай, отдают, нельзя сейчас так говорить, что нельзя сейчас так говорить, что просто дело в том, что у евреев очень, я просто тоже евреев не понаслышке знаю, они очень большое внимание уделяют детям в плане образования. Они могут ребенку кроссовки не купить. Они могут ребенку кроссовки не купить, а вместо кроссовок купят какую-нибудь книгу ребенку или дополнительно... Вот этот горский еврей отец, он математику, химию, физику, все наизусть, он высшего уровня, у него высшее образование, там PhD, да, профессор. Он меня всему обучал. Я химию, физику, все эти вот науки, которые эти есть, он сидел со мной буквально вот каждый, вот если я не понимал по 10 раз, сидел мне все, пока я вот это все не знал, как это, знаешь, прям. Я потом поступил в высшее учебное заведение и в Израиле, и в армии я очень хорошо продвинулся, и потом уже в Америке я уже в высшее учебное заведение попал, и все. У меня, кстати, ректор университета, в Гарварде был, ты не представляешь, чеченец, который 185 лет назад уехал. С Чечни вышел. Через Турцию убежал. Представляешь?
Да, когда... Подожди, есть там такое вообще, что они контактируют между собой, или это просто Я у него единичный дома случай? жил. Я вот когда приехал в Бостон, я у него дома жил, короче. Я у него дома все практически свое образование. Я там, то когда я учился, я как бы не жил при общаге вот этой вот, да, которая там есть разного уровня, разного класса, есть общежитие для разных там, уровней. Есть такие, которые покруче общежития, есть такие... Я вот у него, он мне предложил, ректор, он когда узнал, что я чеченец, да, этнический, и он мне предложил, он говорит, я тоже чеченец. Я удивился, короче, я в шоке был. У него чисто английский, все, он мне потом, когда домой привел, он показывал картины, эти, короче, своих родственников, фотографии, все, короче, там, я в шоке был, короче. Он помнит Не, я такого... знаю, что там есть, там были, короче, несколько этапов, которые мигрировали. Вот последний. Я просто тебе говорю, этот выселение человек тоже. непростой, он ректор, понимаешь? Ректор в университете. Да. Это профессор высочайшего мирового уровня. Ну, видишь, у нас были... Я здесь просто Как бы, никаких данных. когда вот я этот говорю совок- тебе, да, а данные, Смотри. имена, фамилии, я почему не называю? Смотри, я понял. Вот этот совок, да, он когда... Это железный занавес был, он развалился, когда там нормально была, скажем так, и перспектива, и чтобы всех вот этих людей, которые там, миграции, с ними контакт, просто вот из-за войны, которая началась, там же уже были люди, которые вот и даже на общенациональном конгрессе туда приезжали со всего мира чеченцы, когда вот эту декларацию о государственном суверенитете принимали. Да, Даже были разные, он- были такие тоже, Даже которые... там, кто видел там ролик, где бабушка там старая, вся в орденах, короче, да, ну она с береткой, короче, она говорит, что она чеченка, военная какая-то. И с Дудаевым вот так навстречу она приехала. И просто вот это сразу начавшаяся война, а потом вот это будулачество, которое нам втюхнули, оно полностью все обрубило. То есть никто не захотел, по всей видимости, дальше ни контакта, ничего с вот таким обезьянничеством. Да, Поэтому потому что это- начали включать свои эти, короче, я понимаю, что ты говоришь. Не тот уровень, короче, не знали, как, короче, это. Понимаешь, это смотря как тоже, если там чересчур они видят много ислама, туда-сюда, вот эти, которые тогда уехали, они это не воспринимают никак. Они вообще стараются подальше держаться от этого. Понимаешь, это их очень сильно отдаляет. Этот вот ислам, все. Я не хочу сейчас рассказывать про это отдельные эти, короче, этого мужчины, там, вот этого вот, который ректор был. Там, короче, они от ислама так, короче, да, они держатся подальше, как можно подальше, короче. Я так, как я видел, да, вот в их традиции там этот. Понимаешь? И в Турции такие есть очень много. Да по всей Европе есть, они бежали. Я даже знаю в Аргентине чеченцев, короче, которые еще уехали, знаю, сколько лет назад. Это... Я такие семьи тоже. Я во Флориде видел, в Тампе, короче. Но тоже давно. Вот такого же, вот примерно такие же 40, вот те времена. Они все, у них судьба так сложилась, они даже не сумели здесь, они не знали о том, что кто-то в Тампе живет тоже из его там чеченцев. Там не было в те времена ни связи, ни это, там никак нельзя было друг друга там найти. Они все приехали, каждый по своему пути, у каждого своя история, как куда сюда попали люди. Да, и, короче, они так находили, если этот, как говорится, вот бывает, так повернется колесо фортуны, так когда-то что-то такое вот. Случайные такие были. Да. Понимаешь? Они тут полностью уже, когда приехали, они сразу тут... Если я тебе говорю 180 лет назад, этому человеку, он, получается, он родился в семье, он взрослый уже старик,
это даже не его отец, это его дед. Понимаешь? Прадед скажи, не Да, ошибешься. прадед его уехал. Прадед, Ну, вот прадед. он искал для своего вот этого вот... у него сын был взрослый, не женатый, он разведенный, короче, был. И он мне говорил, если, говорит, ты знаешь чеченку, говорит, туда-сюда хотел он засватать там. Ну, я помог через моей жены там в сторону, короче. Он женился. Он даже, по-моему, 2 раза женился, разводился, короче, не мог нормально, короче. Это потом женился, вот до сих пор живут. И внук его тоже, короче, он вот так вот уже это сын от вот этих вот предыдущих, короче, вот этих вот там жен его, короче. Один из сыновей тоже женился на чеченке, которая тоже, ну, она приехала, она в Европе получила образование, потом приехала в Штаты, короче, она работала здесь на фирме, параллельно пошла учиться тоже. Но я ее знал, короче, тоже. Она вот уже потом, когда я уже доучивался, я уже должен был, как говорится, на работу переключаться. А она вот только зашла, вот только начала учиться. И вот один из его тоже сыновей тоже с ней познакомился. Я даже не знаю, они женились, не женились. Но на свадьбе вот этого я был, короче, этот сына его. Он очень сильно благодарен мне был туда-сюда, там, это, все такое. Мы поддерживаем так. Бывает такое, там, в году пару раз созвонимся, там, такое вот. Это... Здесь в Америке это очень много считается. Для таких расстояний, для всего. Это считается нормально. Понимаешь? Но меня с ним связывало по учебе, как бы, да, все такое. Я бы, конечно, и больше мог бы звонить и уделять внимание. Но здесь просто это уже не того типа наши, да, там чеченцы, да, понимаешь, там как бы это не... Менталитет уже другой, короче. Он там в своих делах, там целыми днями в этом. Да, он сейчас уже постарел очень, наверное. Он совсем уже, наверное, старик. Не, я знаю, что живой, но если я поеду его увидеть, но я думаю, что я очень сильно, ну, как бы увижу разницу с того времени, как я его последний раз видел. Вот так вот, да, если надо будет поехать, я поеду когда туда, да, обязательно. Навещусь, там, этот. Раньше я часто бывал, когда там, я заходил, там, навещался, звонил. Так получается. Суета вся эта. Потом еще одного нашел я, короче, в Лос-Анджелесе, в Лас-Вегасе, где только там эти, которые давным-давно приехали. Такие семьи тут были тоже. Они даже связь потеряли, я думаю, со своими тейпами, со своими этими, там уже родственники дальние, кого-то, что-то там они. Многие ассимилировались, уже поженились. Вот этот, который в Лос-Анджелесе, я его видел, он этот, короче, баптист, короче, христианство. Да. Есть такие баптисты, да. Да. Он, короче, там в церковь ходит. Я помню, мы с ним в Санды ходили стрелять, на стрельбище стрелять ходили. Потом он, ну, вот после того, как он службу там отойдет, там все, короче, приходил, он меня приглашал домой себе. И мы с ним потом посидим пару часов, и потом уезжали мы на этот, короче, на рейнджи. Там, где стреляют, короче, это все. Постоянно любимая была у него это, короче, затея там пострелять, короче. Ну, я тоже люблю пострелять, я профессионально стреляю. Из разного, между прочим, оружия. Он всегда удивлялся, где ты так, короче, научился стрелять, откуда у тебя такие навыки, короче. Ну, я ему не рассказывал там, что я служил в израильской армии, он бы не понял просто. Всю историю, короче. Здесь вот сидит вот Ибрагим, он вместе с Прометеем, короче, тоже сидит вот там, вот тоже вот, они раздумывают.
все время гадают, это правда, это неправда. Вот чеченец я, не чеченец, короче. Ну, вчера Прометей мне говорит, да ладно уже ты, говорит, хватит, говорит, заливать, говорит. Какой ты чеченец, говорит. Еврейский террорист, говорит, ты мне, говорит. Засланный казачок, да? Да. Засланный казачок, да? Да. Ну, скажи что-нибудь, скажи. Ну, ты реально, говорю, иудейский террорист. Ну, Ну, а что нет, что ли, братан? Это я горжусь этим. Где бывает? Я горжусь этим, я же не мусульманин, брат. Что делать? Так получилось, так судьба у меня сложилась. Но к своему народу я неравнодушен, короче, понимаешь, я всегда со своими. Поэтому в знак солидарности ты вот усы даже отпустил. Да. Усы у тебя как у Саддама Хусейна, брат. Зачем как, даже обидно, братан. Ну, я постарше, чтобы Саддама Хусейна не обидел. А ты Саддама Хусейна не хотел обидеть? Да. Ну, ладно. А вот у Бхармата, как у кого усы, короче. У меня, кстати, не только усы, у меня бородка тоже есть немножко. Это я на фото там. А у Прометея конь, как у этого, у Александра этого, Македонского, брат. Да? Да, вот посмотри на коня. Да, у него Ну, черный же был, у македонского. Нет, брат, у него выходной конь у него был белый. А, все, понял. Не, это этот, который... Лучше уж не ассоциировать его с этим. Не, это зимний конь у него просто. Это который для маскировки. Рабочий. Ой. Зимой, короче, только на нем ездит. Как называется вот этот знак, когда на коне змею-то бьет по змее или что такое? Это этот, короче, Владимир. Георгий, не, Георгий Победоносец. Победоносец, да, вот похожая фотография у Формата. Да, Георгий Победоносец. А он под это и сделал, это его вот эта группировка, короче. Да, что-то есть такое. Они его надоумили. Вот этот космонавт, этот, как его, антихадис, короче. Вот этот. Азербайджанец, христианин, да. Ой, бля, пацаны. Тут с ним поругался, короче, с этим антихадисом, там чеченец один тоже парень, вот этот, ислам у него, этот ТВ, ислам ТВ или как-то. И я говорю, Локи. Да, а что случился, я говорю, почему ты... Он говорит, он наших чеченок, говорит, в христианство переводит, мы их снимаем, говорит, с ислама у них в христианство. Вербует, да, вербует, говорит. Да, но это же они проходят. Эта тема нам сейчас очень неприемлема. Я вообще намерен, короче, грубо, да, в эту сторону тоже как бы обороты набирать. Потому что мы тут из одного болота не можем выбраться, тут нам сразу в другое нас. Иисус к Иисусу, да, сразу же. Да. Но от иудейского зондирования... Имеется в виду, вообще проблема не в самой там идеологии, там, я не знаю, что она на данном этапе времени, что христианство, оно там агрессивное, это не в этом дело. Дело в том, что вот эта дробиловка, да, там сначала на ваххабистов, суфистов, теперь еще там православные, потом католики начнут, короче, джихад. А завтра еще и эти будут, как их? Шаманистами станут еще, да? Да. Послушай, Ибрагим, ты знаешь, вот такая пословица есть? Бубен начнут бить, да? Чему быть, тому не виноват, ты знаешь? Да, еще шиит там какой-то заходил к нам в группу, короче, с этим, с шашкой. Этот Ахмед, доктор представь, Ахмед. говорит, кто Хамени что-то там скажет, что он любого, короче, готов загасить. Тут один грузин. Алло, ты нормально? Это друг Локи. Поначалу думали, он... Не, чеченец. Это не здесь, не в ТикТоке, в телеге там был один труболет. Шиит? Сейчас он, наверное...
Сейчас он, наверное, сам себе это сделал. Шиит он? Арсенала можете, Арсенала подними, брат. Харакири, Ибрагим. после того, как этого гасанули Хамини. Арсенал тут, Ибрагим, он грузин, очень, кстати, Прометея этот любит его. Я его не вижу, Позицию. я его не вижу. Арсенал, запрос. Скинь. Чему быть, Запроси. тому не миновать. Знаешь, что такое чему быть, тому не миновать, что я имею в виду? От иудейского зондирования никто не спасется. Весь мир будет Израиль, и столица будет в Иерусалиме. Это я говорю вот сейчас про Метею, чтобы он знал, что он не просто деист, он егудеист. Да, иудаист. Не своди человека с ума. Короче, сейчас мы это самое, все уже буддисты, короче, тут А что это? Межиев же буддист. подкатывают. Межиев же буддист. Вообще, Арсенал вообще поднимись, кришнаит. Арсенал поднимись. Межиев, А что, кришнаит. Межиев разве не буддист разве? Кришнаит. Ну, если в прямом смысле, если, я не знаю, ты понимаешь перевод этого буддизма по-чеченски. Извиняюсь, если в прямом смысле, то да, буддист. Арсенал очень любит формата, позицию. Прям везде проговорит. Интересно было бы так вместе посидеть. И еще, кстати, тут один карачаевец, парень тоже нормальный. Поднимись тоже. А у него имя такое, я забываю постоянно. Радмир, поднимись тоже. Он мусульманин, но Радмир тоже говнюк. Я к нему зашел как-то в гости. Он всех этих будулаков начал на меня всеми матами, спустил своих всех собак. Я сейчас только начинаю Мартина понимать, короче. Он тут любит заваруху тут делает, короче. Не, ну он Радмир, он просто, видишь, не знаю, он так со всеми общается за всеми, не знаю, что там. Может быть, он к тебе особый этот какой-то испытывает. Мартин, Да. может, брат, здесь в ТикТоке такой шухер навести, брат. Третья мировая может начаться. Мое имя, знаешь, как вообще переводится значение Мартин? Это римское, древнеримское имя, означает посвященный Богу войны. Понимаешь? Ты знаешь, что твой этот тезка Мартин Лютер натворил? Да, всех черных на англичанок. А Да, тебе не просто так это имя прилепили, брат. Не, есть разные Мартины. Есть Мартин Лютер Кинг, который был во время европейского этого, а есть Ну Мартин да, Лютер когда Кинг, он который был в Америке. лютеранами сделал. Это два Нет, разных Кинг- Мартина Лютера Кинга. Нет, Кинг один это американский, а тот просто Мартин Лютер, немец который. Ну Да, ты, да. я не за негра говорю, я заговорю за этого монаха, что был, Мартин Лютер. Осуждаю, это черный, не этот, на не говорите. Не черный тоже осуждается. Уголь. Добрый африканец. Не, просто Афро. не черный, а шоколадного цвета. Да, темный шоколад. Так, Положи- Радмир, оставьте чё ты рубероид там? в покое, ребята. Радмир, Руби- чё ты там рубероид пишешь? в покое Иди- оставьте. Иди поднимайся, я в отличие от тебя, то, что ты там делаешь у себя на канале, вот таким этим пакостями не занимаюсь. Можешь подниматься. Оставьте рубероид в покое, Да, ребята. Радмир, поднимись адекватно, вот Ибрагим говорит, что тебя не тронут. Не, он так-то парень, он такой, нормальный он, адекватный. Не, я к нему зашел, он же сюда, когда заходил, ему и слово давали, и нормально. Пока он сам, короче, это самое, гадости говорить не начинал. Ибрагим, Тут ты я к нему помнишь, ты что зашел, мне он устроил? всех своих будулакских собак на меня спустил. Ты помнишь, что ты мне устроил тогда, в первый день, когда я зашел на твой канал? Да, ну я тебя как провокатора воспринял. Это тоже твоя вина. Кого они только не приглашали, эксперта, чтобы узнать, распознать, к какому конкретно я отношусь. Какого батальона. Я уже на Майю даже наехал. Майя говорит, честное слово, я не знаю, кто сама. Как этот, что, как Чебурашка, помнишь, когда этот его не могли определить, короче, тоже. Ай, блин. Что он написал?
Это было, когда все ногти были, когда... Там, под 90. Вроде, говорит, похоже на нас, говорит, ногти, говорит, но, говорит, что-то, говорит, на иврите разговаривает. Русский. Сперва они думали о Кадыровицах, потом, короче, потом, что какой-то ФСБшник, короче, потом еще что-то там. Там началось такое, короче, мне аж с Сирии пригласили специального специалиста, который разбирается. Ну, в колбасных. Еще тебе на голову там каску, блин, на череп, короче, проверяют. Чуть не стали. Фильтрация, короче. Но Бибиай, он сегодня насчет Дулма конкретную речь толкнул. Я тебе говорю, это самое сильное сегодня здесь было, короче. Как смог, так сказал. Ну. Но ты доказал очень быстро. Так вообще это годами могло длиться, все это, бесконечность целая, там, войны лишние, там, эти передряги. Ты все равно доказал, что это не ихнее, понимаешь? Там, что в степях банки таскать за собой, еще виноградные листья собирать. А потом прискакать на Кавказ и рассказать грузинам, у которых мировая кухня, или у греков, да, вы дураки, вы что тут с виноградом возитесь? Вы что, не можете мясо туда положить и сварить? Я изучал ихнюю политику тюрков. Они, короче, не меняли страну. Например, они приходили, власть забирали везде, да, и как бы внедрялись, да, но оставляли население местное своего туда, втыкали человека. Ну, ремесленников, кого не дорезали там, короче. Да, они вот такой, они поэтому все вот эти блюда, они им название дали. Взяли вот это мясо в листе, они толма назвали. Толма, долма. С их языка это типа вкручивают мясо, ложить. Они вот так, короче, берут, заправляют. слышишь, на хату врываются, короче, видят на столе. Он говорит, что это? Это тот ему армянин отвечает, это долма. Он берет так, короче, долма. Все, короче. Это потом на следующий день берет эту тарелку, короче, несет всем, короче, долма. Я и вот ты далеко не ходи. Вот смотри. Шах, плов. Вот они говорят, мы, армяне, воруем. Шах, слово шах, плов. Шах, плов, да. Откуда у тюрок шахи взялись? Вот просто шах это персидское. Это они не у тюрков взяли слово шах. Шах это взяли они с Ирана. Это персидское. Я же говорю, это персидское. Они же, я же тебе объясняю, они гибриды. Они тюрками когда стали? Когда эти пришли, они же не были такими. А сейчас они говорят, шах-плов это наше. То как ваше, если это персидские цари это кушали? Поэтому и назвали его шах-пловом. Этих писателей персидских, там, Низами, там, этих всех, которые на тюркском не говорили, они... Там Хаяма, начиная, все они себе загребли, блядь. Да, всю иранскую... Миязи, короче, там эти... Да. Всех этих себе приписали, а они сами в гробу там переворачиваются, блядь. А язык, знаешь, какой был у Умара Хаяма? Умар Хаям на каком языке? Я его в оригинале читал. Я же говорю на персидских разновидностях разных. Он, вот его родной язык был у Умар Хаяма, это сасанидский, вот этот вот, то, что горские евреи разговаривают, это старый, древний иранский диалект. Вот он, походу, у вас научился, у евреев научился писать. Во-первых, Умар Хаям, его настоящее имя, это Хайм Амар. Хайм Амар. Это его фамилия была, это имя. Они из маш'атских евреев, которые заставили... их отрубали голову, кто не принимал. Там был такой момент, когда в Машаде такой случай, это запечатлелся в еврейской истории иранских евреев, персидских. И там именно в этом городе Машаде, а это сегодня столица шиитов,
Они сделали там, голову отрубали, короче. Вот эти Али, вот эти все эти войска, короче, там это кто не принимал. И там их вот приняли, их начали называть Чале. У них было имя такое Чале. Чаля это... Осуждаем просто исторические подробности. Чале это были разъясняем. те, которые как бы они внешне приняли ради, ну так, чтобы этот, что типа они приняли ислам, а сами по шаббатам там дома тихоря, они жили в таких землянках, они свечи зажигали, там даже окон не было. Свечи зажигали в углу где-нибудь, там это, короче, соблюдали все. И вот этот Омар Хайям, он был из этого поколения, вот эти Чале. О, вот Карлос, эти вот евреи, Карлос, поднимись, Карлос. Тоже интересный. Бабе, Полуеврей, полуармянин. ты когда-нибудь хаш кушал? Конечно, кушал. С армянским лавашом кушал ты хаш? Да, ну как армянский лаваш? Ну, с сухим армянским лавашом. Слушай, Армянский лаваш же делают из молоко добавляют, правильно? Нет. Он на хлебе и муке, там нету ничего. Хлеб и мука, Ни, да? ни дрожжей, ничего нету. Почему-то я постоянно армянский лаваш, когда... Вода и мука. Соль, Вода вода, и мука, да? Молоко Соль, не вода, мука. добавляется, Больше да? ничего. Он не Абсолютно. портится. Там дрожжей Ну, нету. тогда ел вот такой, да. Вот Он не смотри, портится. хаш блюдо армянское. Вот это чисто армянское блюдо там, которое глубоко в историю уходит. Даже сами армяне не могут сказать, с каких времен и сколько веков этому блюду. Там только, вот есть у армян, есть только эпосы, не эпосы, а как сказки про это блюдо есть. Да, но это не только у армян есть, это и у персов есть это блюдо. Я с тобой согласен, конечно. Мы всю жизнь рядом жили. Вот послушай, брат. Невозможно жить по соседству с народом, чтобы от одного народа что-то в другой народ не перешло. Это просто невозможно. Обмен культур. Это невозможно. Мы же не можем закрыто жить. Хоть даже в древнем мире, когда не было таких коммуникаций, как в современном мире, все равно коммуницировали. Где я вырос, да, вот чеченцы. У нас кухня у чеченцев, она очень такая своеобразная. У нас конкретно вот мы знаем вот это, понимаешь? У нас как бы... А здесь, да, вот эта персидская кухня, да, вот эта армянская, там, угорских евреев, она похоже, такая, конечно. Она намного короче, как бы там... Пестрая такая. Да, пестрая такая, короче, и по вкусовым этим... Нет, я о другом. Это понятно, братан, что хаш кушают, и персы кушают, и греки кушают, и грузины наши братья. Ну вот спроси, вот здесь чеченцы сидят, мои собратья, спроси у них, они хаш кушали когда-нибудь вообще? Нет, они не кушали. Очень редко, если даже кто-то и кушал, очень редко. А что это? Что это за Вот, блюдо? видишь, Может, даже человек говорит... Это горячий холодец. Горячий холодец, ты правильно. А это блюдо, брат. Горячий холодец. Это блюдо, ребят. Холодец у нас есть, холодный. Чесноком так по кайфу. А это блюдо невозможно без армянского лаваша. Хаш это вообще не хаш. Сергей, я поздороваюсь. Ты говоришь армянский лаваш. Просто поздороваться, Сергей, продолжим. А какой лаваш? Хаш. Не, а почему армянский ты говоришь? А почему он не армянский? Нет, я просто, лаваш, везде лаваш, а почему именно армянский? Расскажи, спроси, почему это армянский, как они готовят лаваш. Есть, может, там грузинский быть, может, лаваш, я не знаю. Нет, просто такой же лаваш персы готовят из воды. Вопрос точно так же. А где они готовят? Смотри, где армянский лаваш? Нет, где армянский лаваш готовится? В тандыре. Есть. У персов такого нету, как армянский, нету. Они такой не готовят. Да при чем тут армянское, не армянское? В тандыре готовят, я тебе говорю. У них толстый лаваш. Я понял, а почему ты говоришь армянский лаваш? Потому что хлеб бывает, французский хлеб, сорта, это сорт. Хлеба армянский называется. То есть это просто торговое название?
Можно... Не, метод Ну, его послушай, есть приготовления, сыры, его вид, французский сыр и он на есть, вкус разный бывает. итальянский сыр есть, Нет, армянский, просто точно грузинский такой сыры. же лаваш, Точно тонкий, да, так лаваш, же и готовят... хлеб. Хлеб имеет свои разнообразия. В каждом народе есть, Можно в я каждом объясню? народе Можно, есть бля? свой хлеб. Они берут... Издревле. готовят, Вот у они армяне берут- этот лаваш вот такой. Нет, так Не, точно не, такой же отличается. готовится в Армянский Персии, лаваш точно отличается. такой же. Так они взяли... И у нас что и дальше? И что Нет, дальше? я просто спрашиваю, почему, я ничего, я не собираюсь спорить, просто у тебя есть В Армении тоже, какой-то... в Армении тоже готовят хлеб грузинский, который называется этот, скажи, как Пури, его? пури. Да, Да, да. есть такое, есть такое. Что, мы не Мне можем вообще готовить слышно, его? прошу прощения. Шалом наше, здравствуйте. Не, просто, Привет, Канал. Смотрите, армянский лаваш это другая. Почему армянский называется? Потому что длина это метр. Поэтому называется армянский. Меньше метра. Вот, это по-другому. Вот это есть так, поэтому давайте за да, метр. Не, я длина просто- тоже метр. В чем дело этот, Серго? Тут пытаетесь Потому евреев что вытеснить нам с отходы. чеченского стрима или что? Так армяне забежали? Что ли? Когда, Мы здесь когда были говорят первыми, если что, чтобы Нет, знать. все нормально. У нас тут Да, просто когда говорят армянский лаваш, это называется длина должен быть метр, понимаешь? Меньше понял, метра понял. это Я всё. поэтому Это спросил, да, поэтому. вот Давайте об этом. Извини, Я вот извини, брат. сейчас я Пресс. как раз армянский лаваш Чисто стал целый метр. А теперь давай расскажи, что еще с Приятного хашем аппетита, добавляется брат. в лаваш. Ты скажи вот долма, это армянская, да, брат? Здесь уже был... Нет, это здесь уже тюрки, съезд был, когда... значит, Дулма уже прошли. Не, просто, не. Ты долма ел? Долму уже разобрали на этом. Он с Азербайджана. Долма Мартин, объясни им, Мартин. То, Он что с мы- Азербайджана, к чему брат. пришли. Не объяснишь. Не, я не с Азербайджана, я с России. Откуда ты, брат? Я из России, брат. Ты русский? Да. Опа, это русский. Подожди, это- долма что, русская, что ли? Русская, да. Долма, ну, насколько мне известно, это персидская. Убил он меня. Персидская, а не знаешь, почему тогда Потому что долм Алиев переводится с почему тогда персидского. записал его в ЮНЕСКО, что это азербайджанское? Ну, я не знаю. Объясни Ну, мне, они говорят, турки говорят, что это переводится со слова «наполнять», но его же не наполняют, а закручивают, насколько мне известно. Да, Вот. правильно. А долма с переводе с персидского «дольм» значит кусочек или пуговица, они закручивают в виде пуговицы. Ну, это есть такая история. Такая Брат, же это примерно. русское блюдо, это русское, чисто как борщ, все остальное. Не, я без шуток, у меня нет никакой претензии, просто вы сразу переходите на это. Я просто спросил. Да, это как солянка, Мартин, солянка. Мартин, а ну как я вот сейчас вот я, Бися и ты, мы же уже решили, что такое Дулма. Да я просто повторяться не хочу. Брат, это тюрки, когда, короче, кочевали. А они- если брать армянское происхождение, то ну как переводится долма с армянского? Долма? Да. Тольма, слово Тольма. Тольма. Я помню. От винограда, да? Толи, да? Да. Толи. Ну, давай договоримся так, А брат дядя мой, Толи, да. а дядя В данный Толи. момент готовит вкусно и кушает их долма. Окей, вот сейчас мы будем долма готовить, короче, в общем, мой. Все. Ты кушаешь Я бы камеру открыл. грузинский. Тут нельзя камеру открыть, я вам показал Толма. Но камера нет. Я вас приветствую всех. Разрешите поприветствовать? Привет. Всех приветствую. Ведущего, дай Бог тебе здоровья. Приветствую, Машу. Присоединяюсь. А можем вот сейчас, вот парни, у кого есть второй телефон, просто тупо написать в гугле Долма, вот что вот вытащит официально нам Google, вот в данный момент. Сможем? ЮНЕСКО азербайджанцы признали. Там ЮНЕСКО, не надо, давай Google, Армяне, просто- греки. Армяне, Google, греки. ЮНЕСКО признала за азербайджанцами права на авторство. О, все.
Нет, это не... Ну, серьезно, можно вбить в Google? У меня Брат, ты просто... грек, брат, да? Это греческое армянское блюдо, я тебе так говорю, чтобы ты знал. Нет, конкретно должно быть написано, где должно быть написано конкретно. Если греческое армянское, нет никаких проблем. Или таджикское, или Нет, это персидское. греческое, армянское, пират. персидское. Толма. В манускрипте 12 века упоминается толма. Это блюдо. Если смотреть на более раннее В средневековье, Гугле, до нашей что эры, говорится официально, ребята? Послушай, Я Официально. не ты знаю, я не задавал Послушай. такой вопрос. Ты задай. У меня нет, второй я за век до рулем. нашей эры Как это уже может Google быть уже официальным? долма евреи ели. Понимаешь? Евреи уже ели долма второй век до нашей эры. Да, И да, греки да. тоже ели, греки У нас тоже сохранился ели. манускрипт. И манускрипт. персы ели, ребята, персы тоже были цари, мари, там и кушать любили тоже, но все равно кому-то принадлежит это. Как блюдо определяется? Нужно перевод этого блюда. У нас Бабушка, сохранился ребята, манускрипт, называется смотрите, Дербент ресторан называется Дербент Наме. Дербент Наме. Профессионалы это уже сделали. За нас, Дербент вместо Наме. нас проанализировали, Манускрипт посмотрите. есть такой. Вот Я в зайдите в интернете интернет. написал. Зайдите в интернет. У кого Google есть, Я Дербент Наме. написал. Напишите Дербент Наме. Я вам докажу, Оставь что Дербент, оставь долма... Дербент, не надо Дербент, просто Нет, так долма. называется манускрипт, потому что его Ну нашли в оставь Дербенте. Его манускрипт, нашли в нам нужно Дербенте. просто, подожди, нам Я нужен Google. написал, пират, я написал, что блюдо, там пишется кавказских народов, всех и персов, Второй азербайджанцев, век до армян. нашей эры горские евреи Там уже так ели пишется. эту долма. А У вот всех это, есть. брат, вот этот горский еврейский язык, да, это он называется аджури, да? Джури. Джури, да. Это вот Сара разговаривает, Жасмин есть? Она Это на сасанитская, таком же- это древняя сасанитская Пират, империя. а ты грек. Омар Я Хайям слышал. писал на этом. Омар Хайям написал Это- на этом, писал на этом языке. Сейчас скажу. Ну, Смотрите, это ветка ребята, персоязычная. толма, посмотрите, она богатое блюдо, имеет в себе много чего. И это блюдо должно было быть как и у греков древних, да, так и у персов древних, так и у армян древних, там, где была, знаешь как, там, где была развита, вот, как говорится, Это общая торговля. такая, это этого Потому региона, что это именно к этому эти все региону. районы между собой общались, Да. покупали товары, продавали между собой товары. Это была основная деятельность, что вот между собой ездили. И поэтому... Пират, вот до тебя, до твоего прихода, я то же самое говорил. Если сюда сейчас придет еврей, грек или там ассириец и скажет, что толма это чисто там ассирийское блюдо, я с этим человеком спорить не буду. Потому что наш регион очень древний, откуда цивилизации выходили мировые. Но Где когда кушать когда турок пришел из Средней Азии, из И заявляет, Саянских что гор, он солил вот этот вот... из листья, вот эти Саянских вот- гор пришел турок и говорит, что это национальное блюдо азербайджанское и занес это в ЮНЕСКО, но это просто смешно. Потому что, чтобы приготовить толму, надо или один раз в год ее кушать, или надо иметь возможность эту листья виноградные надо Собой возить на коне. А что, такое тоже бывает, да, консервировать надо Сергей? это, на целый год надо консервировать листья, чтобы в любой момент можно было этот консервант взять и туда положить этот фарш. А как могли кочевники консервацией продуктов Степи заниматься? виноградные листья на себе таскать. В апреле месяце, Банки, в апреле месяце, в мае месяце виноградный лист срывается и Нет, консервируется, чтобы на Фарш Новый год, конины, брат. Фарш чтобы конины, на Новый говорю. год или на какой-то праздник, торжество могли люди взять этот листик и завернуть туда фарш. Могли Они это же как- когда-то из Можно мне кочевников. добавить? могли Они же это когда-то сделать бешбармак- кочевники. Вот Бешбармак это объясните ихнее мне блюдо, кто-нибудь. бешбармак. Ну, были кочевниками, а Братья. потом стали оседлым народом. И что, и пришли Можно это мне? оседлые народы на Кавказ, и дуракам, грекам показали, вы что, 1000 лет виноград выращиваете, и не Нет, могли нет, догадаться ну, мясо просто они положить в присвоили. виноградный листик?
Можно другой мне вопрос. просто Почему задать? они- Брат, Почему брат, узбеков не Можно вопрос задать? Почему узбеков не научили? Киргизов почему не научили брат, долму делать? минутка. Почему туркменов не научили? Узбекский плов, на узбекский плов не наезжайте. Можно мне Мне задать другое интересно, коротко? как делали фарш? Давайте. Узбекский Как плов мололи, тоже давай. они придумали. Это иранское блюдо. Ахмед, Это ашпилов. всё, Ашпилов это иранское блюдо. Вопрос уже все. Толма заканчивали? Все, заканчивали Толма. Вот давайте кумыс, посмотрим. кумыс. Минутка, Цаветана, подожди. Османские империи все жили вместе, и оттуда Толма. Никакой Азербайджан, никто не могут сказать, что это наш. Вспомните, был Османские империи, там не было До то, Османской все, империи это Толма туда-сюда. И А где в даже до, я Киргизстане, скажу, Казахстане, они тоже тюрки. Всё. Где у них Чтобы долма? вопрос закрыли. Они долма не кушают. Никто не кушает из тюрков, никто. Османов, когда еще не было Османов, а сельджуки у себя пили кумыс или же ели этот, вот как это... Конину. Как они солёный вообще могли взять это в ЮНЕСКО, поставить свое национальное это? Как они вообще, я не понимаю, тюрки, они же свинина себя дома ассоциируют с бывает? тюрками. Свинина дома Деньги бывает? нет. Что? Свинина что? Конечно, бывает. Там можно из свинины у делать, турков же ты понял, Ибраим. можно Долма это вообще- комбинировать Я говядину щас со свининой, посмотрел. помешать. Я сейчас Говяжий. посмотрел вот в Google, я, оказывается, ел эту долму, турчанка вот приготовила. Здесь, в Австрии, я как-то на курсах был. и Вкусно там- было, да? Вкусно было. Мне не понравилось. Видимо, или тюркская, или она сама нехорошо приготовила, что-то мне не прикололо. Да, если армянский покушаешь, брат, клянусь, это будет лучшее, что ты ел, одно из лучших. Долму вообще, я чтобы тебе вы скажу, понимали, что ребята, лучше надо армянского. готовить Подождите, из свининого подождите. мяса, потому что она сочная. Подожди, хоть Если, скажу, если вот вы мясо все- будет все говяжье, согла- она не будет сочным. Кстати, Ибрагим, Вот ты все- ешь свинину, брат, ты же не мусульманин. Ты Подожди, ешь подожди, свинину? брат, один вещь скажу, лучше армянского, Я не и ем вы все свинину. согласитесь. Я 71%. Какое толма лучше армянского, которое мама приготовила? Клянусь, лучше грузинского, лучше греческого, лучше таджикского, которое мама приготовила. Красавчик. Толма. Молодец, молодец, Все равно с виноградом или с капустой не имеет значения, а это шоколад. И счастливый тот человек, кому еще достается до сих пор от мамы, из рук мамы еда. Это счастливый, самый счастливый человек. А тут греки, армяне, чеченцы, смотри, да, какие народы тут, брат, сидят. Ты что, охренел, Мартин? А что про евреев ты этот? Евреи, я сказал. Имарат Кавказ, Имарат Кавказ. Ты сказал собрал. греки, сказал. Ты греки сказал. Евреи, чеченцы, греки, армяне. Мартин, интересно, пасус толма у других наций есть или только это у нас? Вот это вопрос мне как-то всегда. Пасус толма, это, короче, Пасус толма, с этими, нут, там, короче, ну, там входят все эти, короче, как их там? Вкусняшки разные. Как это по-русски? Из пшена, пшено. Пшено, нут, потом, короче, этот, не горох, а этот. Сейчас, подожди, я тоже на языке крутиться не могу вспомнить. Лоби. Чечевица, вот. Да. Очень вкусная тема, кстати. Ты пробовал, Бабель, вот эту тему? Да, конечно. А кто ел чечевичный суп? И у нас здесь очень популярный, кстати, в Греции. Он сезонами, да, он по всему миру его все популярный едят. сейчас. Именно суп. Такой, Пират, да. а ты грек, какой грек, брат? Ты пантиец или нет? Вот смотри, нас всех вот здесь, кто есть, наверное, объединяет Кавказ. Все вот разные нации, мы здесь, а все, наверное, к Кавказу имеем отношение, да? Значит, он пантиец, да. Пантиец, да. Еврей, Лазик еврей, но он с Кавказа. Тоже Кавказ. Ну вот я понял, все мы здесь с Кавказа. Не, ну я кавказский, но ты не сказал, что евреи вообще здесь Я присутствуют. тоже с Кавказа, если Ты, по-моему, это намеренно сделал, Мартин. Не, братан. Нет, Вот это Карлос Русалава, из наполовину Кавказа. армянин, наполовину еврей. Тоже с нами сидит. Кто это? Карлос, вот. Это я, это буква Б написано там. Наполовину еврей? У меня... Армянин, наполовину еврей, мама еврейка. Тогда никакой не армянин получается, он еврей. Ну, слава Ну, богу. он еврей, у вас по матери.
У меня и Нет, папа, и я мама. родился в Ереване. Не надо так говорить. Я родился в Ереване. Отец у Я меня шучу, я армянин, пошутил, я папа у говорю, меня, я говорю, как сам определяет. А я из Папуа-Новая Гвинея, ребята. Это Республика Дагестан. Ну, знаешь, как... А я знаешь, из как плохо. Папуа-Новая Гвинея. Кто поверит? Бля, я клянусь, Знаешь, у меня как как-то плохо, когда ты будешь выбирать между мамой и папой. Бля, буду. Не надо выбирать ни между мамой и папой, надо быть Не выбирает. ребенком своих родителей, да, ты у родителей свой, их ребенок. Я Национально. ненавидел этот вопрос, когда меня старшие там тетки, мотки, знаешь, шутили, начинали. А кого любишь, папу или маму? Мне так хотелось, если я был бы сейчас взрослый, я бы так бы их обругал бы. Вгоняли в Знаешь, у какой-то меня комплекс. как в доме, Ахперес. Смотри, у меня... Да, ты будил, нахуй они меня родили на этот Дедушка случай, блядь, говорит, ёбаный, он блядь, наш. нахуй. Кто кому матерят? Подожди, зачем материмся? Извиняюсь, Смотри, извиняюсь. мой еврейский дедушка всегда говорит, он наш. А армянский дедушка говорит, нихуя, блядь, он вообще наш. А я вот смотрю туда-сюда, туда-сюда, знаешь? Это не только у тебя, брат, это везде. Даже если у тебя два дедушки были бы Как евреями, это, они оба бы азербайджанский говорили, это дедушка и наш, а армянский тот бабушка, говорил, бля, это вот наш. это не могу понять. Как это можно такое? Мой это, брат, Подожди, слушай, мой это, что да, говорит человек? Поднялся, бус. Что, привет? Что ты говоришь, брат? Салам. Не, извиняюсь, можно? Я вообще не понял это смысла, когда сказали, короче, дедушка армян, папушка Азербайджан. Вот это не могу понять. Нет, у него еврей, бабу, с одной стороны еврей, с половиной еврей, половина армян. да. А вообще и такое может быть. Армян и Азербайджан, какие проблемы? Может и такое бывает. Не может бывать этого. Очень много таких браков. Сейчас мы Очень будем по телефону об этом говорить, но есть проблема, и ты это знаешь очень прекрасно, и я это знаю. С Азербайджаном? Здравомыслящий человек, это кто смотрит телевизор и кто читает газеты, он это все знает. Почему мы будем скрывать правду? Босс, смотри, брат. Если честно, дай мне 20 секунд, потому что мне на русском тяжело. Я тебе объясню. Смотри, разница. Я тоже не русский, я чеченец из города Минутка. Хасавюрта. Да, брат, смотри. Армяне, хоть смешанные, из Азербайджана у них сильный проблем, потому что Азербайджан говорит, мы этих людей не принимаем. А азербайджанцы, которые вот живущие в Армении, да, смешанным браком, они дают паспорта, и они говорят, разницы нету наш. Вот разница. Почему, я тебе еще объясню. Смотри, в 90-х годах, когда вот эти люди как-то сдались в Германии, да, как беженцы, понимаешь, хотели? Да, я тоже в Европе. Да, смотри, подожди, брат мой, подожди. Давай, смотри. я слушаю очень внимательно. Этих армяне или смешанные дали бумага, а армяне, смешанные с Азербайджаном, родом из Армении, отправляли назад, потому что в Армении нет такого. Конечно, везде они хотят звучить, что армяне фашисты, то все, ну поверь мне, сколько толерантных армян, брат, поверь мне, не перебивай. Брат, не перебивай Савитана. Поверь мне, это не так. Еще раз говорю, один вещь говорю, последний, брат. Вы армянин, Я да, половина, я горский, я половина горский, половина армянин. Но зачем это хочу? Акцент у тебя точно как у армян. Ну, может быть, Савитана. Да, я ереванский. Еще, да. Я тебе вопросы потом задам, Карлос, с твоего позволения. Давай, да. Еще последнее хочу сказать, когда был первый, геноцид армян, вот так скажу, да, давайте мы не забиваем, 8,5 тысяч детей взяли швейцарские. Это когда Подожди, сделали, да? Да, брат, да. Взяли швейцарские семья и 3,5 еврейские дети. И эти дети вместе смешались, поженились, конечно, под армянским фамилией, но поженились, понимаешь? Это доказательство есть, это все официально, это есть бумага, понимаешь? Фамилия Крон. Они взяли почти 12 тысяч детей. Понимаешь? От этого 3,5 были чистые еврейские дети. Вот сейчас сам пойми, сколько смешанных браков есть именно еврейские и армянские.
Все, Саратовым, спасибо. Ты имеешь в виду, Карлос, да, это то, что якобы именно азербайджанские евреи, да, женились, получается, на армянах? Или замуж выходили? Горские. Опять же, спасибо. Нет, ты говоришь, что там было притеснение. Сколько бакинских, кстати, известных? Давай просто я кину фамилию. Бока. Он армянин, чистокровный армянин, да, допустим? Не, сколько у тебя армяне проживало в Баку? Чистокровный, да. Чистокровный армянин. У тебя очень много даже известных армяне, которые вообще родом с Баку. Да. Со всеми этими, как ты сейчас рассказывал, Владик, евреи и армяне там жили до появления этих тюрков. Давайте начинаем до появления. Бока же не родился там до появления в Баку, хорошо? Он родился, когда у вас уже были разногласия, скажем так. Да? Это да, советское время. Все, хорошо, советское, не советское, разногласия имелись, ненависть уже проявлялась. Мы жили там, евреи и армяне, еще до нашей. Так, еще раз, причем до нашей. Вы рассказываете другую ситуацию. Сегодня у вас какие-то разногласия. Я не знаю, что до было. Но сегодня у тебя армяне чистокровные проживали в Азербайджане. Родились там, проживали, они стали очень успешными людьми, не уезжали оттуда, скажем так. Советское государство было советское. Там все эти комиссары армяне были. 12 комиссаров, из них там 8 армян, КПСС. Там тоже армяне сидели, Микоян, там тут. Мы там имеем власть в то время, это советская власть. Мы там тусовали. Как только у них власть появилась, они нас выгнали оттуда и забрали все. Россия очень много знаменитых и специалистов армянов и евреев конкретно в сторону Азербайджан, Баку отправлял. 1974 года до 1985 года. Вот почему я это знаю, потому что архив у меня в руках. Мой дед, он сам кировоградский, он сам горский, но бабуля ашкеназская, понимаешь? Заставили, существует заставили поменять фамилию. Он поменял, потому что он работал на государственной, еще он большой государственный человек был. Потом заставили другие вещи, он это не принял. Поэтому он взял семью, побежал в сторону Армению. Понимаешь? И оттуда, конечно, качал и притащил всех этих евреев, которые они не принимали эти идеологии. И то и все. Почти 1048 человек. Понимаешь? Оттуда в сторону Армении, и он организовал, они получили СССРский паспорт, то все и так далее, и так далее. Это мы очень хорошо знаем, как они наезжали. Знаешь, как мы вам любим, вы наши братья, но все-таки заставили, понимаешь? Потихоньку. Удинов, фамилии на Ян были, Удинов. Сейчас уже их нету. Всех в Азербайджане Удинов, их 20 тысяч, это дагестанский народ, христианский. Их всех до единого заставили фамилии менять. Вы знаете, что есть армяне, которые говорят на горско-еврейском языке, эти села были в Азербайджане. Где есть? Какой есть? Причем какие армяне говорили на этом языке? Это горский я слушаю, да. Мы начнем с того, что... Мартин, мы как на Кавказ зашли, Бабел? Как мы зашли на Кавказ? Мартин, просто возьми сейчас Google. Я не могу спорить просто, я не хочу спорить лишний раз. Я не спорю, просто я знаю, что мы зашли... Как вы зашли Мартин, сюда? У тебя есть Google? Я знаю, ты прав, это фарси язык, горский это фарси есть. Не, именно горско-еврейский, который вот этот вот... Это фарси, брат, там есть еврейские слова. Это не фарси, это древнемедийский язык, это Сасанидская империя, это говорил на нем разновидность, это древнее, чем сам персидский язык. Просто возьми, набери сейчас, вот у тебя есть этот клавиш? Да. Напиши на территории Азербайджана таты-армяне. Просто напиши таты-армяне. И вот пока Мартин это все вопрос решит, давайте возьмем... Таты это таты, армяне это армяне, но мы не таты. Да, сефарды. Я не говорю, что они евреи. Я говорю, это они на нашем горском языке. Таты разговаривают, как мы разговариваем, да. Таты, да, согласен. Тата-армяне, есть такое понятие. Они все переехали после
Да, армянской церкви. Да. Мартин, Вот так Мартин, и- слушай сюда, Царбатаном. Что я говорю, Мартин, слушай сюда, брат. Сафир, сафирды евреи, это испанцы, португальцы, евреи. Они молятся на армян на наши сафирды. Они как братья, понимаешь? Но они испанские, португальские евреи. Они так близко друг друга, ты не поверишь. Вот наши же там живут в Мадриде, там, и то еще. Ты не просто поверишь. Вот Последние из этих татармян, они жили в селе, посмотри, какое село там, посмотри, где они, населенные пункты их, где. Они потом, когда переехали, посмотри. Есть такой Григорьев, есть такой один писатель, очень известный, татармянский. Он, на русском языке много написал этих интересных... И вот он описывает жизнь татар-армянов, которые говорили на этом горско-еврейском языке, на джури, на татском, да. У них не был, как у мусульман татов, а больше был, как у евреев, Они такого... Там жили в двух. Да. А потом еще одно, какое село они оставались последние, посмотри, там написано. Там еще один прям недалеко от губы. В этих двух селах есть. Мадраса. Да, вот это мадраса, и он рядом был с этим, как его в Азербайджане, это село, я забыл, как оно называется. Недалеко от Ширвана, то, что на границе там с этим, недалеко от Ширвана, это, как его называли, это село, у меня из головы вышло. Я знаю, что Бабель. Я вводил арминоидные евреи, арминоиды. Вот если пишешь, да, открывает, что там 30% типа арминоидные это относятся евреи. Я потом спрашивал в GPT-чат, почему так, как так, какое они имели отношение. Типа, особенно евреи, какие-то там сефарды, они смешивались, типа, довольно сильно, соприкасались, там, исторически очень, там, еще в древнее время, тысяч лет. Мартинджан, если у тебя есть Царбатаном, ты пиши. Правильно, что город Арташат строили армяне и евреи помогали вместе в Мовсес Хоронации. Смотри, что ты говорят. Потому что армяне и евреи там коренной жители. Ты просто дай. Правильно, что армяне и евреи строили город Арташат. Все, и посчитай. Ты понимаешь, что это значит? Есть один ученый, в этом Лос-Анджелесе. Да, брат. В Арташате Они есть вместе еврейское строили. кладбище. Помогали евреи Арташат. Между прочим, этому кладбищу... Брат. Между прочим, это этому уже кладбищу серьезная знаете вещь. сколько лет? Знаете, сколько лет этому кладбищу? 800 2600 лет. лет, 800. Не, там могилы есть. Буквы еврейские, это годы. Я смотрел Брат, это там... значит другое кладбище. Я знаю, в Арташате есть еврейское кладбище. Там эти года написаны. Там 850 почти лет этому кладбищу. Есть, которые 850, а есть, которые самые старые там есть еще остались. Совсем старые. Не знаю, я говорю за Арташатское кладбище. Арташес, он был сыном Тиграна II, это до нашей эры. И в то время евреи помогали строить этот город. Что, может, дадим ведущему тему поднять? Это больше 2000 лет. И давайте подумаем, сколько лет Арташату. Вот строили и помогали евреи вместе. Ты понимаешь, это уже сколько лет тому назад это все было. Как близко армяне и евреи вместе. Сафарды, да, они как, один народ. Ой, мне спустись надо. Все, пацаны, спасибо огромное, что вы подняли. Давай, бро. Ну тогда народы эллинистические, греческие народы и армяне, евреи, это были нации, которые древние, да, они соприкасались друг с другом, тогда это было невозможно не соприкоснуться, понимаешь, потому что все остальные, они были еще в состоянии... Ничего не было, да, их. Да.
Были эти хеты были, там, хеты. Племенами некоторые жили где-то. Да, кто где. потом эти были, короче, там, как их называли еще, хеты, халдеи, короче, там, это, туда-сюда, там, такие вот. Ассирийцы, да, Ассирийская империя. Потом Что эти еще такое были. Эламиты, эламиты. На армянском шир, вот это ширван, шир что-то. Ширван это территория. На азербайджанский, армянский, вот это шир что означает? Не шир, Это а персидское, шерван, это персидское. шерван. Все эти ваны, ван, это наше вообще, ван. Ереван, Нахичеван, ван, вот ван. Не Нахичи, Ван, не это, Ван Нахичи, это а страна. Нахчи. Страна. Нахчиван, да. Это чеченская, да, которые жили в Урарту, чеченцы наши, да. Но они сейчас армянами себя считают. Они, ну, в то время, видишь, не было армян отдельно как нации. Чеченец даже слова не было в то время. Это индоарийские народы, это индоарийские народы, это Да. относится к корейцам. Те народы, чеченцы наши, которые жили в Урарту, только мы, они вот себя у начали нас, армянами считать. у нас, допустим, говорят джуури, джуур. Допустим, да, вот эти горские евреи, у них там, допустим, ур откуда пришло? Это еще пришло от древнего ура, евреи ура. Они ур означает это горский. Ур это на арамейском. Урмия, да. Бабел, а Шерванье это кому себя не определяет? Когда говорят Шерванье, кто это? На древнеарамейском языке ур и ар означает это гора означает, короче, это горские, то есть джу-ур, это переводится горский еврей, джу на индоарийском языке это еврей, а ур, это относится на индоарийском, древнем индоарийском диалекте, он похож был на арамейский, тоже это гора. То есть горский еврей, это джу-ур переводится. Это тоже, горские евреи тоже имеют корни арийские, то есть это древние. Тогда называли всех, тогда всех называли, вот кто в горах жил, все называли уриты, урарту. Уриты, да. Урарту тоже это идет оттуда. Бабел, я всегда думал, что все намного проще. Джура это просто как бы на нашем мы все евреи определяем. Не, это горский еврей переводится. Именно Ну, вот, да, но мы это говорим перевод. джуро, как бы, да, определяемся на нашем языке, да. Но это именно перевод из двух слов. Это два слова там есть. Джури, почему? Джуро. Горско-еврейский переводится. Мы просто говорим это на горском языке, на нашем. Нет, какой говорим? Я сейчас только что вот я им объяснил, я тебе объясняю, что это означает на арамейском языке. Ур это означает гора. Ты не понимаешь это? Ну, я-то понимаю, что ты говоришь, как бы, я просто не совсем с ним согласен. Гора. И джу это На нашем языке это не совсем такое слово, которое употреблять в этом можно. Ну, на вашем языке, например, вот я тебе скажу, который ты говоришь, это и мой язык тоже. Джахар. Джахар что означает Джахар, Дудаев, вот, допустим, Джахар, его имя, вот откуда? Джоухар, это птица. Джоухар. Бриллиант, да. Да. Не бриллиант, камень, гора, камень, да. Короче, алмаз. А на горско-еврейском языке он звучит как горский еврей, короче. Джахар. Понимаешь? Горский еврей. Да. Он тоже еврей, я эту теорию слышал. Я имею в виду Бабель, вот это, что я не могу, извини, брат, я с твоего позволения. Бабель, не могу. Я свой язык хорошо знаю, я вот чисто знаю свой язык. Как ты перевел Джахара горским евреем? Я просто не совсем понял. Ну, честно, прям не могу. Джахара, во-первых, его не Харом зовут. Джохар. Это не Ну, Джахар, пускай чеченец тебе объясняет, Джохар, что обозначает его имя. Ты говоришь, что... Хар на горском языке. Хар это дурак вообще. У нас на горском хар. Хар это осел переводится. Ну да, дурак, да, имеется в виду, как бы, да. Осел переводится. А у него что ты хочешь сказать, что вот так переводится его имя? А у него Джохар. Бабель сам чеченец. Это горский еврей переводится его. Я знаю, кто такой Бабел, причем это... Он чеченец тоже, да, ты говоришь? Бабел это Джур, мой Джур. Просто когда потому что он я начинает рассказывать эти вещи, как бы, да. Языке, если бы я не знал бы свой язык, как бы, я, может, даже начал бы задавать тебе вопросы, как бы, да. Нас даже в школе преподавали наш Джури.
Мальчик, я учил, во втором классе учил. Джури это не просто слово. А почему это Джахар, как туда Джахара засунул? Джу означает на иранском языке, на всех персидских языках, на древнеарийских это называется индоарийские языки. Джу даже на английском... У нас там все намного легче. Даже на английском у нас джу это... не понимали, как бы. Мы взяли слово отсюда, взяли слово оттуда, даже взяли отсюда. Это наш язык. Слова и на иврите там есть, и на том языке есть. Это язык. Это такое, что-то вроде ну, как миксовый такой, как бы язык, да, у нас. Чтобы нас другие не понимали. На этом языке говорили Сасанидская империя. На этом языке не только евреи говорят. Этот язык унаследовался. Да, ты тоже не так говорят, прям как мы говорим, как бы. Это диалект, еще раз, это диалект фарсидского языка. У них 5% диалект другой, 5%. Но они хорошо, 5%. Ну, я понимаю, допустим, это ты уже говоришь о диалекте. Таджик, если будут разговаривать, я пойму, о чем он говорит, потому что поймаю там слово, здесь слово. Внутри горских евреев среди тейпов разных, в зависимости от территории, они тоже друг друга плохо понимают, и многие слова не сходятся, понимаешь? Внутри самого горского еврейского языка тоже есть очень множество диалектов, в зависимости от региона. Я знаю, а по какой причине? Ну, потому что... Азербайджанцы, допустим, на деньги говорят пули. Мы говорим ахче. Они взяли грузинское какое-то слово. Грузин тоже говорит пули. Еще раз, это язык смешанный. По какой причине он смешанный? Там, где мы проживали... Ахче, да? Мы говорим ахче, допустим. Мы потому что мы грузинские, да, вот у нас мы идет проживание в Грозном. Нальчик, у меня вот, допустим, родственники грозненские. Мы говорим ахче, как вы говорите. А дербенские говорят пул. Да, пул, дербенские говорят пул. Они как ее говорят. Да. Поэтому там нет языка, как в фарси такого, да. Он у нас такой миксовый, ну, есть этому определение, как он называется, когда это перемешано. У кого-то есть больше тюрьмы. Это было по той причине, чтобы нас не понимали. Мы когда туда пришли, чтобы нас не понимали, да наши мусульмане не понимали и так далее. Место проживания ты не понимаешь. Там община горских евреев. Хасаюртовский тоже. Хасаюртовский потом Хатарьё, да, Олег. Мы называем Хатарьё. Это не иранские евреи, понимаешь? Это не персидские евреи. Горские евреи, это не персидские. Люди путают. Это не персидские евреи. Это вавилонские. Откуда мы на самолете туда прилетели? Они пришли во времена, еще после падения первого храма. Это вавилонские евреи. Вавилонские евреи. Это еще до того, как Персия появилась, они туда пришли. Это после Навуходнецера. Они пришли туда вместе с Навуходнецером. Это 2600 лет. Это большая разница. Ты сравниваешь персидских евреев, которые уже жили в Персии. Ты сказал, что это какой-то оригинальный язык, на котором разговаривали, да, древние, кто-то древний разговаривали. Да, я тебе говорю, что нет, это не так. Я тебе говорю, этот язык, на нем писал Умар Хайям. Это древний язык в реестре персидского языка, в институте изучения персидских языков, индоарийских языков. Этот язык фиксируется как древнемидийский язык. Древнемидийский, когда Мидия существовала. Она была севернее от Ирана. В Вавилоне на каком языке разговаривали евреи? Вавилон, когда Вавилон существовал, Мидия уже существовала. На каком языке разговаривали? Не было такого кавказского еврея, не было такого определения. Потом она соединилась, Мидия. Ну хорошо, на каком языке они разговаривали? Мидия стала частью Вавилона потом, воссоединение произошло во времена Ахашвироша. Они бы пришли с Вавилона, при этом они прошли Персию. Да, просто берешь Мегилат Эстер, трактат Эстер, берешь, открываешь и смотришь, читаешь. Мадай, Упарас, они образовались от Вавилонской империи. Это две разные разделенные уже группы, которые потом поменялись. Вавилонцы, ассирийцы, которые раньше были, говорили на арамейском языке, они говорили на арамейском. Вытеснены были. И пришли персы, и захватили, взяли власть там, Ахашвирош, и уже уже Ахашвирош поменял эту империю и назвал Мадай Упарас, а потом и соединил опять Персию, опять Мидию присоединил к Персии, а потом опять ее отделил. Когда он ее отделил, когда уже Пурим закончился, когда эти события Пурима, он отдал, в трактате написано, что он подарил полцарства, и все, что между Каспийским морем и Черным морем, он отдал Мардехаю и Эстеру, и это назвал Шушан. А столицу этого государства он назвал, это Шушан. Шушан – это то, что чеченцы, это есть Шушан.
как вот почему их называют тоже Ну, сейчас чеченцами. таким же успехом можно сказать, шишане, они говорят. Когда вот эти себя называют да, здесь, вот эти это террористы, есть, это осуждают. Абу Шишане и так далее. Ты Это можешь взять, осталось, связать это их тоже, как это игру с арабского языка, это с арабского, в арабском языке это слово шушан, она шишан говорится, шишан. Она осталась. И вот в арамейском, да, и вот это вот Шушан, вот это государство, у него была столица, называлась она Шушан-Абира. Шушан-Абира. И вот эта Шушан-Абира, она вот в Дербенте была. Вот, Дербент. Вот это Шушан-Абира, столица Шушана была. Все, что между Каспийским морем и Черным морем, это все было еврейское, то, что полцарства они получили по трактату, договор был. Ахашвирош это дал подарок царице Эстер и ее дяде Мордехая, который вот этот вот, он потом стал там царем. И вот эта столица была, вот это Дербент. Дербент, его предшествующее название, до того, как его назвали Дербентом. Это уже персы, когда обратно захватили, обратно взяли, потом уничтожили это. Геноцид там был, очень резня была. И, короче, они забрали, когда уже это вот Дербент, его уже изначальное название Дербента, изначальное, Ерах, это допотопное. Послепотопное уже первое название после потопа, когда Ной уже туда вот эти вот пришли, первое название Дербента был послепотопное, он назывался Ур-аль-Патахон, назывался на арамейском. Ур-аль-Патахон, город на проходе. После Ур-аль-Патахон этот город имел название Бабель-Абваб. Бабель-Абваб – это второе название Дербента. После Бабель-Абваба его уже назвали Дербент, то есть город на замке. Город на это уже иранское они дали название. Ворота или как-то так. Да, ворота на этом, короче. А Бабель-Абваба на арамейском это означает врата ворот. Ур-аль-Патахон – это город на проходе. Вот, когда мы туда заселились, понимаешь? Ты говоришь горский еврей. Этот язык медийский, древний медийский язык, он предшествовал даже персидскому. Он родоначальник персидского языка. И этот язык, на котором говорят сегодня горские евреи, к которым я сегодня отношусь, так как я вырос среди них и владею этим языком, и говорю еще другими персидскими. Я на самом персидском говорю. Я говорю на афганском, на дайри, говорю на точики, говорю на памирит бадахшани. Я на многих говорю персидских языках. Ну, потому что они персидские, они немножко отличаются, но есть такие, которые существенно отличаются друг от друга. Даже грамматики немножко есть различия. А уже в самом Иране есть такие народы, которые там, они тоже персоязычные, но там уже другая совершенно Вот этот вот язык горско-еврейский, вот эти вот Сасанидская империя, вот этот вот то, что была, вот эти сасаниды, их род, они говорили вот дома у себя и везде, все их царские указы. То есть в Персидской империи сохранились рукописи, которые все писались вот на этом вот языке. Умар Хайям писал все свои притчи, все свои на этом языке писал, на горско-еврейском языке. То есть вот сегодня то, что мы называем его джури, горско-еврейский. На самом деле это не горско-еврейский, это не еврейский язык, именно только евреев. Это просто древний язык Мидии, который они тогда еще населяли. Они его сохранили. Поэтому горские евреи, они не относятся к вот этим вот современным, которые уже ушли туда, евреи, которые в Персии. Там есть среди них тоже вавилонские евреи, они перемещались, но они не являются, горские евреи, они не являются персидской общиной, они вавилонские евреи. Это со времен первого храма, они не возвращались в Израиль, они там остались. То есть все эти события, то, что были во время второго храма, то, что касается с Иисусом, там, касается вот с этим вот падением, второе падение, разрушение храма, все эти, короче, это они не касаются горских евреев в плане того, что они там не присутствовали. Понимаете, просто в этот момент. Это горские евреи, это вавилонские евреи. У них и традиции, и законы горских евреев иудаизма, они более древние, более оригинальные, чем у всех остальных евреев, которые есть на сегодняшний день, которые знают. Это оригинальные, настоящие евреи. Единственные, которые не ассимилировавшиеся, которые сохранили. Горские евреи, кстати, кто не знает, они единственный народ,
среди всех евреев, которые не имеют практически ассимиляцию. Все генетические тесты, которые показывают, у них почти показывают 99%, 98%, 95%. Практически не существует ассимиляции среди готских евреев. Бабел, ты в курсе вот этих там гаплогруппы, тесты? Да. Ты не делал случайно? Я делал, братан. Я отношусь, смотри. Я отношусь к тейпу Биной. Биной, они разные по своей. Я видел разных бинойцев. Они по внешнему виду отличаются. Понимаешь, в зависимости от места проживания, где они были. Где село находились. Но, допустим, вот Цинторой, там вот эти вот уже, потом Черной, там, понимаешь, там вот эти вот тейпы, когда ты уже идешь, там дальше смотришь, там есть вообще такие, которые как нагайские, у них даже язык нагайский такой, диалекты уже более похожие такие бывают. Смотришь, там и внешность немножко уже другая бывает. Там. Потому что в Хаганате, в этом хазарском, они тоже были рядом. Нет, там по гаплогруппам, там все-таки читается это происхождение, да? Там. Не, есть, конечно, пример. Это понятно, что есть это. По отцовской линии, Y-хромосома, да? Да. Вот по ней в гаплогруппах чеченцы находятся в G2. В основном, не G, а J, вот это вот. Палочка внизу подвернутая, короче. J2, потом на втором месте J1, на третьем месте по количеству это L3, гаплогруппа, потом Q, это основные, есть еще небольшие группы. Гунны там присутствуют, гунны видно там сразу, хунны. Короче, не знаю я насчет гуна. Вот раскопки когда были, и Алан, вот эти... Сарматы, Алан. Они принадлежат к гаплогруппе Q. И вот среди чеченцев тейпы как Ордлой, потом Шуной тейп, вот прям вот эти, которых раскопали аланских воинов, вот, они прям вот из тейпа Шуной получаются. Там разные есть аланы, тоже понятно, да, у разных. Но они маленькие, они аланы, смотри, вот сами осетины, вот они тоже. Вот эти именно, вот, которые раскопали, да, в раскопках, они прямо вот в тейпе Шуной находятся. Да, но они уже подверглись этому изменению, потому что если ты берешь аланов, у самих аланов тоже есть две основные подгруппы, да, как бы, у самих аланов. У них и языки тоже есть разные, понимаешь, там как бы между собой. Есть более иранские такие языки у них, которые иранский основной. И есть такой, который более уже... Этот язык, он подвергся, короче, изменениям тоже там с тюркскими всякими этими элементами, короче, вот более такой вот. А аланы, они смешаны с тюрками. Там европеоидная раса смешана с тюрками. Они изначально такие смешанные были. Как кочевали уже смешанные. Ну, они, смотри, да, вот кто такие аланы? Аланы это сегодня это Ингушетия, Осетия тоже там вот имеется, короче, тоже у ингушев есть. НАТО своего рода, да? Да, там они с грузинскими племенами, они тоже при очень карачаевцами, там с разными они там. Да. Ну, в свое время были, когда абхазы, да, вот эти вот еще черкесы, там вот эти вот, когда вот эти вот разные там были племена черкесов. Они практически те, которые примыкали друг к другу, они даже языковая группа их, у них были свой язык был и общий черкесский был. Я знаю. Мне интересно, вот горские, они в каких гаплогруппах находятся в основном? Я знаю, что в Израиле нельзя сдавать вот это ДНК, как бы чтобы... Они находятся J1,
J1, J2, по-моему, там этот, и R, там что-то еще у них там есть какая-то. Горские J1, J2, да? Ну, они, короче, как бы, у них есть и арийская, это вот, как бы, да, они, в принципе, у них есть с иранскими этими, короче, общее это, короче, понимаешь? Но это еще идет от Авраама, потому что Авраам тоже из этого региона вышел. После потопа, да, вот потопа, Авраам 10-е поколение был всего лишь. Вот после Ноя Авраам идет, вот 10-е поколение, то есть он 10-й после Ноя. То есть 10 поколений было, 10 рождались. Сын того-то, сын того-то, сын того-то, сын того-то. Он 10-й, Авраам. Тогда еще не распространилось так очень сильно, короче. Тогда вода, она же оседала после потопа. Она как бы... Были места разрушены, там было очень много, где во многих местах еще не росли там растения. Там это все же пока спускалось, распространялось, пока это птицы там... Пчелы, все это распространяли, пока все эти семена, пока оно там все начиналось все, пока это все зарастать. Понимаешь, это, сельским хозяйством. Научно, реально, чтобы всемирный поток... Вот Авраам, когда вышел из своего города, Авраам, когда вышел из Ура, он 29 лет был только в пути. 29 лет он в пути был в землю обетованную. Когда он туда пришел, написано, что он попал в эту вот академию, вот эту вот их, где обучали единобожию. Это были Сим и Эвер. То есть отец и сын, то есть Эвер это кто был, допустим? Сим это был сын Ноя, Эвер это был Эвер был сыном Сима. То, что называется, на арабском называется Шам, говорят, Шам, это его имя, это Шам. Папе, после потопа, до потопа жизни не было, после потопа все умерли, да? Только Ноя семья, по идее, осталась, правильно? Осталось, во-первых, кто не из родословной Ноя. Во-первых, у Хама была уже жена. Хам, он взял на корабль, который тогда Ной не хотел ее брать. Сразу перебью и скажу, что научно абсолютно это не подтверждается. Да, наука говорит 100 тысяч лет назад. У нас десятки гаплогрупп есть, да, которые на 40-50 тысяч. Я могу это объяснить сейчас. Да, я тебе объясню сейчас, смотри. Вот это вот гаплогруппа, да, которая, вот ты говоришь, там, генетика, смотри, она не так идет, смотри. Были, короче, вот на корабле у него было 3 сына у Ноя. Он взял своих 3 сыновей и Нааму, свою жену, взял. Понимаешь? Жена была его Наама, ее звали у Ноя. А у Ноя мама была, ее звали Циля. Да Ацилель. Ее древнее имя, да Ацилель. Ее арамейское имя было. И вот это вот Циля, это секретное слово в иудаизме, когда кто-то что-то болеет, что-то там это имя произносит, человек может там, если у него какие-то суды на него там идут, там какие-то невзгодицы, это как спасение. Поэтому имя Циля в еврейском языке является спасением. Он, когда появился, Ной, это необычный ребенок был, короче, когда он появился. Его отец, Метушелах, отец Ноя, он, короче, привел его сразу к этому, показать этому, короче, своему отцу, то есть деду. И дед, когда уже его увидел, понимаешь, он говорит, это, говорит, непростой ребенок будет, и туда-сюда. Он его будущее уже увидел, говорит, это потоп, когда все это будет, он спасет человечество, он будет родоначальником. Брат, но там же девушка была жена Ноя, а кто еще были женщины? Жена, которая не из рода Ноя, была его жена Наама, от которой родились вот эти 3 ребенка. Ну, остальные от кого родились? Я тебе говорю, старший был Сим, потом после Сима был, короче, Хам, а после Хама был Яфет. Это 3-й, самый младший. А девочек не было. Девочек среди его рода не было. Была жена у Хама уже на корабль, но и противился ею, потому что она была из племени каинитов. А Хам был он был обычным человеком, но после проклятия Ноя, когда он, Ноя, короче, там поиздевался над ним, когда он был пьяный,
выпил виноградного этого, короче, там вино, вырастил виноград первый, и взрос он, и от этого семени, которое он положил, он же с собой на корабле все привез, семена, там, животных, там, этих, короче, туда-сюда. И он взрастил этот виноградное, вот это дерево, короче, взросло этот виноград, он его выжил, короче, сделал его... На этот, корабле? забродил. Не, это уже когда они пришвартовались на горе Арарат. И вот там вот он у себя в палатке, где они жили, короче, туда хам зашел и увидел отца Нагова, короче. Подожди, и там подожди, когда этот ковчег там парковался, армяне его встречали, да? Короче, сейчас, подожди. И, короче, он когда увидел отца Нагова, он увидел, что он пьяный. И, короче, он там кое-что нехорошее сделал, и отец его проклял, и он стал черным, почернел, вот этот хам. И, короче, как негры вот эти бывают, черные вот эти вот, такой вот, он от проклятия Ноя, но его так проклял, что он стал черным. Угольком, да. И, короче, вот этот вот, жена его, этого хама, жена, до этого уже на корабле забеременела и имела уже, беременная была. Когда они сошли, она родила вот этого ребенка уже, короче. И это первая была дочь. Вот эту дочь, которая от хама родилась, вот эта первая дочь, она потом вышла замуж за вот этого вот Ефета. Ефет, который был там, вот у него брат. И, короче, там еще у хама была вот эта жена. Ты не представляешь, кто сохранился на корабле. Вот я его имя не упомянул. Была такая страна, немножко севернее Сирии, Израиля, где вот этот вот голландские высоты сейчас, да, вот это вот там находятся. Там были вот такие вот, жили как племена великанов, короче. Их называли, и вот этой вот страны Башан называлась, эта страна называлась Башан. И у нее был царь, его звали Ог. У него имя из двух букв, Ог, очень легко запомнить. И вот этот Ог, он был царем этого Башана, вот так написано. Написано, что когда потоп стал, он запрыгнул на корабль и в трюм куда-то залез, этот великан. И хам приносил из-под тишка, воровал еду, короче, и потом жена его. И он эту жену один раз хама, короче, там ее поймал и изнасиловал, короче, жену хаму. И от него появились, от этого поколения изнасилования появился Нимрод потом, вот этот вот, который был царь, который вот этот вот маг. И написано, что то поколение, которое Господь хотел их уничтожить, вот эти, которые были самые, которые ненавистные Господу, они сохранились за счет вот этого вот Ога, царя Башана, который потом изнасиловал жену. И смесь вот такая, первая смесь появилась. И, короче, оттуда произошла вот эта династия, вот этого Нимрод появился в итоге, короче, вот этот вот злодей, короче, который царь. И вот этот вот, получается, то самое племя, которое Господь хотел уничтожить. Короче, жена кафиры оттуда пошли все кафиры. Да. Получается, хам был проклятый Ноем, получается, черным стал. Потом он, его сын этого хама, Ефет, женился на вот этой вот породе. Из этой породы, короче, как их называют, который проклятый ребенок этот родился. Потом еще она родила незаконно рожденного, то есть она была женой хама, она еще родила еще одного ребенка. И вот от это них, уже... короче, жизнь пошла, да? Вот от них и пошла вся жизнь. Вот что Нет. Потом Наама родила, короче, почему после Ноя до определенного момента инцест не был запрещен. Я тебе объясню как. Потому что тогда Господь отменил закон, который называется тогда семя, когда вот это сводилось между собой, оно не влияло на... то есть это было... Люди были на таком этапе, когда семя, даже родные, когда между собой это были, они не это. Самое главное, чтобы они были одного рода, как бы, да, одного... Как тебе сказать? Одного типа. Type, да, как бы, что это не... родословно, я имею в виду в плане вот родственники. Чтобы это были один и тот же тип, как вот среди животных есть, да, вот похожие там между собой. Тогда можно было даже, говорят, вот во времена Ноя даже разные животные могли между собой совокупляться и рождать вот такие гибриды, которые вот непонятные. Кошка с собакой. Представляешь, такое? Сегодня это невозможно. А в те времена Тора описывает,
и объясняет даже, как это было и почему это было разрешено. После того, вот как вот Вавилонская вот эта башня уже Нимрод когда построил, когда произошло вот это разбиение сосуда, называют, мы разбиваем это, языки, почему они стали множественными, почему вот этот вот древний иврит, который вот библейский диалект, он стал множественным, и стали разные языки, и слова похожие стали меняться, там, и это многие языки произошли после вот этой Вавилонской башни. Потому что Господь проклятие какое сделал в этот момент? Он послал вирус, написано. Не просто, что из-за этой башни разлетелись камни по всему миру. Он, говорят, в этот самый момент, после разлетения, он прислал вирус, что люди ели траву, у них память отключилась, они не помнили даже своего происхождения. Они как звери, они на какое-то время превратились в зверей, начали вот как траву есть, как вот животные, как эти, короче, знаешь, как некоторые люди, у них деградация произошла, они опять стали как обезьяны, короче. Это я описываю просто людям, чтобы как Библия объясняет. Они вообще забыли имена, у них не было даже языков. И у них вот такая, как уравниловка стала, только остались вот эти, которые соблюдали законы, 7 законов Ноя. На тот момент, говорят, Господь их сохранил, и они сохранили свой древний язык и свои древние писания, древнюю веру в единобожие, вот этого истинного Бога. И вот эти маги были, которые спрятались, написано. Вот эти вот маги от этого, которые Нимрода. Они говорят тоже, короче, сделали какой-то как там оккультический, там описывается такое. Я с разных источников это подчерпываю, потому что в разных источниках немножко сведения об этом такие, как размытые. Да? Есть более такие достоверные эти. И они говорят, что они пережили этот вирус, что типа и как вот эти злые маги, точно так же и белые маги, вот эти, которые верили в единобожие, там, то, что мы сегодня называем законы добра. И законы вот эти злодеи, которые жертвоприношения людей делали туда-сюда, там вот эти все эти вампиры, там вся эта херня, короче, все от него пошло оттуда в те времена. И вот написано, что они тоже, вот этот Нимрод, вот это все, он сумел своей магией себя уберечь, и он оставил язык и знания, древние знания он сумел сохранить. И потом он захватил, короче, вот этот город, построил такой, он назвал этот город, между прочим, на иврите и на арамейском, это звучит как город заключения. Он заключил всех большой стеной. Понимаешь? Вот этот город. Первые вот эти вот были, тогда 1 миллион людей, там, я не знаю, уже на земле, короче. Он какое тоже поколение был, Нимрод? Нимрод, он тоже уже после потопа был какое-то поколение, уже расплодились люди. Короче, он взял всех этих людей, которые на тот момент были люди, послепотопные, цивилизации. Он заключил их в город, назвал этот город Асир. Асир это на иврите и на арамейском это как заключение, это как бы заключенные, как тюрьма, короче, да, вот такого плана. И вот эта вот Ассирия, она произошла от этого слова, от слова Асир, Ашур. Понимаешь, вот это вот. И его называли богом Ашура. Короче, он себя возвел до уровня бога, короче. И вот эти вот языки начали, короче, там уже потом меняться. Там после этого он вот этих всех, вот эти зверё, там начал их учить жертвоприношения. И там уже рождается в этом городе, в Ури, рождается Авраам, 10-е поколение. Он побеждает этого Нимрода, но он его не убивает, он просто берет свою общину и выходит, общину единобожников. В 29 лет он идет в землю обетованную. А его отец остается там, Терах. Кстати, вот эта река Терек, который называется, это в честь него названо, вот это вот то, что в горах Кавказа вот это бежит. И вот этот поселок, древний поселок Тарки, который над вот этой вот долиной, который перед морем, вот эта вся эта равнина, где Махачкала сегодняшняя, Семендер там был, там вот эта вот территория называлась Тархи, это Терех, вот это вот называлась, вот эта вот вся часть. И они оттуда вышли, спустились, и уже 29 лет они вот пребывали в пути, пока они пришли в землю обетованную. И вот этот вот Дамаск, вот эта территория называется Харун, вот эта территория, вот там они обучались у Шема и у Ноя. А вот Ной туда послал, кстати, Авраам. Его хотели убить, когда он был младенцем, Нимрод, потому что пришли вот эти вот маги, сказали, что родится ребенок, короче, мы по звездам видим, который тебя
превзойдет, и который тебя это... И он объявил всех младенцев убить, короче, тогда. И вот этот отец Терах, он что сделал? Он вот этого своего ребенка, короче, спрятал у Ноя в пещере. Авраам там у Ноя обучался, потом он вышел оттуда, короче, уже когда вернулся обратно в город, он уже был не подростком, он уже был довольно-таки юношей был, взрослым. И вот этот вот взрослый юноша Авраам, он, короче, вот, кстати, тебя Ибрагим зовут, вот это вот, ты его имя носишь, вот, короче, вот он пошел в землю обетованную 29 лет, он прожил 175 лет. Авраам прожил ровно 175 лет. Во времена, когда Авраам пришел уже в землю обетованную, Ной еще был на тот момент живой. Ной прожил 1000 лет. Ной прожил 1000 лет, чтобы вы знали, практически. Немрод прожил около 1000 лет. Ною было, когда он уже пришел потопа, ему было 300 с лишним лет. 300 с лишним лет Ною было, когда он на корабле, когда спасся на потоп. Тогда другое летоисчисление, люди жили очень долго. И не старели. Да. Слышишь, пишет этот чистый лист. Да, я вижу, я смотрю вот на это все, короче, то, что там творится. Короче, если что, у нас здесь не пропаганда, да, вот этого дела, просто Бабель рассказывает согласно предписаниям, да, вот. История антропологии. Кстати, ислам же признает. Не написано у нас это такое. Потому что научно все, что вот это рассказывается про Ноя, оно невозможно абсолютно. И вот такая история у нас нету ее. Они считают, реально, Ибрагим, вообще, что это правда. Это такая существующая, скажем так, тоже легенда, да, параллельно. Это другой разговор. Да, это научно. Что значит это такая история тоже, она существующая? Что значит она существующая? Я говорю, как Тора описывает. Подожди, без разборок только, аккуратно. Смотри, с точки зрения науки, потоп возможен, но Ибрагим, я говорю, как Тора описывает, и все. Я говорю, как Тора описывает. Я поэтому говорю. Я от себя ничего не придумаю. Ты говоришь про реку Терек, Терек, да, ты якобы связь, где у нас это регион, у нас связь такая есть. Это послепотопный регион, где обитали люди первые. Смотри, он такой вывод делает, Абрамом, это можно 10-е поколение. Трактуй. Это можно отдельно оспаривать. Я просто что хочу подчеркнуть, вот то, что там, скажем так, легенда, да, вот эта, которая предписана, она не сходится с научным, потому что всемирный потоп невозможен. И тогда вообще для людей мир где был, где цивилизация обитала, да, то есть вот в этих местах, откуда у нас остались... Вот здесь люди пишут, это из Талмуда, это не Талмуда, Ветхий Завет, то, что называется Вечный Завет, это из Вечного Завета, это не из Талмуда. Да, окей, поэтому вот этот потоп, который какой-то происходил, он происходил на территории, которая передает эти предания, да, там дальше. То есть там какой-то поток. Для них это всемирно был. Потому что это был их мир, да, там. Город такой... Если с точки зрения вот этой генеалогии, там, я не знаю, науки, короче, вот это изучение ДНК, там абсолютно не сходится это, потому что там десятки, сотни каких-то, как с материнской стороны митохондриальные вот эти линии, так и с отцовской стороны Y-хромосом, вот это вот, там получается на тысячи лет вообще, на десятки тысяч лет расходятся вообще люди, вообще они разные, далеко друг от друга стоят. И да, есть такие, как это называется научно, которые проходили через горло, бутылочное горлышко. То есть какие-то группы людей, которые остались от прежнего какого-то... Ну, это твое личное, Ибрагим, это твое личное мнение. Научно. Я научно имею в виду.
Да, научно. ну я же учился, брат, я же высшее образование получал. Мы это тоже все это понимаем и знаем. Я знаю, но там сейчас просто меняются. Годы, которые пишутся, годы, которые пишутся день, который пишется в Торе. Ты знаешь, за сколько это считается по-нашему? День Нет, Торе. смотри, вот по мере вот этого сейчас изучения ДНК, просто там новые есть вообще данные, понимаешь? Поэтому... Да, я знаю про новые данные, тоже нашли знаю. трупы, говорят, которым миллион лет, кости каких-то людей древних. Миллион, ну сколько-то там. Не, но это не по Торе миллион лет. По Торе они другого возраста. Труп не может быть миллион лет трупу. Труп. Не труп, а какие-то останки, я не знаю, там где-то находились. Ты же про динозавров говоришь, здесь было... Окаменелость. Да. Смотри, ну, вот эти это вот окаменевшие динозавры, их, скажем так... Вот этот углеродный анализ, которому подвергают сегодня... Мумифицировали их армяне, вот эти динозавры. Послушай, этот углеродный анализ... Как леди, армяне придумали, короче, да? Нет, знаешь, этот углеродный анализ, которому сегодня подвергают все, что находится под землей, послушай, он не имеет, во-первых, никакой основы считаться правдивым. Почему? Потому что, во-первых, под влиянием воды, солнца или какой-то почвы влажной, или, допустим, имеющей какой-то минерал специальный, который он разъедает там это, они имеют разные виды возрастные это запутывает. Это вообще никто еще не научился на Земле. Все вот это то, что называется наука, она ничего не научилась точно определять, допустим, кроме свежих трупов, вот, которые вот сейчас только умер, Подожди, вот его ты, убили. брат, извини, ты хочешь сказать, что вот эта вся история, то, что был 5000 лет назад, до него не было, после потопа жизни уже не было... Скоро 6, брат, не 5000, уже скоро... у нас знаешь, какой был был? армянином, смирись с этим. Он не был ни чеченцем, ни армянином. Он был, этот человек, Ной, говорил на иврите, чтобы вы знали. Он не было национальности тогда. Это называется ветер пророков. Евреи молодцы. Всем свою... На армянском шпрехом. Подожди. Ругаться не будем здесь. Мартин, а тебе что, как бы, первый хочется поругаться? Придумали историю, всем да, нет, это первый армянин, как бы. Ну, подожди, ты слышал, кстати, эту тему? Даже не про они же присваивают себе, мы потом... Намного раньше было, до Ноя еще. Нет, вы сами говорите на горе Арарат, а мы там... Что говорите? Я поэтому говорю, когда причаливал Ной на этом своем ковчеге, армяне встречали, когда парковался. Не так. Когда Ной причалил, от нас потом пошла жизнь. Мы есть Ной. Мартин, если бы Ной бы сейчас услышал, что ты сказал сейчас, Мартин, если бы Ной услышал бы сейчас то, что ты сказал, он бы очень громко смеялся. Понимаешь? Я уже запутался. Это интересная история. А папуасы Новой Гвинеи и туземцы Австралии знали о вашей этой истории? Наши дальние братья, понимаешь? Понял, у вас все как у армян, короче, да, все от вас. Дальние. Не, подожди. Это я не согласен. Армяне встретили ковчег. Слушайте, тут, смотрите, Бабель, он расселили всех слонов, там этих тигров, короче, кроликов всяких, зверюшек. Бабель чеченец. Ной говорил на древнем иврите, говорил. На древнем иврите, потому что первый специально гостиница там была возле Арарата. А можно задать вопрос? Для животных. Можно я задам вопрос? А есть ли какая-то информация, вот я как-то слышал одного еврея, с кем я дружу, что якобы где-то написано в Писаниях, что Авраам, когда хотел принести в жертву сына, к нему пришел ангел и сказал какую-то непонятную фразу, которая звучит «мабука». Это правда? Нет, нету такой фразы. Ангел, не армянин пришел, а ты, я думал, сейчас скажешь. Неправда. А еще он мне говорил, что когда он ругался с отцом, что это он прям сам читал на иврите, что там есть такая фраза, как «то галата азара».
А что это? На каком языке это? Красавчик. И что якобы они не Ибрагим, знают, ты красавчик. что Я тебе якобы все... они не знают, что Я якобы тебе они говорю, не знают. Ибрагим. Так я Ибрагим, сейчас ты хочу, счастливый человек. я сейчас по сути тебя троллю, я просто сейчас хочу тебе показать, как смешно ты выглядишь, как смешно ты выглядишь, потому что эти речи говорят чеченцы, которые говорят, что Ибрагим Авраам разговаривал на чеченском навском языке, что Тогалата это означает удар бога Азара, а Мабука это значит ма, стой, бу, есть ка, баран. Поэтому все это чушь собачья. И он там сказал, пал мобиц, а ты адол, короче. Пал цакегош. Ладно, это шутка. Мы сейчас здесь какие-то научные эти факты не пытаемся. Ты считаешь, что мы... Подождите. Война. Мы сейчас тут ни в коем случае не пропагандируем, не миссионерством здесь никто не занимается. Бабель просто нам рассказал, вот как по Торе это приписано, и некоторые от себя выводы сделал. И все. Просто... Не от себя. Я говорю вещи, как называются своими именами. Я про терек там, про вот, не знаю, в Торе же нету, что это терек. Первое поселение после потопа, которое вот после Арарата, вот это, которое, когда они высадились, первый город, который описывается, его закрыли стенами и собрали там людей, где Nimrod воссел. Его назвали этот город Асир. Асир. И этот город называется... И у индусов Писание есть намного древнее этой Торы и рассказывает совершенно другую историю. Освобождаешься. Смотрите, чтобы сейчас бардак у нас не получился, мы здесь ни в коем случае не пропагандируем ни Тору, ни Библию, ни какие-то другие свитки, ничего. Просто Бабель здесь это объяснил. Я сразу же говорю, что научно эта легенда, она... Это не легенда, это истина. Ибрагим, докажи, что это не истина, то, что я сказал. Ибрагим, докажи, что это не истина. Также мусульмане говорят, докажи, что... Подожди. Я не хочу твою истину, оспаривать. Мне нравится, что у какого-то ты народа докажи, есть... что это не истина. А ты докажи, что это не истина. Зачем? А где тебе вообще запрещено им это доказывать? Зачем ты это доказываешь? Если ты еще и еврей, как бы еще и веруешь. Ребята, я согласен, подождите, не перебивайте. Добро пожаловать в... Не перебивайте, мне нужно объяснить, что у меня на канале происходит. То есть я здесь не пытаюсь какие-то чтобы религии миссионерствовали и так далее. Просто здесь кто-то рассказал историю, либо свое религиозное там предписание какое-то, но мы как бы здесь не пытаемся это пропагандировать, и с точки зрения науки я говорю, что там есть как бы огромные дыры. И это не для того, чтобы там чуть-чуть... Ибраим, мы с тобой гои, и наше мнение их не интересует. Так же, как и тебя. Свободнее. Что ты зашел фиту заводить? Ах ты антисемит. Да. Ты что, забежал так, сначала так, потом по-другому, сейчас фиту заводишь, да? Подожди. Здесь я по себе знаю, братан. После того, как они меня объявили евреем, я по себе знаю, как они евреев любят, короче. Я смотрю, последнее время много выявляется. Смотри. У меня очень близкие друзья евреи. Ближе у меня очень мало евреев. Ну а что, если у тебя были бы друзья евреи, ты так не говорил, мы гои. Я говорю правду, как есть. А потому что твой друг никогда не мог такое тебе сказать, что ты гой. Если у тебя сам, что ты гой... Я дальше говорю. Смотрите. Они даже меня отторгли, родного чеченца, который не имеет ни по отцу, ни по матери, ни одного... Я сам вот здесь, как бы сейчас админ, да, вот в данном чате. Поэтому кто там евреев какими-то считает, или кто-то там гоев, не гоев считает,
эти разборки я здесь как бы не приемлю. Меня здесь никто ни гоем, никаким ни этим не считает. Я нормально могу с людьми ладить, общаться. И вот эти разборки давайте Но тормозить. то, что долма это армянская, ты это понял сегодня? Скажи Нет, мне, Ибрагим. Ибрагим считает, что мы в шкуре ходили, походу. Мы обезьяны. Не, шкура только потом появилась. А Толму придумали в шкуре. Ибрагим, да? с твоего позволения, если можно, да, Ибрагим, сейчас, секундочку. Я тебе Да, больше да. скажу, что я себя тоже гоем называю, да, вот, и Бабил себя гоем называет. Только там есть маленькая ремарка, как бы, мы еще кадош добавляем, ну, якобы избранный. А то, что ты сейчас начинаешь заходить, там, вот, я гой, да, ты гой, как бы, да. Гой это опять. слово народ переводится. Если я Гой тебе это говорю переводится это на народ. иврите, как бы, то ничего в этом плохого нет. Да, как и Да. кафир, утаивающий. Ну, Это не Не, Чего утаиваешь? не кафир. Не кафир. Это не такое. Чё кафир? Я вам говорю, я чеченец, я вас обманывать не буду, я вам говорю как есть. Гой это переводится с иврита. Ну, секундочку, народ. Бабил, Просто Бабил, народ. да, секундочку, Вот дай Авраама договорю, называют пожалуйста, Гой еще раз. Кадош. Авраама в Торе называют Гой Кадош. Святой Это Гой. святой народ. Так Святой про нас и народ. написано, что мы гои. Мы тоже себя гоями называем. Ну, не Вы важно, разговор не об святые, а этом. мы нет. Не, Ну, он, типа хорошие он были, я секундочку, понял. не, подожди. Фантомас, секундочку, да. Ты сейчас дал определение, якобы, как и кафиры. Кафиры, если у нас это должно быть как у кафиров, это значит, я к тебе должен приходить, тебе говорить, и если ты не будешь таким же, как и я, тогда ты кафир. А ты где-то в иудаизме, такое видел? Не надо меня только рассказывать. Я очень Нет, что хорошо тебе рассказывать? об иудаизме, братан. Так что Так, не надо. подожди, тебе хоть раз твой друг пришел, Не тебе сказал, раз, что должен быть евреем? не раз я не видел, чтобы евреи приходили, навязывали свои какие-то идеологии, ставили наши какие-то, наш самобыт ниже чего-то, там, под сомнение. Вообще ни раз не было такого. Поэтому вот эти, Евреи, как которые... и другие народы, разные Да, бывают. вот бывают. эти, которые распространяют со времен совка какие-то вот эти пропаганды, они нам не интересны, мне лично не интересно. Коротко и ясно. Там Гой евреи- это другой народ, другая Вы народ. святой народ, а мы просто, да. Нет, ну Слово ты первый само народ, слово хорошо. Видишь, Я могу видишь, сказать, что что Гой решил. армянин Само слово видел, Гой это народ переводится. Гой видел, это как народ. армянин масло подлил резко в огонь. Мартин, соляры подливаешь термично, да? Это в антисемитских, Просто, да, а не святой. это в Я антисемитских говорю, во что всех вот этих все- вот Когда журналах, Ной они... парковался у Арарата, там его встречали армяне. Вот этого достаточно. Не, ты самую главную... Потом ты самую расселяли глав- всех Ты самую зверей. главную историю. Ты самую главную историю не знаешь. Ты знаешь, что когда Бог создал Адама в раю, Бог Адама в раю, когда создал, Адам, короче, вот так вот в раю по центру рая вышел, проснулся, вышел, да, из этого состояния, то есть он созданный сейчас, он вот так вот посмотрел и видит, услышал музыку. Смотрит, посмотрел в сторону музыки, короче, и смотрит, там под пальмой сидят на кларнете, там на барабане, все дела, там короче, играют. И он говорит, о боже, говорит, кто это? Короче, я не одинок. Он ему говорит, откуда я знаю, брат, говорит, когда я сюда пришел, они уже тут были, говорит. Это армяне были, там сидели, играли, короче, под пальмой когда. Да, 100 пудов. Бог, я тебе говорю, Бог, когда пришел в рай. Чеченцы тоже сидели. Да, мы вместе с чеченцами там сидели. в то Да, время. да. Подожди, у вас вот эти дудки как называются, которые музыкальные? Дудук. Дудук? Ага. Да. Знаешь, как на Луну, когда первый раз полетели, братан, там уже армянский Армяне? флаг стоял. Да, там уже армяне были. Да, и... Тоже армянин, не беспокойтесь. Интересно это все. Честно, очень приятно слушать, Бабель, этот рассказ, клянусь. Мне интересно. Я пытался вот подловить, никак не мог тебя. Ты от кого родились, если женщин не было? Вот, например, Арцах. Как переводится с иврита Арцах? Ты знаешь вот это вот, как переводится? Как? Нет.
Это древнее название, мы назвали это место, когда еще во времена Шушана, я тебе говорю, Шушан, когда был это, вот, когда отделились. А я говорю, вы это есть территория. колено потерянное в Армении, растворилось этих евреев. Когда мы его назвали Арцах, это называется гора приятной свежести, такой, когда свежесть, мы называем Авир-Цах, Йом Цах, говорим, хорошего, свежего, приятного дня, приятности, гора приятия, вот этот вот сад, который там был, вот это Арцах, вот эти сады. Мы назвали это... Да. А ты знаешь, у чеченцев есть село, Сейсан называется, а в Японии, на Окинаве, у каратистов есть ката, который называется Сейсан. Короче, да, окинавцы конечно. Это чеченцы, братан. А Маваши Гери, ты знаешь Маваши Гери это на каком? Ты мусульманин, Фонтанас. Мамаши Гери, это уже русские, короче. Да, любое слово, брат. Мы ваши. Не, Маваши это мы ваши. Мы ваши Гери. Мы ваши Гери, короче. Мы ваши Гери. Мы прозелиты, те, которые перешли в иудаизм. Арцах, короче. знаешь, что армянского как переводится Арцах? Арцах переводится как кузница орлов. Вообще. Кузница Типа оттуда, да, всякие там войны были такие, короче. Но мы же с чеченского переводили, как ухо будет, как слух будет, да, вот, допустим. А потом как? На этом... Ну, мы же переводили, на вашем вообще это голубь означает, понимаешь? Да, голубь да, как на вашем? Уж, да. На горско-еврейском это ухо, понимаешь, там, на древнемидийском, да, вот этом старом языке, вот этот урарту, который был там, на урартийском. Кстати, Джуур тоже это ур. Как ни крути, брат, как ни крути, да, мы имеем такое отношение ко всему, что сегодняшний день да, есть. Арарат. А что означает Арарат с иврита? Арарат. Гора ковчега переводится. Да. Вот в мире все, что есть, мы, евреи, армяне, чеченцы, мы имеем большое значение, внесли в этот мир греки. Мы автохтонный. Это наша земля там. Это мы автохтонный народ этой земли. Цивилизация, брат, в этом мире. Цивилизация. Понимаешь? Короче, мы будем мыми, а они ними. Если что, не обижайся. Я против евреев ничего не имею. У меня друзей много евреев, очень близких. Я на что обижаться, братан? Ты же ничего такого не сказал, братан, про евреев. Они тоже так постоянно смеются, вот это все. Да, когда они начинают это все рассказывать. Ты язычник, Фонтанас? Ты язычник или мусульманин? Нет, я верю в единого Бога. У нас его называют Дева. А, ты Дева. Дева. Души. Бабел, можно один вопрос? Я вижу, что ты где-то что-то читал. Где ты читал и что ты читал, эти люди знают насчет Каабу. Там написано насчет вот это месте есть Кааба. И второй вопрос. Ты знаешь, где на самом деле остановился Ибрахим, его конечная остановка, где он? Да, это место по Торе является, он называется Мараш-Хура. Мараш-Хура, она переводится Мара. Почему ее назвали? Когда евреи из Египта вышли, они шли по пустыне. Не вот это Синай, который принято называть Синаем сегодня. Они зашли, вот это вот, было камышовые такие проходы были там, как тебе сказать, мель такая была на территории Египта, огромные территории, короче, были камышами, заросли росли. И были вот этот, который в море выходили. Вот это море, которое они вышли, раскрылось, когда... Они перешли на Аравийский полуостров, написано. Вот этот Аравия, сегодня то, что принято называть Аравийским полуостровом, это и есть, называется на самом деле настоящий Синай. И гора тоже там, где получали Тору, она находится на той стороне, а не где сегодня принято называть вот это Синаем. Короче. И вот эта гора описывается, вот это место Мекка, где была Мекка, там написано, что Мараш-Хура, они когда... в пустыне захотели пить воду первый раз, когда они вот вышли, перешли на эту сторону. А это как раз Мекка находится, и Медина, они находятся на побережье Красного моря. Понимаешь? И они, когда заступили на материковую часть, выйдя, короче, из моря, короче, когда море раздвинулось,
По Торе я рассказываю, это не то, что там для некоторых это сказки, там, воспринимаете как быль, небылицы, называйте это там разными словами, понимаешь? Это называется агада. У нас это называется агада, переводится с иврита как сказ. Переводится это вот то, что описывается выход из Египта, называется сказом, то есть в Библии. Этот сказ, он переводится агада. Дословно переводится как сказ, сказка. Сказка переводится о выходе из Египта. И вот там было вот... Которую ты указываешь, и то, что там Мекка, там где-то расстояние около Мараш 2000 Хура, километров. я тебе объясню. Они нагнулись над этим. Там был как водоем. И вот это вот на место этого была вода. И они оттуда хотели испить. И потом увидели, что вода черная, это как нефть сама прорывалась через этот, бывает, да, вот эта вот черная нефть. Она была с привкусом горьким. И слово они дали этому месту мара. Мара от слова мар. От слова мар. Написано, что при выходе из Египта они туда вот пришли в это самое место. И вот на этом месте первые евреи там, они как бы вот остановку первую, которую сделали, это было вот это место. Они думали, что там будет нормальная вода. А потом Моисей взял палку свою, туда вот этот посох, и ударил этим посохом по вот этой воде, и эта вода стала вдруг пресной, что ее можно стало пить. И они напились. И потом пошли дальше путь уже после этого. Они 40 лет были, ты не забывайте, что 40 лет они шли по пустыне. Вот эта первая остановка, это было вот там. Вот где вот это вот Мекка. И вот это сегодняшнее это место, оно не является ни от Адама, оно не является ни местом ни от Адама, ни от Авраама. Никто там не строил никакое-то. Там было место, когда они вышли из Египта, ритуалов, там жертвоприношения. Местные племена там, которые находились, они верили в Хубал, да, вот этот вот Аллах, там то, что это их, вот это вот божество Луны, бог войны. И у него были дочери, разные племена, имели разных богов, помимо этого еще. И он, в конце концов, после войны между вот этими кланами... Я понял, мне просто было интересно. Это описывается, вот где это описывается, ты знаешь? Где это описывается? Пешком на лошадях, на верблюдах ездили. И ты знаешь, где это описывается? Где? Ты знаешь, где это описывается? Вот то, что они... Как вот Аллах взял верх среди всех остальных племен. Вот этих вот, то, что мы называем сегодня пустынные племена, вот эти Курайша, там, вот эти все, которые были там, понимаешь? Вот эти все множественные племена, они между собой имели конкуренцию на это место. Там был как жертвенник, короче, на этом месте. Они туда приходили делать жертвы. И вот это вот помещение, которое они туда построили, они туда своих вот этих идолов складывали, короче, туда. Они все туда делали паломничество. Это еще было задолго до ислама. И вот это вот все эти моменты их культуры, они описываются у кого? Ибн Исхак. Это Сира Ибн Исхака, если вы берете, вот, допустим, да, и который потом Ибн Хашим, который потом отрезал от нее очень много ненужных вещей, которые доисламских, которые некрасиво выглядели для ислама, как единобожие. Понимаешь? И вот для того, чтобы возвести этого Аллаха, последнего идола, который Курайши выиграли, всех остальные племена, у них был именно Аллах ихним главным этим. И вот эти три дочери, которые он сперва поначалу он их принял, Аллата, это там, короче, как их называли, еще две имени, короче. И вот эти вот дочери он это принял, и, короче, потом сам же от них, потом уже их тоже отказался, от этих вот троих дочерей. И оставили только вот этого Аллаха, короче, и все. Вот это вот начинается зарождение ислама. Это вот уже Ибн Хишам, он полностью уже рассказывает обо всех войнах, обо всех вот этих вот доминировании, какое племя потом выиграло, откуда суфисты, он рассказывает, появились, откуда это еще до исламские племена, которые между собой там некоторые взяли направление такое, как суфизм, некоторые взяли направление такое, как шиизм, некоторые взяли это все, мы называем это в Торе, называем ишмаилизм. Это все от Ишмаэля, который вот эти вот там Агарь, его мать, вот это вот то, что вот Ишмаэля мать, они когда туда вернулись, они из этих племен были. Понимаешь, она была египетская вообще принцесса. Его мать, это Агария, она служанкой была или кто она была? Египетская, она была породословной, она была египетской принцессой, а у нас по Торе говорится, что Египет, верховная часть Египта, фараоны,
они владели, у них все было на магии там, все, там несколько видов было, много божеств было, и у каждого, как вот в мифологии греческой, который там Зевс, там это, туда-сюда, у них тоже вот так вот. Там была вот такая вот личность женского, там были женский пол богини и были мужского пола. И вот она, царица вот эта вот, короче, принцесса, точнее, не царица, она была принцессой из рода фараона. И Авраам был уже на тот момент царем. Он не просто был там какой-то хозяин какого-то маленького племени, там, который там баранами там, короче, пасли. Это народ был, который он вывел уже там, потому что он пришел уже в место, где были Шам, то, что называют Шам. И вот этот вот жил там уже Эвер. Они уже там проповедовали единобожие. Вот это Авраам уже проповедовал и пришел туда уже к единобожникам, которая шла еще от Ноя. То есть эта вера, она идет глубоко-глубоко в рай. Первая книга, которую написал Адам, первая книга, которую ангел Разиэль спустился, обучил его языку, написано. Как написано, я говорю, опять же, как учит Тора. Тора описывает то, что Адам написал первую книгу Разиэль. Эта книга является частью нашей Торы по сегодняшний день. И потом есть книга, которая идет от Ханоха. Потом от Ханоха идет Ноя книга. Книга Ноя называется книга ангела Рафаэля. Книга Авраама называется книга создания, книга Ицира. И вот эти вот, все эти вот периоды до того, как Тору получили на Синае, и потом все эти собрания вошли в Тору, предшествующие. И спрашивают люди, а что было до Торы? До Торы уже Талмуд, вот этот вот, люди думают, что Талмуд это позднее образование. Неправда. Были мишны. Эти мишны предшествовали Талмуду, они уже были на таком уровне, их заучивали наизусть. И ее называют устная Тора. Она предшествовала письменной Торе, которая это есть. И все вот эти сказания, все эти, которые там эти есть, они заучивали с 3-летнего возраста. Вот такой был адат. С 3-летнего возраста уже обучали детей, для того, чтобы они не потеряли, чтобы у них память развивалась. Они обучали Талмуду уже вот этой вот мишне. До того еще как получили вот эту вот Тору, которую сегодня мы называем вот эту веру принимает, или кто родился евреем, его называют Вечный Завет. Мы не называем ни в коем случае на нашем языке, мы не имеем права называть его Ветхий Завет, потому что это как говорит о том, что типа этот устарелый, короче, там, что он ветхий. Понимаешь, у нас не говорят Ветхий Завет на Тору. Мы говорим, это Вечный Завет, называем его. И вот этот вот Вечный Завет, вот этот труд Авраама тоже туда вошел, Берешит. Вот этот вот и книга, это часть из создания, короче, книги создания, Ицира, то, что мы называем, книга создания, творения. Это уже Авраам написал. И вот это там, это было немножко выше Дамаска, там на границе с Сирией сегодня этот город остался, его Харун называют. Он не шел откуда-то из Персидского залива, Авраам, через пустыню. Он шел от Кавказа. Вот это вот я еще раз объясняю, почему я говорю, все названия, которые на Кавказе есть, вот эти древние, почему они названы на древнем языке, на иврите, почему мы их в Торе так и называем, почему они так названы. И по сегодняшний день эти имена так и закрепились и остались. И люди даже не знают, вот, допустим, река. Река идет вот она точно так же через Чечню проходит, и через Дагестан. Терек называется. Никто даже не знает, почему эту реку назвали Терек. Вот возьмите один народ, который вообще знает ее перевод этого названия Терека. Никто не знает. Там множественные народы живут, но евреи знают. Это в честь отца Авраама. Отца Авраама, алейхи салям, его звали Терек. Его имя Терах было. Это его настоящее имя. Это в честь отца Авраама назвали. Был такой даже поселок, где первое поселение, вот его отец жил, до того, как он спустился ниже по вот этой вот части, которая прибрежной части, они спустились, вот это вот остановились, где Дербент, вот этот район. А до этого, до того, как они в этот район попали, вот этот, где Немрод уже этот царь был, там образовал вот эту общину из первый населенный пункт, который на земле был после потопа. Был еще до этого предшествующие были маленькие поселения в разных местах. Вот так вот они расходились по разным точкам по миру.
И вот это там был именно, где отец Авраама, где Махачкала. Сегодня вот этот вот Тарки поселок есть, Тарки, вот этот вот. Примерно в этих вот, его древние есть там еще старое поселение, они построили уже там строение, там уже это, уже понимаешь, уже как бы нету, там пещера была на этом месте. В горах была такая, как пещера вглубь. Ее уже давным-давно, там уже ничего нет, там уже разрушили, там это, понимаешь, там уже все, ничего не осталось. Очень сильно изменилась география этих мест. Там была такая, как пещера, Да, да. говорят. Вот там про отец... Там про Я отец слышал Эдуард. этот рассказ, я слышал. Но я думаю, ну что я читал, там было написано, что Ибрагим остановился в Месопотамии, вот это, где это есть Ирак, вот там, в этом территории. И что он не был... Месопотамия – это обширный регион, это не просто территория, это обширный регион, это все, что называется Междуречье. Понимаешь? Междуречье. Его так называют. Междуречье между Тигром и... Раньше Ирак называли. Вот это между Тигром... Ирак. Какие реки? Что за междуречье? Междуречье переводится между реками. Какими реками? Тигром и Ефратом. Понимаешь? Ефрат идет от самих Кавказских гор. Его он истекает, если вы знаете. Он еще зарождается. Тигр, не знаю, но Нил и Ефрат текут с седьмого неба из-под трона Аллаха. Да, это по исламу. Но здесь у нас утверждается, что эти реки зарождаются там, где вот примерно, где гора Арарат. Они оттуда идут и уже начинают уже заполнять вот эти вот все их истоки, они идут оттуда, они уже идут ниже, и так они попадают уже на территорию. Вот одна сторона, то, что называется, вот сейчас вот где Шам, они идут в Шам, вот Ефрат, а Тигр, они уже спускаются туда, там уже где Ирак, там уже где Ближний Восток, вот этот вот то, что называется Ираном, Персидский залив, он туда выходит. И он распространяется на многие, у него полоди есть, на многие рукава, он там создает такой микроклимат, где раньше там было выгодно селиться для того, чтобы делать посевы, там, заниматься агрокультурами всякими, понимаешь, там все такое. То есть эти реки питали, да, людей. То есть люди же селились на берегах этих рек, потому что они рыбу давали, они то давали, они там воду давали, можно было сельским хозяйством заниматься, деревья сажать, фрукты. Так цивилизация распространялась. И вот этот вот, именно вот то, что от Нила до Ефрата Авраам правил, эта территория от Нила до Ефрата. Ефрат. То, что между этими территориями, это называется земля обетованная. Это то, что нам Господь Бог даровал еще до того, как Иаков со своими сыновьями, 12 сыновьями, там, сыновьями, которые потом народ Израиля от них произошел, он с ними вместе спустился в Египет, где один из его сыновей уже был там на месте фараона. Он как бы был его главным казначеем, а фараон ничем сам не занимался. Он как бы правил Египтом, короче. Вот этот вот ребенок, которого там они, братья из-за зависти, короче, хотели избавиться от него, там туда-сюда, там полностью в Библии описывается весь этот процесс, как это получилось. Но они потом пришли, потом они поняли, потом они раскаялись, У нас есть такой прикол с Рубаем. Да. Короче, чувак рассказывал постоянно историю вот этом Иосифа, или кто, Юсуф, которого братья скинули там куда-то в колодец, короче. Ну, он выжил потом, стал этим Да, царем, так и было. там, короче, Да. да, и у нас такой прикол. Короче, Юсуф. Чувак на каких-то мероприятиях всем рассказывал. Все садятся, и он знает эту историю, и все ему говорят: брат, расскажи эту историю. И он начинает рассказывать. И получалось так, пока он рассказывает это все хавают, короче, на него смотрят. И в итоге он уже, когда дорассказал, там за еду что-то берется, и нифига нет уже, все схавали. Все схавали, в очередной короче, раз, в очередной раз он приходит, короче, на такое мероприятие, ему говорят: давай, рассказывай. И тот: да что рассказывать, короче, там.
этого Юсуфа, короче, скинули в колодец и вытащили оттуда. Ничего такого. Раз, короче, ложку, вилку свою взял и хавать начал. Да, и вот от него тоже происходит двое сыновей, которые присоединяются к 10 коленам, и бывает 12 колен у Израиля. Вот от этого Иосифа, который в Египте. За то, что он пострадал, его Яков... Смотри, мне было интересно, вы не знаете, а арабы знают. Вот буквально от Каабы 20-21 метров. Вон там он сидел, вон там он своего сына оставил со своей матерью и ушел. Не. Понимаешь? Там не жил. Это огромная разница в расстоянии. Там, где жил Авраам на самом деле, во времена, и где Иосиф, во-первых, Иосиф живым не вернулся с Египта. Иосифа привезли из Египта уже, когда он ушел в мир иной, его привезли и похоронили на территории, где сегодня находится Шхем. Вот, как это получается тогда? Как это получается? Вот миллионы люди туда едут, платят, все это делают. Вы, это я знаю, что от вас переписано много. Есть такая все древняя... молчат. Я тебе сейчас отвечу. Я не хотел заходить в эту тему. Да? Я немножко уклонялся от этого. Но ты мне не оставляешь выбор. Что такое Кааба? Почему она переводится как Кааба, да? Вот это Кааба. Это на древнеарабском языке, на древнесемитских языках. Тогда даже вот у армян, даже у тюрков, даже у арабов сегодняшнего, да, это называется как лона, да, вот у женщины бывает вот это вот то, что мать, вот эта прародительница, да, вот это плодородие, короче, да, вот как вот это вот плодородие. Матка типа. Да, матка, да, вот это вот. Она называется, например, в тюркских языках, она похожа с ивритом некоторых этих, короче, она называется как ам, это ругательское слово нельзя произносить, а у арабов она называется каба, она называется, это лона, слово лона на русском языке. Вот это лона плодородие, вот это вот то, что они богиня плодородия их, она являлась еще и богиней смерти. То есть она являлась и той, которая смерть берет, забирает, и которая порождает. То есть она же и рождает. У них такое поверье было. Это древний египетский культ являлся. И назывался он в Египте, у нее было название, помимо того, что этот... А у этих племен, у арабских, вот, которые там жили, вот эти вот племена, каиниты, мы называем их каинитами, племена Каина, от Каина, которые произошли. Почему, я тебе скажу, от Хама, опять вот это я начал про рай рассказывать, вот когда вот, не про рай, а про ковчег, когда был Хам, и у него была дочка, у Хама была, точнее, жена, которую он взял на корабль. Она была, вот эта вот жена Хама, она была из вот этих вот племен Каина. И от Хама произошли, и нее произошли вот эти племена каиниты, которых их называют каинитами. Потом Nimrod их приблизил к себе и дал им вот эту свою веру, магию черную, вот эту вот, то, что мы называем это Тарбут Ароа. И где это описывается в Торе, где Исав, брат Яакова, когда Ишмаэль, именно вот этот вот Измаил, короче, пришел, вернулся после того, как он со своей матерью ушел, и потом перед тем, как Авраам состарился, уже совсем вот уже был старый, он перед его смертью, он вернулся со своей матерью туда опять в общину, и он начал приобщать детей Якова, то есть внуков Ицхака, своего родного брата Ицхака по отцу. Он начал его приобщать, одного из этих вот внуков из дома Яакова берет, вот этого вот сыновей Исава, и начал он его приобщать к этой вот вере. И это у нас называется не вера, все, что является не божественное, не единобожие, мы называем это тарбут. То есть сегодня это в сегодняшнем современном иврите, это называется слово тарбут, используется как просто культ, культура, культ. А на древнем языке это именно культ звучит. То есть это культ зла переводится. Тарбут ароа. И вот этот культ, древний культ зла, который мы его так называли черной магией, которые все эти вот древние черные маги, которые идут еще от Каина, то, что мы называем. Каин – это их патриарх, каиниты.
Вот именно оттуда, по этой ветви, они и прошли вот эти вот, и через вот эту вот жену Хама, и потом Хам был проклятый тоже. Он восстал, он как бы был мятежником, он поэтому потом восстал против своего рода, против своего отца, он надругался над своим отцом, когда он был, спал пьяный, выпивший вина, короче. И этот Хам, он был черный, почернел, черного цвета. И вот эти племена, все вот эти каиниты и от этой вот его жены, они, которые произошли, мы их и называем ветвь Каина. И они унаследовали вот эту темную веру, они приносили жертвоприношения. И у них был вот этот вот, то, что сегодня принято называть, это Хубал, вот этот вот бог луны, бог войны, бог вот это вот. И в Торе описывается это как Тарбут Ароа, культ зла. Мы его так обобщаем, общий, называем его как культ зла. И он существует, этот культ зла, и эти каиниты, это древняя вот эта масонская вера, вот эти то, что они над людьми издеваются, они их приносят в жертву. Это все, мы в это верим, и существует, и в Торе это тоже описывается. Что есть вот такие вот эти последователи, которые оторвались от истинного пути, дошедшие с прямого пути мы их называем, сотим. И оттуда идет название сатан тоже. Вот сатан, шайтан, да, слово шайтан, вот это идет сатан, он идет именно от этого, отклонившийся. То есть мы называем слово сатан, это отклонившийся, то есть ушедший в сторону от прямого пути к Богу, божественного пути. И вот это Если вот... у нас переводить дословно, сеттан. Да, сеттан, да. Всех приветствую. Скривленное. Извиняюсь, что Искаженное. перебиваю. Можно вопрос? Да. Вот, Бабель, тебе насчет терика. Можешь повторить, что ты говорил? Что это значит терик? Это отец у Авраама был дядя, Фара его звали. Фара. Не просто значение. И был отец у Авраама, был отец, алейхиссалям, его звали Терах. Он, который вот идол, который разбил Авраам. Хорошо, смотри, я тебя понял, я услышал ответ. Вот здесь сидят чеченцы, ты говоришь, вы знаете, что значит терик? Вот непосредственно они там живут рядом с териком и ничего не говорят. А я тебе отвечу, терик – это тюркское слово, река на тюркском. Это слово терик, это орусевшее, послушай, это орусевшее, во-первых, это уже на русский переведено. Его никогда не называли на тюркском териком. Терик значит река. Послушай, тюрки они пришли на Кавказ. Подожди, один очень момент, поздно. Бабель. Я не пойму, тут чеченцы сидят. Подожди, Бабель. Это Терхи, подожди, это река Терхи, Терех, да, то, что она есть. Она называлась до того, как тюрки туда пришли. Как ты можешь теперь сейчас мне сказать, что тюрки назвали эту реку? Мне интересно, вот он заходит, говорит, здесь чеченцы сидят и молчат. Я в жизни никогда не слышал. Ты хочешь сказать, что тюрки оказались раньше, чем чеченцы, раньше, чем... в жизни никогда не слышал, что терик – это тюркское название реки, например. Это не терк, это во-первых, орусевшее слово. Это орусевшее слово. У нас по-чеченски даже терек не произносится. По-чеченски хы – это вода. Если хы говорить, то конечно. Поэтому это называлось Тархи. Тархи называлось. Вот мы и говорим теркхи. Да, мы так и говорим теркхи. Да, поэтому я вам и говорю, настоящее его название, так же мы евреи его называли. Так же звали отца Авраама, Тархи. Его звали Терех. Хорошо, я свое сказал, и кто хочет, может проверить, тогда я спушу. Спасибо. Это ничего с тюрками не связано. Эта река называлась задолго до того, как тюрки набежали туда. Это чисто Они еще скажут, что чеченцы Адам человека называют Адам, потому что это от тюрков, они тоже Адам. И это тоже будет ложь. Вот, например, мать, кто знает, как звали? Вот кто знает, как звали? Вот кто знает, как звали мать Авраама, вот, допустим. Кто знает, как звали мать Ибрагима? Где это написано? Вот в Коране. Нигде вы не найдете. Это только в Торе написано. Это только в святых оригинальных писаниях написано. Это. Все, что вот Коран есть, они брали это, вытаскивали оттуда из богословов, которые там жили, евреи, короче, там это создавали. Тюрки с приходом ислама там начали кочевать. Мать Авраама, да, я докончу. Мать Авраама звали Амальтай.
ам, я вам говорил, это похоже на это. Ам мы называем на иврите это народ. Народ более, как говорится, который... есть у нас понятие как гой. Это то, что касается тоже слова народ. И есть ам. Ам – это то, что называется по матери, который вот, когда народ мы называем, который происходит по матери. А есть народ, который происходит по отцу. По отцу, допустим, да? Вот, например, ты спрашиваешь, когда кого-то, вот какого ты народа, допустим, да, вот на какого мейза амата, допустим, на иврите, с какого ты народа. Это по материнской линии, это сразу предназначение означает к еврейской расположению, к еврейской традиции. По матери, то есть. По отцу передавалось только его титул и клан, то есть тейп. И его титул это значит, что он, если он царь или там какого-то, допустим, колена, допустим, были вот у евреев тоже были 12 колен, там, допустим, есть там коины, есть там левиты, потому что в молитвенной, и когда храм существовал, у них была своя миссия, которую другие народы не имели права делать, только на них располагалась вот эта вот сущность. И вот этот вот, поэтому гой понятие, да, и понятие ам, оно является как бы тождественным в сегодняшнем дне, да, как бы люди. А те, которые Тору изучают глубоко, которые еще изучают ее на уровне как научно, то есть антропологический, исторический и культурно-языковой как вот традиция, да, вот как говорится, уходим в корень, да, вот мы изучаем. Они знают, обычные люди, евреи, они не разбираются в таких вещах. Ты их спрашиваешь, вот, если он этим не занимался, он тебе не сможет ответить. Даже раввины. Вот присутствуют раввины, которые сегодня они распространяют перед людьми свою религию, укрепляют их в вере, короче. Они хорошие люди, я ничего не говорю, но знания у них ограниченные. Не у всех есть такие знания, понимаете, просто, которые могут разговаривать на таком уровне. Где у них есть и, допустим, на иврите человек, который изучает иврит глубоко, у него есть свое, например, название. И у него есть имя, специально ему дают, короче. Это бальшан называется. Человек, который занимается от слова лашон. Бальшан – это человек, который занимается языковым именно углублением вот, происхождения языка, именно корневой системой самого языка. Он имеет право и выстраивать потом новые слова, он имеет право создавать новые слова, он имеет право разбираться в старых словах от их происхождения, понимаешь? И все остальное. То есть это научная уже более такая... Это кафедра этим занимается. Вот еврейский университет, они как восстанавливали иврит из древнего вот языка, который был уже не совсем в традиции был используемый, да, только среди религиозных людей, которые высоко занимались ивритом. Вот они создали вот такую кафедру и восстанавливали вот этот все язык, и потом она вот так спускалась к обычным людям, и уже обычные люди ее использовали в обиходе. Вот. То же самое проблема сегодня есть и в чеченском языке. То есть ее тоже надо восстанавливать потихоньку, собирать по крупицам, по этим, вот так вот все это делать. Вот сейчас вот, например, на примере реки я вам привел, вот, допустим, да, вот Тархи. Вот у вас хи, там, допустим, это является вода. Тарх – это что? Вот на этих древних вот языках, которые даже до ивритский, вот, который вот иврит сегодняшний модерн, вот, есть более глубокий, то, что мы его называем райским, святой язык, мы его не имеем права даже ивритом, мы его не называем ивритом. Мы его называем лашон а-койдыш. У нас есть только одно название для этого языка. Святой язык мы его называем. На этом святом языке сегодняшние, кто вот эти ивритоязычные, которые здесь сидят в интернете, которые себя считают евреями, которые они знают свою традицию, знают свою культуру, они не знают этого. Большинство из них, они даже не имеют понятия. Это сейчас стало немножко модно возвращаться, возрождение идет, люди начинают приобщаться, люди начинают больше узнавать, больше информации за счет интернета, за счет этого всего. Но большая часть, они этим не занимаются. Это не является чем-то, что их больше всего интересует, понимаешь, как бы. Это еще не популяризировано до уровня того, чтобы уже все, как одной большой массы, все взялись и начали изучать. Начинают вот эти вот латиноамериканские слова вводить туда, понимаешь, там, например, на всякие эти новые вот этот иврит, которые вообще не должны. Даже с русского языка берут всякое говно, привозят там всякие ненужные. Когда у нас в нашем языке есть более хорошие, более лучшие слова для этого, для того, чтобы создавать именно даже того, что не было. Вот, допустим, есть сегодня аппаратура, телевизор, там, радио, там, это, туда-сюда. Понимаешь, это же все в иврите, все это есть, понимаешь? Это все можно вот просто брать
и создавать, вот восстанавливать некоторые вещи. А некоторые вещи просто брать и создавать из двух слов, соединять вместе, и это одно общее слово получается. Они выбрали другой путь, легкий путь. Понимаешь? И вот эти вот средства массовой информации, которые вот сейчас вот эти вот работают на телевидении, там, на этом, раньше у них был другой этот уровень посыл, они старались восстанавливать, собирали язык, а теперь у них деградация пошла. Они смирились с этим, надоело им вот эти соединять, вот эти делать новые слова, короче, и начали брать, заимствовать у русских там, у латиноамериканцев, это уже которые как бы они интернациональными считаются. И это уже не стопроцентный язык, понимаешь? Это уже не язык Торы. И точно так же понятия изменились. Вот я вам сказал, слово «культ», оно сегодня не употребляется как «тарбут». Вот это вот слово «тарбут», то, что «тарбут аро», я сказал «культ зла». Он не переводится так. Сегодня культ – это культура, просто слово «культура». Они даже не имеют понятия, что это одно и то же слово, но оно значение другое совершенно. И что это относится именно к вещам, которые являются вером, которые не являются единобожием, то, что является отверженным от Бога. То есть противоположное от добра, то есть все, что связано со злом. Понимаете? Вот это вот такого плана, как идолопоклонничество, да, там вот есть у нас Авода Зара называется, там это как бы принято называть среди религиозных, но настоящее его значение это тарбут аро, то есть это культ зла. Он изначально вот это вот был, и он в Торе есть, это слово готовое уже есть. Они его пока вытащат, пока его разберут, пока поймут, что это настоящее значение, пока это пройдут годы, пройдут то. И такого человека, который разбирается, мало кто будет слушать, если у этого человека нету большой аудитории. Понимаешь? Должна быть аудитория, должны быть слушатели, должны быть люди, которые разбираются, которые соглашаются с этим, которые не соглашаются с этим, опровергают. Это очень помогает, когда работает критическое мышление, когда сидят люди, которые не принимают все вот так вот легко. Они изучают, они подходят, смотрят, все, говорят, нет, а может быть это вот так, а может быть... Потому что это помогает прийти... в конце концов, к настоящему, к истине, понимаешь, как бы, они просто придумывают из себя, кто-то что-то говорит, и все это приняли, короче, взяли это на заметку, все, так это будет, так не должно быть. Я не согласен даже то, что я говорю, чтобы все люди это воспринимали дословно, понимаешь? И поэтому вот это критическое мышление, оно в иудаизме, оно очень сильно развито, оно и в Талмуде. И у нас Талмуд это все, это математические решения, это там развивает очень хорошо... психику, развивает очень хорошо мышление человеческое, быстрое мышление, вот это вот, как говорится, вовремя взять и создать то, что вот, допустим, до сегодняшнего момента решение этому вопросу было, там надо было годы на это потратить. Талмуд, он дает вот такие вот практики. Человек, который практикует ежедневно Талмуд, он очень хорошо развит. Вот, например, вот я вам пример приведу. Вот, допустим, Южная Корея. Южная Корея, где они и где евреи? У них Талмуд в школе, они сдают. У них это государственное, то есть это государственное, они сдают экзамены по Талмуду. Даже того, что нету в Израиле. В Израиле нету, вы представляете, в самой еврейской стране Талмуд не преподается на таком уровне. Есть Танах в школах, который раньше был, который его тоже сейчас уже начинают потихонечку, понимаешь, давить на это, чтобы как бы избирательно. Если хочешь, учи, не хочешь, не учи. Понимаешь? Ну, это в твое время. Сегодня уже нету. В мое время тоже учили Танах. Сегодня уже есть школы, которые не учат обязательно. Нету обязательного этого экзамена. Да. Да, конечно, Паша. Зомбирование. А то все думают, что, короче, евреи распространяют, да. Очень крутые вещи рассказываешь. Я кое-что знаю об этих вещах. Но... У меня дома до сих пор, чтобы ты понимал, баба, Танаховый фураж. Это отец покупал, еще чеки выписывал. Он есть у тебя, сколько там книжек, по-моему, 18, что-то такое. Это именно для учебы, для школ. Не, ну у меня тоже есть книга, просто я тоже написал. У меня PhD, во-первых, я защитил в Гарварде. У меня есть несколько направлений, которые я изучал в своей жизни. Помимо этого я занимался, и у меня профессорская степень PhD, то, что называется на английском. Это я изучал антропологию, я изучал именно на базе антропологии, я изучал ислам, иудаизм, и сам иврит тоже. Я касался как вот изучения, глубокое изучение иврита. Я написал несколько диссертаций в этих вещах. Я не просто так сижу, говорю, здесь рассказываю об этих вещах, сам от себя придумывая вещи. А на русском где ты Бабель научился? На русском языке я сам восстановил русский язык.
Он у бинойцев ТикТоке научился. научился, в ТикТоке. Да. Не, русский язык я восстанавливал по мере, во-первых, в Израиле. Общение очень много русских. В Израиль вы приезжаете. Короче, кроме чеченского, все у тебя как бы восстановлено. Ну, братан, я тебе говорю, у меня на территории вот Израиля, у меня не было с кем общаться, ты не понимаешь. Ты должен это для себя как-то усвоить. Я ребенком был. Во-первых, я еще ребенком там уже не жил. Я даже там, до того, как в Израиль переехали, я уже был где? Понимаешь, я не был в среде уже. И вы должны понять, что это вещи, когда человек не находится в среде своей, он теряет язык, он теряет все. А если человек начинает изучать, заниматься, все такое, приобщаться. Я, например, могу сейчас начать, вот с сегодняшнего дня, вот сидеть, сказать себе, поставить вот, задачу, начинать восстанавливать все, что я знаю, вот чеченский язык, и на базе того, что я уже знаю, там знаю я немного, понимаешь, но я слушаю, я понимаю, мне нормально идет как бы на слух. Бабель, А вот разговаривать... как евреи боролись с вот этой проблемой? Вот скажи самое сложное на чеченском. Что-то самое сложное, да? Вот скажи вот 2 слова, 3 слова вместе. Вот скажи, вот я тебе произношение, я тебе скажу, и ты поймешь, что я свой. Просто вот. Скажу, чаще щадя, щадя, что щадя. Головоломку самую сложную. Это сами чеченцы не скажут, братан. Ты что, мне вообще запутал? Это какая-то Медведь скользит, я не скользю. Где я скользю, медведь не скользит. Вот так переводится. Да. Это самое, я что хотел спросить. Как евреи боролись с вот этой проблемой языковой вот, до Израиля? До Израиля 2000 лет на базе того, что они изучали вот этот вот лашон а-койдыш, то, что называется святой язык, на базе религиозного обучения. Потому что тот, кто ходил в синагогу, детей посылал в еврейскую школу, помимо того, что они изучали то, что называется хейдер на идише, а у этих, короче, у нас там вот, допустим, вот в наших регионах там хедер говорили, там более такое. Во-первых, произношение горских евреев, да, вот настоящее произношение их, они же тоже говорили на святом языке. Они же тоже все это употребляли. Только эти вот поколения Советского Союза они утеряли. Это уже наши, там, допустим, да, возраста наших вот твоих, моих там отцов, там, это, короче, они уже начали при Советском Союзе потихоньку, потому что закрыли все эти учреждения религиозные. Точно так же, как у чеченцев стали вот это вот пропадать связь со своей культурой потихоньку, орусевать стали или вообще неизвестно в каком направлении идти, никуда называется. И орусевать одни орусели. У нас вообще, короче, мы сейчас утрачиваем это все. Плюс люди, которые знают хорошо язык, да. Я сейчас не о том языке, вот я с тобой, с любым чеченцем. Я тебе сейчас скажу как. Вот, допустим, вот горские евреи, Смотри, древние, например, да? все названия всех растений, названия всех деревьев, названия всех животных. Это вообще редко кто знает. Я не верю в то, что у нас есть название всех деревьев, всех животных на чеченском языке. Деревья, которые нас окружают, вокруг нас. И не записывают, понимаешь? Послушайте, деревья, которые есть вокруг нас, там, абрикос, такие мелкие, да, у нас есть название. А вот то, что дальше уже за пределами, которые там, мы же не занимались так англичане. Я понимаю, я имею в виду, вот, те, которые на Кавказе есть, да, деревья, животные, насекомые, даже вот это вот. Здесь, я не знаю, вот сейчас все, кто находятся, зайдет, ты начнешь его спрашивать, он не знает. Хотя мы общаться полностью можем, да, там, если напрячься вообще без... У евреев есть все из Торы. Большинство все это из самой Торы сохранилось. Охраняли эти. И язык, как на иврите человек? Адам. Трактор. Он на чеченском и на иврите.
У нас два Дома чуть-чуть. священных слона. Еще есть одно название. Я сейчас подзабыл. Ну, пил тоже у нас. Да. Вот у меня один такой вопрос. Если вот А на горском если, еврейском допустим, всем бы нам вот здесь присутствующим, да и вообще объявили бы во всем мире, допустим, тот же Бог или ангел сказал бы, я отменяю все религии. Отныне никакой религии, никого, не забудьте это, никаких почитаний, никаких религиозного даже намека. Живите просто как соседи, соседями по совести и по вашим же обычаям. И будет мир, потому что то, что нас, как это говорит, отторгает, мы все разделены не Мы на это 3 всем религии, народом, не на ты не 5. понимаешь, мы У именно нас это- 3000 религий, у нас 30 тысяч религий. Мы именно это и говорили, когда мы ходили и говорили всем народам это, понимаешь? Они нас за это ненавидеть начинали. Почему? Потому что мы говорили Бог един, Бог един, Бог един, Бог един. Им не нравилось. Вообще забыть нету, не забудьте Бога, просто живите на земле, как смерть, не забывайте, что вы умираете. Кто бы ты ни был, араб, еврей, грек, таджик, мы все живем примерно одинаково, правильно же? Послушай, Скажи мне, мы же одинаково примерно живем по возрасту. У тебя богобоязненность есть, богобоязненность перед грехом? Ощущение греха, что там богобоязненность, там, ощущение Вообще добра. хочу исключить, Не так, вообще не хочу совсем так, исключить- как бы, да. Можно секундочку? Хочу Да, исключить Владос, слово позволит. Бог из разговора. Бог. Наше миссионерство Без этого- заключается только в одном, пират, в том, то, что мы принесем вам всем заповеди другим народам. Как бы. Опять же, ты не обязан следовать. Вот ты сейчас должен Новый понимать, что Завет Всевышний- пришел, смотри. Ну, у смотри, тебя нет Новый других Завет пришел. законы элементарные, как бы, правила, да, не убей, там, не знаю, там, Да, не да, переспи, я понял. и Вот всё, смотри, и всё, тебе ну- больше тебе делать ничего не надо, и ты все. И ты святой для Всевышнего, как бы. Ты, не Всё, знаю, я понял, кто смотри. верит, что во что верит, как бы, да, куда попадет. Вот приходит Новый Завет, приходит Элементарные Новый правила, Завет. как бы, да, следуй по ним, и все. И тебе Вот больше ты не посмотри, надо. вот приходит Новый Завет, да, для всех, и говорит, отменяется все, нету ни религии, ни Бога, забудьте, нет, прям выключает из памяти человека вот эту функцию. Вы согласитесь на это? Ты даже не понимаешь, что ты сейчас сказал. Мы по Ну, ты Торе по-хорошему верим- можешь исключать мы Всевышнего, по Торе верим. как существо над собой. Подожди, да, подожди, ты можешь, не перебивай. но при этом я Подожди. тебе приношу только вот эти вот заповеди, как бы. Опять же, я не обязан тебе объяснять, что это заповеди Всевышнего. Я тебе просто говорю, как бы моя цель такая в жизни, да, вот только По всё. Торе Ну, как- написано, как у народа. По Торе написано, что в последние времена, когда будут, закончатся они, начнется новое время, грядущий мир, будет новая Тора. Господь даст новую Тору и уже новые указания, написано. А потом появится новый Коран, потом появится вообще другая Евангелия. Не, ну это уже есть, Там как бы, написано, Владыч, это там новое написано уже, что появится. будет. Там уже написано, что будет. Это будет написано, как не будет болезни, не будет смерти, вечная жизнь уже. И написано, что все отменится, все зло. Да, все вечно бактерии, не надо. всё, что Вот бывает. смотри, брат, жить вечно нам надо вот здесь на земле, мы живем де-факто вот здесь, прям на Но земле. ты это не решаешь. Каждый Ты на это- Посмотри, ты- все ты мы решал, имеем когда примерно ты решал, срок когда ты годности. рождался? Посмотри, к какой бы нации мы ни относились, к какому бы региону, мы имеем все примерно Не, ну 70-80. ты рождался когда? Ты когда рождался, ты решал, приходить сюда или не приходить? Ну, к чему этот вопрос? Когда Нет, ты конечно. рождался? Я не когда ты знаю рождался? точнее. Я не знаю Нет, об этом. ты решал, приходить сюда или не приходить? Я не знаю. Решал, а может, и не решал. Когда пойдешь в мир иной, ты решаешь, когда ты уйдешь, когда ты не уйдешь. Я тоже не знаю. Вот так Я вот. ли решаю? Теперь смотри, Господь, когда создавал это все, Он это все, вот ты говоришь, нам это не надо, нам просто Брат, нормально мне жить. все равно вот эти глубокие уходы. Я знаю, что вот сейчас мы живем, мы смертные, и мы можем вместо того, чтобы иметь 60 религий одного направления, да, не иметь ни одну и жить честно, дружно, прожить Всё, человеческую Ну, жизнь для этого прожить. мы говорим, есть закон Обычную Ноя. смерть. Следуй заповедям. Мы Ну, же- опять же, для этого мы заповеди. говорим, Мы же все Как смертные. законы, Как законы. Закон как законы Ноя. воспринимай для себя это. И ты будешь хорошо Мы же жить. все смертные. Что нам Вот это сейчас ты стоять говоришь.
Вот это ты говоришь закон Ноя. Закон Ноя, вот этот вот, мы говорим закон Ноя. Вот А про вот, следующую жизнь, божественную, вот когда придем, смотрите, будем там разговаривать. А у нас вот здесь мы все смертные должны свой век прожить. Желательно не как говорится, не соседа там что-то, а дружить с ним. Да ради Дружить Бога, мы вместе с мирные ним, люди. его толма кушать, свои Да, там мы отца мирные ему, люди. понимаешь? Мы мирные люди. Все, но и когда нам жизнь не дают- пройдет, брат. Смотри, жизнь эти, извини, 50, 60, 70, 80 лет, что отмерено каждому из нас, они бам-бам пройдут, все. Мы само мирные по люди, мы себе. именно так и хотим. Мы именно так и хотим, но нам не дают, ты не понимаешь, идут на нас. А нам атакуют, что, да, всё мы такое. нас религии разделяют. Вот сейчас вот даже посмотри в ТикТоке, посмотри, как фанатичные идут диспуты, где Поэтому мы не позволено кому распространяем, убить, поэтому- где кому позволено убивать, понимаешь? До Поэтому чего мы, вот, евреи, никому не насаждаем, никому не распространяем свою веру, никому не говорим, как жить, как не жить. Мы эти вещи брат, никому оставь не мы, говорим. скажи, что дальше делать? Оставь сейчас от Я вам- если Как я дальше тебе быть? скажу, Тяжело, если я вам- смотри, если я посмотри, вам брат. щас- если я Тяжелые вам времена сейчас скажу, настали. если я вам сейчас скажу, как правильно жить, вы за мной пойдете все? Создадите, я, общину давайте создавать. Смысл жизни в чем? Чё ты Религия говорит, чтобы в рай попасть там, да, вечная жизнь. А в чем вот Здесь смысл человеком надо быть, вот здесь Давай человеком будешь. не будь грешником, миссионерством не занимайся, ты иудей не делай этого. Павел. Смотри, я знаю, почему мы называли Терек. Смотри, я очень долго думал, когда вы разговаривали. Не Терек, Знаешь, не Терек, а Тархи. Смотри, Терек это русское. Терек это русское смотри, название. я знаю, я сейчас объясню. Знаешь, мы всегда обозначали что-то, если кому-то объяснять, вот это место, вот этот шум, вот так. Мы называем его терсхе. Терс – это когда лошадь губами вот так делает, и вода тоже вот так делает. Терсхе. Да, шумит, шумит. А терек и река. Смотри, терек – это… Она шумная, да, это она шумная. терс. Да, шумная. Это терс, когда лошадь вот так делает, мы объясняем. Правильно, у нас тоже так же. Какая У нас тоже вода? так же. Смотри, У там нас тоже так же. еще много было. Мы говорим, какая вода, река, он объясняет. Терсхи. Терс – это когда лошадь, мы все, вот это, да, это бурная. Трясущаяся вот вода у вас, шум. была. вот теперь это послушай. Это не наше. А это теперь послушай, русское. до того, как эта вода начала трястись, до того, как вы пришли, там, ты как твои предки увидели, что эта вода трясется, эта река уже называлась, представляешь? Вот опять ты не примешь это, я тебе говорю, она уже называлась именем Терхи. И когда вы уже, это слово в чеченский пришло терс, именно из-за того, что они видели эту реку, когда она бурлит, это называется бурление. Это вошло в чеченский, а не с чеченского на реку. То есть вы поставили это, вы ее так называли. Это река, из реки пришло к вам, потому что она уже называлась именем отца Авраама. Терях, это дальние времена, брат, дальние. Понимаешь, тогда еще чеченцев, тогда еще чеченского языка не было. Тогда чеченского языка еще не было. Да, слушай, было. Когда я объясняю кому-то, иди вон туда, вот где эта вода, он говорит, какая вода? Я ему говорю, терахи. Она вот как лошадь, терс – это последняя буква «с» может добавлена. И он поймет, вот это шумная вода, вот это, рев. Ты запомнишь это? Ты запомнишь то, что я тебе сказал, что это имя отца Авраама? Запомнишь? Хотя бы это запомнишь? Я не говорю принимать это. Я говорю, ты запомнишь это? Это надо. Ты даже мне не сказал, как это появилась Кааба там. Ты опять ушел оттуда. Я не докончил. Просто меня перебили. Вот это Кааба, это переводится с этого языка, это лоно, я же тебе сказал, это переводится как влагалище женщины, вот это плодородие, вот это ихняя богиня. Ее называли Кааба. А на сегодняшнем языке женщина, которая раскрывает свои ноги, вот эта богиня плодородия, которая она вот так ноги раскрывает мужчину, ее называют тоже Кааба. Ее как просит, которая дающая, там. Понимаешь? Вот это на арабском она звучит Кааба. Понимаешь? На тюркском Кахпа. Понимаешь, звучит? На иранском одно тоже. имя у него есть Харам. Они говорят Харам. Да, название Харам. Да. Харам. Это мечеть так называют. Это там, где харам делали. Они приходили туда все, друг друга имели, вот это там было.
оргию устраивали там. Была оргия большая. Я тебе серьезно говорю, я не шучу сейчас и не пытаюсь унизить мусульман или что-то. Я говорю историю, как что там происходило. Они там делали большую оргию, короче, там устраивали. Сами написали, они там раздетые ходили и да, вот поэтому они до сих пор, они до сих пор раздеваются, поэтому этот обряд остался, они до сих пор раздеваются, ходят туда, и друг друга лапают, и это оргия до сих пор. И целуют вот эту лоханку, короче, вот эту вот, то, что Кахба, целует вот эту вот, писсуар этот, короче, там, как называется, который там дырочка. Сула называется на горско-еврейском, короче. Сулайкун, Анкахба. Короче, вот это вот, они целуют там все. Понимаешь? И вот это вот... Вот Абу Бакр ругался этим женским органом и кому-то сказал, может, мы... Ну, он ругался вот так вот этим органом, который они поставили туда, вот этот. И у них же было это Оза, Аллат, Манат. Вот он так и ругался, да, и и называли их потом Кахбы. Кахбы это типа они проститутки, короче. Они их троих называли, этих дочерей Аллаха, короче, вот так вот. Ну, сегодня они решили их возвести до уровня богов. Традиция осталась та же, она хоть скрытая, но она осталась. Вот этот вот оргия, раздеваться, вот в этих вот ходить там голые, друг друга лапать, по попке бить друг друга, цепляться за ягодицы, короче, за разные места, причиндалы, короче, все такое. Они идут к своей цели, к этой дыре, пока они до нее дойдут. Потом измазывают свои месячные, туда мазали, короче. Потом все целуют это, короче, это грязное место, оно почерневшее. Понимаешь, там греха, который... Грязь – это грех. Говорят, место, когда чернеет, когда оно становится черным, она бактериями, вот этим грязью, всей вот этой вот шайтанами полностью забитая. И они своим ртом туда, этим языком, короче, лезут туда головой. Прямо в эту дырку, короче, понимаешь? Там. И наслаждение получают от этого всего, от этого оргии, вместе вот это лапание, давки, вот это, там люди погибают еще, это жертва приносится, таким образом затаптывают. Они, человеческая жертва тоже, это тоже идолопоклонство, это является темной верой. Понимаешь? То есть это их не культ, ты их не переубедишь и не сможешь им ничего. Это постепенно к ним это придет, прояснение будет в мозгах. У некоторых Господь, Творец их коснется, понимаешь, у них будет прояснение, они поймут, что это все зло. И вот они вот это как чума, черная чума распространились по всему миру. Сейчас еще будет схватка, последняя битва, война будет с ними, короче. Так что готовьтесь, ребята, готовьтесь к этому. Короче, у нас тут бардак полный происходит. Да. Пока люди бегают за глазами и за авторитетами, то вряд ли найдет человек своего солнца. Да, они создают себе. То, что сейчас, тут все, что Бабель сказал, все сказанное Бабелем, это его личное мнение, короче, его убеждение, да. Я, который вот эту площадку открыл. Но это и твое убеждение тоже. Ты не отмазываешься. Зачем ты муцуешься? Причем с его убеждением? Своих соотечественников полностью призываю не быть будулаками. Сказал, что он тоже из одной какой-то, из одних каких-то этих идеологий, короче, куда-то в другие идеологии. Я не то, что не призываю, а полный противник, чтобы чеченцы, мои соотечественники, сейчас распылялись на какие-то идеологии, да? У чеченцев есть своя
У чеченцев есть своя вера. И все. Да, у нас... Ибрагимджан, Да. вот как если я правильно понимаю, мы просто все здесь имеем какой-то внутренний опыт. Это как если мы путешествие, да, какое-то провели. И здесь и сделали какие-то свои выводы. И здесь делимся, да, просто этими, тем, что мы видели, да, свои выводы. Потом, Кто-то остался, примет, человек, кто не кто-то примет. остался в живых, как бы, да, после той идеологии, которая сейчас обсуждается. Кто-то остался, с Божьей, слава Богу, в живых. Я же говорю, это чудо, как Господь коснулся. Он очень его. интересные темы говорит, очень правильные вещи говорит. Просто человек должен сначала спрашивать у того, кто внутри его дает свет. Внутренний свет для человека же важнее, чем Не, солнечный свет. я не об этом. Я абсолютно там вера в Бога, духовность, это все нормально. Вот это все, что в человеке происходит, да, все вот эти вот волнения, все его переживания, весь вот этот хаос, который он не может понять в этом мире, да, что, как, почему, откуда, куда. Вот это как бы духовность, божественное происхождение всего, оно этого человека уравновешивает, короче, весь этот хаос каким-то образом улетучивается. Дело не в этом, дело в том, что вот какие-то идеологии, да, которые там что-то предписывают и так далее. Если кто-то Они им имеют следует, человеконенавистническую идеологию. не, вот, понимаешь? вот если у кого-то есть какая-то идеология, у какого-то народа, и она приносит этому народу, наоборот, пользу, да, там, объединяет его, сквозь тысячелетия, короче, скажем так, не дает утратить культуру, язык, там, историю и как бы достичь какого-то единения, и чтобы нормально восстановиться, да, там, как народ, нация. Я это считаю нормальным. Если И то, что Можно нормально, сказать. каждая вера каждого человека должна быть такой, Да, вот. должна быть такой, чтобы с другим миром, с другими людьми, она только объединяла, а не разделяла. Понимаешь, вот, например, Да, Долма, мы начали с Долма, этом- с Долма сегодня. Да. Вот Долма, смотри, как нас объединило, короче, вот армяне, там это, все, короче, туда-сюда. Можно Общее. скажу? Понимаешь, вот. Не, я хочу все-таки мысль досказать в этом плане, что там у кого-то оно работает нормально, я это только поощряю. Ну вот в нашем народе, в котором вообще там 1 миллион с хвостиком каким-то, 3,5 миллиона. да, который последние 400 лет там утюжат, короче, то этих, то в других, то в третьих, короче, в каких-то баранов пытаются превратить вообще. Сначала какие-то там монголо-татарские кочевники, потом исламские кочевники, потом еще какая-то хрень непонятная. Теперь вот эти варвары, короче, 400 лет последние. И на фоне этого здесь куда-то в идеологии прыгать, туда-сюда, от идеологии к идеологии. У нас нормально есть уклад, который сформировался там на протяжении столетий, который, если ему придерживаться, да, вот наш народ, он очень нам подходит и ментально, и, я не знаю, там, психологически, и по характеру, и вот этот наши устои, они могут очень отлично сосуществовать с другими народами, нормально, короче, жить в мире, согласии, короче, вот это наша марш, Без да, лишних, свобода. без лишних понтов, без лишних понтов и без лишних... Да, этих, вот короче. это наша маршу свобода, которая, как что называется, которая мы, как и себе, желаем всем остальным. Вот как бы это все, тут этим все сказано. Поэтому сейчас вот мы как бы наоборот призываем вообще вот эта тема, как пошла сейчас, вот это религиозные вот эти движения, когда начали наизнанку выворачивать, да, всю вот эту идею. То есть вот эта тема, она сейчас как бы идет, и это очень дискредитирует, если какие-то люди появляются вот среди чеченцев, там,
христосовцы сейчас появились какие-то, православные, не православные, сюда залазят, нам тоже, короче, пытаются... Хорошо, что ты поднял эту тему сегодня. Хорошо, что ты поднял эту тему. Чтобы мы тоже там поощряли там христосовцев, потом еще какие-то баптисты, лютеранцы появляются, потом иеговисты, короче. Сейчас, если еще и иудаистскую тему, да, вот мы с евреями пытаемся, наоборот, показать всем, что абсолютно у нас никаких ни конфликтных, ни враждебных, ни ненавистного, абсолютно нету вот этой темы, да. И вот эти всякие индейцы, которых сюда пуляют нам, да, в группы, вы там евреи, вы хотите чеченцев иудеями сделать, вы хотите 5-10, оно как бы... Они не воспринимают даже просто знакомство с другой верой. Они не хотят учиться, не хотят слышать ни о ком. Да, сразу как за миссионерчество тут начинают. Поэтому я свою позицию поэтому высказываю. Я категорически противник, чтобы сейчас чеченцы вот в эти идеологии уходили, распылялись. Абсолютно я противник этого, потому что... Можно вопрос вам? Скажите, пожалуйста. На своем чеченском. Да, можно. Скажите, пожалуйста, вот вы чеченец, да, там есть русские, есть другие национальности. Это все эти национальности объединяет слово «человек», верно говорю? Правильно говоришь, Адам. Да. Понимаете, о чем я говорю? Вот если взять слово «человек», написать, потом, чтобы оно имело продолжение, надо, чтобы с этого человека вышла женщина. А потом уже от этой женщины вышел там Петя, Федя, извините за это, я так образно говорю. Ну, Пете тоже не надо, и Федя. Да, зачем? и вышли народы, да, вышел там вышел Каин, Авель, другие народы все как бы вышли, и так образовались мы. Но что нас объединяет, это слово «человек». И я думаю, что нам все вместе нужно просто объединиться и понять, что у нас есть один общий враг, это наша темнота. Подождите, дайте я объясню. Да? Организация Объединенных Наций. Здесь никто не пытается какую-то нашу общечеловечность или какую-то человечную нашу дружбу, короче, поставить под сомнение, да? Просто у всех вот этих человеков, у Пети, у там Иванов, у каких-то Джонов, у каких-то, я не знаю, Алексов, у них у всех есть свои национальные государства, в которых они могут проживать и сохранять свои языки, культуры, свою историю. У нас тоже есть, а что, у нас нету, что ли? У нас есть Чечня, да, вот мы тоже хотим на своей территории вот жить нормально, с Федями по соседству. Вот эти Феди почему-то нам в задницу лезут со своей империей. Вот ты их просишь, давайте вы там будете жить, не надо нам ваххабизмы сувать, какие-то исламизмы. Зачем вы нас делаете говнюками перед всем миром, чтобы потом жить так. Дайте людям свободно жить, и все. И сами живите там в своем Мухосранске, нормально. У вас столько ресурсов там, до хрена, блин. В мире ни у кого столько нету. Там себе живите, будьте Федями, там, Санями, нормальными людьми. Давайте по соседству жить, в гости ходить друг к другу. Нет, короче, ты там, кто такой, ты какой-то, вот об этом и говорю я. Да, и тебя хлопнуть хотят, и под себя поджать. Это называется доминирование. Да, под свою культуру, под свой язык, то есть тебя испарить в себе. Не надо нахрен. Растворить. Да, и свое мы не хотим навязывать там никому. Вот ты, например, два брата, да, один со своей семьей живет, ты рядом по соседству со своей семьей живешь. Не надо нам объединяться в одну целую квартиру. Вот я у себя живу здесь, ты у себя, мы братья, мы друзья, входим друг к другу в гости, я не знаю, танцуем и так далее. Потом каждый расходится по домам, и у себя там в квартире каждый по-своему как бы устанавливает порядок там и так далее. Плюс-минус там одинаково, можно сказать. Вот так вот
Я не знаю, почему не могут вот эти Феди, Не Сани нормально вот получается так жить. у них, ты не понимаешь, они имперцы. Имперцы, знаешь, что такое империя? Они мыслят, у них мышление не такое, как у тебя. Они не понимают тебя. Они никогда тебя не поймут, потому что их вот так вот в них заложили вот это вот. Понимаешь? Ибрагим, Растворять все это, вот это вот, подчинять там это, там, захватывать, короче, присоединять себе. И вот это их то, что питает их, ты понимаешь? Это их питает. У них другого, это как у арабов, то же самое. Они вот так вот по всему миру Я распространяются. И еще все. бы понимал, если бы они от этого что-то имели, да, вот как Полезно. вот эти там. Да, Несли бы свет и пользу. Да, Адольф Алоизовичи, когда они всех гасили, ну и сами как бы себя считали самыми крутыми. А эти, я не пойму, сами в говне находятся по горло, я извиняюсь, и всех туда затягивают еще. Это что такое вообще? А они что, они по-другому поступали, что ли? Они целые вот эти народы севера, вот эти все, которые есть, они уничтожили, их вообще не осталось никого, как индейцы вот эти вот. Всех, их этнически никого нету, ни этих эскимосов, ни этих хантов, ни это. Это огромные якуты, все эти огромные народы были, куда они делись? Где они все? Эти вот, посмотри на этих башкиров, удмуртов, этих там всякие, эти, которые на севере там жили, у них там, вот где Архангельская область, где это все, вот дальше немножко Ленинграда, все эти вот поморы, удмурты. От них ничего не осталось, никаких народов, ничего. Ты не понимаешь? Все упразднили, они просто вот так вот сделали и принесли свои вот эти деревянные туалеты, короче, все везде, по всей России, короче, вот это вот. Они даже вот эти бабки, все, что у них там ресурсы, они нормально на восстановление городов после вот такого краха не смогли ничего сделать, короче. То на войну списывали, то еще на что-то списывали, то денег не хватает. Все воровали, потому что воры у власти. У них нет культуры, это зоновские понятия и воры, короче. Понимаешь? Вот что у них. Пустые слова. А скажи, вот ты еще знаешь какую-нибудь нацию, которая обладает имперским мышлением, кроме русских? Много есть наций. Много таких наций есть. А, например? Просто Много вот есть. эти нации, они Англосаксоны. отказались давно. Англосаксоны, которые... Смотри, молодец. Оказывается, ты думать умеешь. Англосаксоны. А вот скажи, у англосаксонов было такое стремление Россию подмять под себя? Было. Да? Потому что у России было стремление подмять их под себя. Да, ну, например. Вот я знаю, Англия несколько раз участвовала в нападении на Россию. Да подожди, да, я с умным человеком поговорю. Я сейчас тоже объясню. Да, я с умным человеком поговорю. И пойду работать. Иди. Я хочу сказать, что вот эти вот англосаксоны, англохринсоны, всякие вот эти имперцы, которые просто имперством, они реально есть те, кто несли какую-то культуру людям. Какое-то, я не знаю, там, очеловечивали их, там, индейцев, которые в пустынях, там, еще где-то, там, я не знаю. А тут какие-то лаптежники, у которых ни хрена вообще нету миру показать, вообще ничего. Вот что ты можешь показать? Культуру. Культуру ты не можешь показать. Нифига у тебя нету. Вот ты сам в дерьме по горло находишься, еще лезешь куда-то. Плюс эти англосаксоны давным-давно отказались. То есть они выросли. Эволюционный уровень, они прошли уже вот это, да, когда там страдали этим имперством. Сегодня оно по-другому вообще работает в мире. То есть люди миру приносят технологии, культуру, не завоеванием, а какой-то пользой. Да, какую-то пользу вот так вот приносят. Пошел вон отсюда вообще, вылетел отсюда. Объясняю, не перебивай меня. Эти люди, эти там страны, народы, кто этим страдал, они переросли. Единственное, кто вот не может от этого вылезти, да, вот это недоимперия ваша, понимаешь, которая ни хрена из себя ничего не представляет, ни культуру не может принести, ни технологии, ни какую-то пользу абсолютно, вообще ноль там полный. И вот лезет ко всем, лезет и лезет. Сегодня не надо много земли иметь и захватывать кого-то для того, чтобы процветать, поверь мне. Сегодня время вот это вот земли, вот это то, что больше земли, там больше это, вот это вот, знаешь, то, что называется количество. Сегодня качество, оно имеет. Вот посмотри, Израиль маленькая страна, а может
сделать, я даже не хочу говорить. Я очень хорошо знаю, что Израиль может. Он может намного больше, чем даже самые-самые вот эти вот грандиозные умы, которые сидят у вас в ваших лабораториях там в России там, или у англосаксов. Они даже не представляют, на что способен Израиль. Просто они скромные. Если они захотят, они вопрос с ними решат в считанные минуты. Они не имперцы, им не нужна вот эта вот вся эта херня. Израиль ведет только защитные войны. Никто никогда, еврейская империя не распространялась, никому не навязывала свои идеи. Понимаешь? Никогда этого не было. Никогда вот чеченцы, никогда я отношусь к чеченцам. Я по-родословно, я рожден от чеченской матери, чеченского отца, дедов, прадедов. Никогда не было, чтобы чеченцы захватывали чужие территории, забирали чужие дома, забирали чужие села, чтобы приносили свою какую-то там, понимаешь? Они жили в своем, вот у них свой микромир, маленький народ, и никому не трогали. Пока их не тронули, понимаешь? Пока их не тронули, с ними никто не познакомился. Ты посмотри по количеству, сколько их. Посмотри, сколько евреев было в разных диаспорах, туда-сюда, сколько их. Те говорят, о, вас так мало, а что вы всем миром управляете? Там это, туда-сюда. Вас так мало. А вот чеченцы тоже посмотри, да, вот посмотри, Израиль тоже как вот достойно стоит, отстаивает себя. Не надо много земли для этого иметь. Надо мозги иметь. Мозги! Главный удел земли. Смотрите, ребята, когда нас воспитывают очень благородно. Можно сказать по-королевски, да, очень благородно воспитывают нас. Смотрите, у нас есть такая поговорка. Адала, это айдол называется. Это значит, что родиться и умирать, вот жить и умирать. Вот между ними у нас есть воспитание устное. И было, и есть написано, но еще раньше было. Смотрите, среди этого у нас есть такое. Живи хорошо с соседом, уважай соседа. Понимаете? Как брата, говорит, с соседами. Это не значит, что рядом с своим домом другой дом. Это даже и с государствами вот так относятся. Вот это государство больше 400 лет нападает на нас, а мы обороняемся. Оставьте нас в покое. Просто оставьте нас в покое, блядь. И стараются сжигать нашу историю, все что угодно. Они вот даже нагло говорят, смотрите, мы никогда такого не говорили. Мы никогда не говорили, что они говорят. Нам нужна Чечня, но без чеченцев. Ничего себе. Мы никогда такого не говорили, он понимаете? Сейчас туда, как этих, вот у любого ты спросишь, зачем тебе вообще лезть в Украину какую-то, какого хрена ты там делаешь? Он тебе это объяснить не может, но его туда гонят куда-то под дроны эти. Он в этом, в Рязани, короче, с сахаром учения провели им на 75 лет, засекретили. Ему вообще похрену, кто это, короче, засекретил, что эти учения сделали. Вообще со своими соотечественниками, которые на этот период в учениях пострадали, в предыдущих учениях. Вообще им он будет лезть куда-то в группы, куда-то по площадкам и говорить, а кто не империя, а что, другие американцы лучше, а эти вот эти. То есть вот что это вообще за менталитет, я не могу понять. Я вообще должен был пройти такую судьбу, как я прошел. Я должен был там жить, понимаешь, на своем языке говорить. Жить среди своего народа, а не сидеть здесь как, понимаешь, сидеть доказывать здесь, кто я, чего я, через эти унижения проходить, ты понимаешь? Взяли этот ваххабит, нам притащили. Свой народ тебя не узнает, потому что... Печатали вот эту вот самую хрень вот эту настоящую, да, идеологическую, радикальную какую-то, которой никогда у нас не было. Эту хренотень притащили, ее втюхнули. Издательство Бадр, не Бадр, вон там печатали со своими братьями арабскими. Это дерьмо нам сунули, чтобы мы со всеми, вон сейчас везде вот эти, опять как при совке, начались темы, чтобы евреев там, это все евреи, там везде евреи, чтобы мы сидели. Я как чеченец заявляю, я воспитался в еврейской семье. Что евреи сделали для чеченцев, это неоценимо никакими деньгами и ничем. И даже во время войны это единственные, кто были
Открыли во всех международных судах открыли эти кейсы с этими англосаксами, короче, против них начали там это, чтобы они надавили на этого Путина, чтобы остановить эту войну. И на этого Ельцина. Пристыдили их. Понимаешь? Иначе бы там уже никого не осталось бы, ни от чего от моего народа. Вся моя семья погибла там. Последним был мой брат во Вторую Чеченскую, который под Аргуном погиб. Аллахну. Получается, единственная земля, над которым человек имеет власть, это его сердце. Поэтому, если сердце человека, он будет сам за своим сердцем смотреть, следить. Вот этот философ, который сейчас приходил здесь и разговаривал с высокой трибуны, как россиянин, да, представлял, он бы прошел вот то, что я прошел, мое изгнание, мою чужбину, чужая семья, которая меня подняла, которая не обязана была мне ничем и ничто. Моя судьба могла сложиться и иначе. Бессовестные просто это люди, это бессовестные твари, жестокие, хуже, чем Гитлер. Кого Вот Гитлер не представь, добил. сколько они там горя, крови принесли. Вот даже здесь мы сидим в каких-то чатах. То, что вот они, например, взять, если чеченское общество задебилизировали вот этой своей вахабней, которую притащили, и через эту литературу, короче, через вот этих мул всяких, говнюков, которых по сей день они штампуют, вот это все втюхнули, короче, и что интересно, еще хотят как бы это все ответственность куда-то перекинуть там на кого-то. И заходят какие-то эти там во Христе, там с Христом, короче, туда-сюда. Алло, это не сюда нужно с Христом заходить. С Христом нужно пойти вон туда, в Кремль, к своим Шамановым, к своим всяким Куликовым, Куликовским, Трошевым, кто у вас там, Лебеди, не Лебеди, вон вот эти все военные преступники, которые вот этим, туда с Христом идите, короче, и их, или, я не знаю, к Христу призывайте, или этим Христом их, короче, по лбу, короче, чтобы они немного христианизировались, или что-то с ними, святое что-то произошло. Сюда ходят, короче, тут еще сейчас из одного какого-то вахабида, который они же нам втюхнули, куда-то Христа, еще куда-то. Вон туда все собираемся, я тоже с Христом с вами иду, если хотите, да? И будем ваших к Христу призывать, чтобы они вот перестали вот этим заниматься там, насилие вот это над народами малыми. Давайте, люди, оставайтесь свободными, я на работу пошел. Доброго дня. Приветствуем, приветствуем. В смысле, да, доброго дня. Я, наоборот, на работе сейчас заканчиваю. Как бы параллельно на двух работах. Одна здесь, одна физическая. Я уже на отдыхе, все, решил чуть-чуть отдохнуть от этого всего. Вот они нам завезли вот эту литературу КАМАЗами, да? Я гордо могу вам сказать, если все наши устои, наше воспитание, наших родителей, которые они вкладывают в нас, если это записали бы и сказали бы кому-то другому человеку, вот эта божественная книга, клянусь вам, он подумал бы, что действительно вот эта книга от Бога божественная. До того хорошие устои, младшего, старшего уважают, при старшего никогда не курят, никогда перед глазами при старшего ты не можешь показаться пьяным. За женщину, если кто-нибудь что-то сделает, две мужчины расплачиваются. Я имею в виду даже жизнью. У нас до того серьезные, до того скромные, до того красивые. Все равно они нам несут какую-то бурду, и мы не можем это принять, понимаете? Они через силу, через обман, через шантаж со всеми. Ну зачем? Эй, оставь человека в покое. Мы же на вас никогда не нападаем. Ну хватит же, 400 с лишним лет вы
куда лезете, и до сих пор они лезут. И обвиняют, взрывают свои дома, говорят, что мы взрываем, а мы их не взрываем. Мы даже остановили бы их. Плюс 32. Да, плюс 32. Мы даже их остановили бы. Говорим это в формате порицания. Да, в формате порицания, плюс 32. Мы даже их остановили бы. Эй, вы что? Это живые люди спят у себя дома. Понимаете, с варварами иметь дело, как Джахар правильно сказал, вот посади человека, говорит, с медведем в клетку, дай ему лапу и живи дружно. Ну, надо же уже стать людьми, уже 21 век на дворе. А человечество должны они до сих пор, хотя они похожи, как другие американцы говорят, на людей, но они внутри варвары. Ну, вам должно быть стыдно, вам пора уже стать Варвара убивать, людьми. что ли? Истреблять? Что ты теперь предлагаешь? Варвара давай убьем, давай варвара убьем. Не, убивать никого варвар не такой надо. же, как и ты, 2 руки, 2 ноги. Не, варвар? убивать не надо. Наоборот, никого не надо убивать. Наоборот, Каждый варваров народ должен жить. Нет, тут наоборот, призыв идет к варварам. Не будьте варварами. Да, Перестаньте не быть будьте варварами. варварами, понимаете? Все люди, Пройдите уже пройдите вот Да, этот вот, я не знаю, Да, путь, да, когда руки, человек из обезьяны одно. превращается. Да. Да, превратитесь уже побыстрее. Вот Вы весь что мир уже разделяете? более-менее. Свои традиции. Мы уважаем ваши традиции. Всех вообще. всех людей. Весь мир более-менее уже пришел, да, к тому, что отцивилизовывал, от цивилизации А вы что продвинулся, видите? прогрессии. Ваши традиции, живите. Варвары вы никак, ваши традиции варвары вообще никак не уважаете. могут, да, варвары никак не могут очеловечиться, никак не могут вот этот барьер Варвары могут переступить очеловечиться. уже. И тоже варвары. А давай Что бы с этими есть варварами есть сделать? человек. С Христом может прийти туда, к варварам. Успокоились Может, бы с они? Христом. С Может, Христом, или я не знаю, там, еще что-то может есть, с каким-то... Прозвучала Нагорная проповедь. заклинаниями. Послание варварам, короче. Прозвучало все-таки. Который недоволен, смотри, после всего много чеченских пацанов, умирая, спасали русских детей, вот, где они купались. Найди мне одного русского, что спас чеченца, а сам умер. Сейчас, видишь, железно закрывают, короче, пытаются, уже готовятся закрыть границы и призвать тысячи к мобилизации. Зачем? Какой смысл? Зачем вы кидаете патроны, свою же молодежь? Зачем? Какой смысл? Уничтожают, Зачем и так вы осталось. И так осталось уже неизвестно сколько. Да, и своих, и всех, которых вы там под свой сапог поджали. И тех, на кого вы идете, вы же говорили, что вы славяне, что вы одни, что это типа один народ, одно происхождение. Зачем вы их губите, своих губите? Вообще, Я зачем? думаю, это говорит лишь о том, что мы смотрим лишь на сцену, а то, что происходит за кулисами, мы не видим. Есть там один такой закулисный игрок, который решил под крылом сидеть, удобно ему. Понимаешь? Который решил скооперироваться с врагами нашего народа, которые просто уничтожали нас пачками. Есть такой один, который уничтожил практически из-за него. Моя семья тоже погибла. Понимаешь? Из семьи огромное количество, которые сейчас находятся в диаспоре. Понимаешь? Судьба их не поменялась. Мы просто, нам показывают то, что нужно нам видеть. И все. А то, что происходит на самом деле... Нам и показывать не надо. Мы и так знаем. Мы и так знаем, что происходит. Ну да, приходится догадываться, кто может думать, конечно. Короче, варвары, всех вас призываем, я не знаю, к Христу, к Шиве, короче, к Кришне, к Будде, я не знаю, ко всем этим камням, там, идолам, Зевсам. Оставьте нас в покое, просто. К домам на курьих ножках, домовым, к лешим, чем угодно. Нормально живите себе. Зачем вы вместо того, чтобы самим нормально жить, лезете и сами там
я не знаю, как куропатки гибнете, да, и еще и других туда закидываете, я не знаю, и что еще у вас на уме в будущем, а что в вашем мозгу, наконец, я не знаю, происходит? Я думаю, что правильный образ завоевания – это предоставить своему народу достойный образ жизни, чтобы другие, смотря, хотели же так же жить. И тогда не надо будет никого не убивать, ничего. Да, весь цивилизованный мир, вот, который там сейчас этот зашел, говорил там, какие-то все имперцы, вот примерно так уже переросли. Это понимаешь, там в детстве ты какой-то в школе драчун, дерешься или Уже могли хотя бы как уже могли хотя бы как Грузия, уже хотя бы как Грузия могли быть, да, вот такое. Да, вот когда понятие. человек потом вырастает, короче, он может по-другому решать эти проблемы, не этими кулаками там, потому что уже постарше, поумнее, и может там нормально посидеть, поговорить и разойтись. Вот когда этот пройдет уже вот этот, я не знаю, процесс. Когда прекратят марионетки, вот марионетки, они сейчас проблема главная. Понимаешь? Единственное, в чем мы сейчас с этими шарикатиками в одной этой завязке, то, что их несчастье, что мы с ними пока еще в одной завязке, то, что там вот эти шарикатчики тоже ненавидят вот этот вот режим, который там вот этих вот который распростерся там, как этот Аллах распростер там этот. Да нет, там сейчас, видишь, вообще арабский язык вводят в школах. Это вообще полное будулачество там будет. Ему удобно под крылом России находиться. Ты не понимаешь, он косяков столько наделал. Он столько... Вот смотри, чего у нас было. Нет, я имею в виду везде в целом, по всей России. Чего у нас с украинцами? Что у нас с украинцами было? Он взял, сунулся. Арабский язык вводят. Сунул туда людей в эту Украину. Войска Иисуса, алейхиссалям, будут призывать, короче. Вот такая тема. Там и настоящее, я тебе говорю, происходит. Вот такое я никогда не думал, что будет. Это какой-то дурдом, реальный дурдом. Вот такого просто... Ты не можешь это никто не сможет объяснить, какая стадия этого. Такого ни у кого нет. Ни у кого нету такого. Ни у кого. Я такого нигде не видел. Чтобы до такой степени вот так быть разделенными, короче, вот так между собой один народ, короче, вот такая херня. Понимаешь? Это агония перед смертью, брат. Никакой смерти у нас не будет, братан. Мы будем жить. Да и мы нет, остановимся. ты адресацию перепутал. Хочешь спустить Мартин, меня? смотри там, сейчас этот будет осенний набор, короче, там, смотри. Ватридрукул читай побольше, и там Аллаху молись, перекрещайся, там, я не знаю, что, аккуратнее. Мартин будет последним призывником в российской армии. А что, он в России живет, что ли? Он же в Армении живет. Так что за него не беспокойтесь, ребята. Не, я имею в виду, имеется в виду, это если его спросить. А так, если будут там спрашивать, имеется в виду, он будет самым последним призывником. Так, не если будет, не будут спрашивать, не будет там... общей такой мобилизации, не будет. Будет. Как в 22-м году, нет. Не и потом, знаешь, что будет? Я тебе скажу, после этой мобилизации. Парад суверенитетов будет. Вот. Только я не хочу, чтобы наша Чечня превратилась еще опять в этот ваххабитский, короче, это когда отсоединилась. С ними дела не будет. Они поведут не в том направлении. Афганистан, чтобы не превратился. Весь регион. Для этого нужна будет поддержка. Чтобы вот это дерьмо, оно не распространялось и сдерживать его. А что Падмат молчит? Что-то вообще не говорит часа два. Он не молчит.
Он не молчит. Если ты вот прислушаешься хорошенько, вот Он пока на намазе. Он много чего хочет сказать. Он просто, как говорится, говорит одно слово. Да, это так. Да, это так. Да, это так. Это правильно. Да, это правильно. Просто соглашается. Поэтому молчит, короче. Что, все темы прошли, теперь тема этого, Россия опять. Мы, братан, Дулма начали. За Дулма, который объединяет. Давай тему, короче, установления Корана и Сунны во всем мире. Есть здесь попы? Есть, вон один тут священника фотография тут был. Католикоса фотка сейчас. Пусть поднимется он. Так, вот, подожди, это Лазик. Я хотел католикоза поднять. Где этот католикоз? Это кто такой, Марк? Да, один есть тут парень, католикоса фотография, армянин вроде. Не, это чеченский, ну, не знаю, чечено-язычный или какой. Он под этого, под Кириллов? Под Кириллов? Под Кирилловец. Под Кирюшу косит. Да. Под Кирилловец. Знаем мы его, Абу Кирилла знаем, Абу Кирилла. Абу Кирилла. Не, Абу Кирилл, он наоборот, такой, как бы Абу, пахан. Абу вот Кирилл этот, Шишани. Он Ибн Кирилл, вот этот, который здесь сейчас хотел подняться. Абу Кирилл Шишани. Аль-Шишани, да. Да. Этот, который подняться хотел, он Абдул Кирилл. А этот где давно не заходит, вот этот вот, короче, Страус, короче, который здесь был, постоянно тусовался. Как его звали? Асвад, помнишь, с арабским именем, короче, тут ходил постоянно. Труболет, что ли, старый? Да. Че, его вообще тут нету уже, он потерялся, что ли? Ну, они некоторые теряются, им запрет бывает входить в интернет. Да, я тебе говорю, реально умирают люди в этом ТикТоке. Уже 4 человека реально умерло. Это по каким ты статистике? Ты при тебе, что ли? Ну да, знакомые пацаны заходили, там разные, короче. Потом мне говорят, тут один Давид был, еще кто-то. Уже 3 человека при мне так за год. На нервной почве? Ну, разные. Один там зашел в ванну, там что-то с ним стало плохо. Второй там сосуд. Подожди, это в прямом эфире в ТикТоке? Не во время эфира, но так. Одна девушка умерла прям в прямом эфире. Астафируллах, не это надо. Мексиканка эта, которая мексиканский картель грохнул, ты понял? Нет, я не знаю ее. Ну, вот девчонки говорили, что вот девушка, умирает. левица, у нее был ник, а у нее прям в прямом эфире сердце остановилось. Вай. А Давид умер в ванной. Зашел в ванну, ему плохо стало. Жена, когда зашла, он уже Да, один парень заходил там. Он на полу уже лежал в ванну. Армянин? Цакову, да. Армянин он? Да, тбилисский армянин, да. Короче, ТикТок вредно как бы влияет, да? Это не ТикТок, брат, жизнь такая. Всегда умирает, да. ТикТок, не ТикТок. Не, ну, обычно... не в ТикТоке тоже, сколько нас там, 8 миллиардов уже. Перед телевизором каждый тоже люди умирают. Мы? Да. Даже больше перед телевизором. Я вот такие интересные темы смотрю на телевизоре. Пока вы разговаривали. Пока вы разговаривали, я посмотрел бои, короче, Тайсона, пару старых хороших боев и Армана Тарукяна, последние 3 боя. Интересные темы происходят. Ну, это же все война, братан, это какая-то там, это. Мы, братан, мирные люди, мы бои не смотрим уже, братан. Мы уже хотим, короче, уже... Мартин, к тебе вопрос. Там вот с кем ты тусуешься, всякие эти чуваки там религиозные. Как вот эта тема пошла, они есть там, которые, скажем так, у которых дыхание, ну, как это говорится, задержали дыхание.
Ну, Какая вот тема? это религиозно-разоблачительное. Ну, и, брат, ну кто верующий человек, да, ты его не переубедишь, ты ему 1000 аргументов. Не, я имею в виду, с кем ты тусуешься, есть те, кто, ну, как бы дыхание затаили. Команда этот большой. Да, они не сильно верующие такие, они так, номинальные. Но тем да. не менее, есть те, тем не менее, кто... Может, вот есть, но этой молчат, не говорят. Серго, оказывается, это правда, этот Давид умер в конце, да? Я думаю, умер, да. Да, умер. Земля он такой, он такой мужик был, такой смешной, интересный такой был. Да, у него такое-то. А кто это? Он на меня, вот, я с ним познакомился, вот, чтобы ты понимал, Ибрагим, когда я только в ТикТок зашел, сколько уже, я здесь 1,5 года, там, что-то такое, 2 года, не знаю. А мы вместе зашел, с тобой. Я с ним познакомился. Владик, мы вместе с тобой в ТикТок пришли. Да, помнишь, да, Серго? Вот Серго был, Давид был у этого Арсенала, да. Да, этого да. Мартина узнал я там, и все такое. Ну, вот Мартин такой этот, шуточный. И все, а Давид поставил... Сегодня вот Арсенал заходил. Вот, когда помнишь, я разговаривал, чтобы брать, Давид как бы, он, знаешь, такой, эх ты, закрой рот уже, достал уже, да. Он со мной не ругался как бы никогда, он не то, что ругался, он ты достал. Достал уже, говорит, хватит трындеть, хватит уже. Такой мужик был, где-то, честно, золотой мужик был. Земля его пухом. Да. Спасибо. Всем ушедшим. Он честно был, да. А я его вживую видел. Земля, скажи царство ему небесное. Царство ему небесное, вот земля ему пухом. Но я говорю, как я говорю. У меня есть как бы намерение, скажем так. Да. Я буду говорить, как я говорю. Пухом. Пухом. Он христианин был. Почему? Есть же такое, нет у них? Бабл. Все правильно. Пухом во время Великой Отечественной говорили. Не знаю, кто как говорил, как бы были намерения в моих словах. Как бы, Бабл. Я тут не буду сейчас рассказывать как бы религиозную какую-то тематику, как надо это уточнять в этих разговорах. Ну, я знаю, говорят, я с этим человеком был знаком просто, как бы достаточно знаком, чтобы понять, что человек был очень хороший человек. Честно. Ну, на всякий случай говорят, царство ему небесное, так говорят. Еще один, кстати, у Арсенала азербайджанец, пацан тоже молодой, лет 30 ему заходил. У него там тромб, там что-то случилось, тоже в голове лопнул или что-то. Короче, 3 или 4 точно на моем... Да, еще вот один парень, вот буквально когда весной тоже умер. Да, вот он, да. Он не азербайджанец, он армянин был. Нет, не этот, а этот и про другого, этот тоже, да. Ну, короче, много, потихоньку 5-6, наверное, уже будет. Дай бог Короче, всем, кто ушел. Ты просто сидишь здесь, Мартин, мне кажется, с тех времен, когда еще пальмы были в раю, вот это вот, которые там в ТикТоке. Ты здесь как, потому что я как слышу, ты один из самых таких древних. У меня раньше популярные стримы были по 2-3 тысячи. Смотрела, да. Но я потом ушел из этого, потом грязь конкретная была. Кстати, вот это Бабель, это называется старожила, брат. Да, старожила. Мартин, Ширван это что означает? Ширван это персидская, это персидская. Да, персидская провинция, территория так называлась, которая Азербайджан сейчас нынешний. Нет, этимология, что это означает? Это молочная, переводится с персидского, переводится как страна, молочная страна, короче, Ширван, молочная. И правильно, я тебе объясню, смотри, у нас есть, допустим, горских евреев, есть такие вот как бы определения, губайо, ширванье, есть хатарье. Опять же, и оттуда, кстати, тоже у нас лавируется как бы вот слово здесь, слово там, от кого мы взяли, ну, с кем проживали, получается, да. Будто с азербайджанцами, как бы, горские евреи взяли на Джур, в Джур, да, взяли куда словечко тоже оттуда, как бы, да. И поэтому у нас иногда слова разнятся, скажем, как бы, мы разговариваем, мы понимаем друг друга, но есть какой-то диалект, что мы, вот слово пули, ахче, вот как я до этого говорил, есть ширванье. Ширванье – это тоже азербайджанский еврей. И, как я знаю, опять же, ширванские евреи, они относятся к Азербайджану. Это тоже горские евреи, но они с Азербайджаном. Ну, когда Азербайджан появился? Азербайджан это во время... Я не знаю, когда появился, что появилось. Как бы. Я никогда не видел. Я еще раз, ширванье есть такое?
У нас Во Ширванский время есть евреи? персов это Ширван назывался. Называлось это потому, Хорошо, что... оставь во время. Сегодня, как мы называем, Ширванью есть, да или нет? Молочная страна, вот это, поселение. Не страна, а поселение. Азербайджана. Поселение. Мартин, из-за того, что моя бывшая супруга азербайджанка. Ребят, что вы ругаетесь? Вот человек снизу подсказывает, шир это на персидском молоко. Молоко, правильно. У нас Я вот читаю, Хорошо, написано да, место но льва. Ширванье у нас, получается, тоже горский еврей, проживающий, ну, выходцы с Азербайджана. И что это получается? Молочная страна? Ширван. Молочное поселение. Поселение это. Не ван, Может, там это поселение. молоком занимались, не знаю. Не, коровы. просто у нас шир это означает древний. Да. Это можно так интерпретировать? Это Ширван, это Да, древнее конечно. место? Если там чеченцы жили бы, можно было бы так интерпретировать. На армянском есть слово ширим. А чеченцы Ширим жили там? это как тело, если не ошибаюсь. Чеченцы жили там, братан. Мартин, Где? В Ширване? В Ширване? Да, они жили по всему Южному Кавказу. Есть даже у них техника, происходящая в Южном В Ширване, как я знаю историю, там никогда чеченцы не жили. Ребят, это кто? Армянин, да, парень, который сказал? Ширим это по-армянски, это порог. Ширим, да, Ширим, да. Хорошо, Ширим, на нашем это песни. Ну, опять сейчас брать это слово, как бы, и начинать из На него иврите выдумывать. песня, да. Да, и из этого выдумывать, как бы, что-то, говорить, что это значит, это наша земля была и так Так далее. как это как бы, персидское... Ну, так как хорошо, это да, персидское шир, поселение. так шир это на иврите песня. Не, так как это У них персидское деньги поселение тоже во время называются персов... Ширван. У Во Азербайджана время деньги персов. тоже называют Ширван. Я сейчас Ширван, возьму что-то корень чего-то, как бы, да, скажу, да, ну, скорее всего, это связано с моим языком, поэтому, значит, я, как бы, да, должен... Вы там евреи жили до этих всех. Да, я знаю, когда мы там евреи жили, мы там жили столетия, причем с этого. Вы там до Азербайджана жили, да? Ну, да, до Азербайджана мы там жили. Нет, до Азербайджана, да, нынешнего Азербайджана, да, я согласен. Да, там азербайджанцев еще не было, когда мы там жили. Так, Азербайджана не было. И мы там жили, кстати, с вами. И азербайджанцы, Понятие тоже того, не что, было. еще раз, Мартин, несу свою вот эту тему, потому что моя жена азербайджанка была и так далее, как бы. Давай это исторически, как бы, неважно. А то, что Азербайджана не было, как такового, как бы, Азербайджан не было, да. Мы когда с Персии шли, вот сейчас ты, Бабел, хочешь ты поправь? Вот я тебе говорю, поправь, если хочешь. Мы когда шли, губа была, губа. Мы не шли никогда с Персии, брат. Как мы не шли? С Вавилона, Персии. Персии не было. Персии не было. Мы туда, когда пришли, нас туда привел Навуходоносор, царь, который Ассирийской империи. А что мы перебили? Губу как мы зашли? Ассирийской. Хорошо, как мы зашли географически в Губу? Туда географически, как мы попали в Губу? Я тебе скажу как. Царь Навуходоносор привел нас в руки, отдал Бальшицару. Бальшицар там находился. Он отдал нас, продал нас как рабов туда. Как рабов продал. Кому отдал? Каких рабов? Что ты говоришь? Не важно. Я Хорошо, тебе говорю. Откуда мы шли? Я даже не хочу туда уходить. Мы честно. захваченный народ были, рабами были. Хорошо, географически, как мы зашли туда? Ирак, Вавилон, оттуда через Сирию вот так вот вы вошли. Через Сирию мы в Азербайджан зашли? Да. Ты что, блядь, вы что, серьезно, что ли? Как рабов, да, провели, да. Посмотри, где Вавилон. Посмотри, где Вавилон. Тебе разрушили храм, послушай, разрушили храм твоего народа. Взяли тебя в плен. Они как кого туда тебя привели? Кто ты там должен был быть? Как мы зашли в Губу, я тебя спрашиваю? Как раб ты зашел туда? Причем из этого ногами, как зашел, откуда вы? Армяне проводили вас. Через Сирию, через Турцию, через вот этот Нахичеван, вот туда вот так вот пришли. Причем здесь Бабель, знаешь Аракту? Кто граничит? Да. Что сегодня граничит? Какие страны сегодня? Сегодня официальные Возьми страны. карту, открой, Какие официальные страны граничат с Губой? Лази, карту открой, проведи просто линию вот так вот. Да. Короче, есть обход. Есть обход, потому что ты говоришь. Не надо даже... Ребята, я знаю, что... Ребята, мне кажется, вы зря спорите. Я сейчас объясню, почему вы спорите зря. Потому что миграция не была вот одномоментной вещью. Возможно, там несколько волн миграции было. Кто-то там пришел
когда со времен ассирийцев туда Да, пришли на территорию бывшей центр Персидской цивилизации, империи. центр Кто-то цивилизации был позже, там. кто-то позже пришел. Так что спорить вот это вот так или так, при каком царе, при каком фараоне это было. Ну, не смысла важно, как ты имеет. ушел, дело. Просто уходит туда, где, какими рабами мы были, когда мы пришли на Кавказ, как бы, да. Что ты несешь вообще? Лазик, брат. А кем ты был? А кем ты был? Тебя туда как профессора привели, что ли, ты думаешь? Подожди, Разрушили, я тебе говорю. после Египта мы были где-то рабами? Разрушили государство. Бабик, После Египта мы были я где-то с, рабами? я с Лазиком соглашусь. Евреями пользовались. Где прописано? Вавилонское рабство. Все империи пользовались еврейскими мозгами. Было изгнание у и вряд тебя, причем с и вряд рабством. ли их как рабочую силу привлекали. Ты был изгнан оттуда, а не как раб какой-то. Не, привели как рабов. Ты что, ты историю не знаешь, ты свою Тору не знаешь. Ты что? Да нет, не было там никакого рабства. Почитай Таанит Эстер, почитай просто вот этот вот полностью трактат Эстер, почитай прочитай, посмотри, как привели туда. Они рабами были евреи там. Ты что, пока они не освободили, в Да день Пурима я насколько было знаю, освобождение. евреи во всех империях до сих пор казначеями были, евреи- лекарями были. Евреи празднуют праздник освобождения из плена. Пурим Но это- называется. Это в Вавилонский плен. Египте было. Не, Вавилонский тоже есть Ну и пленение. в Вавилоне, Вавилонский да, там. Ну а так, в общем и в целом, евреи вряд ли были рабами. Они были... Блин, начнем с того, что тоже это было освобождение, в принципе, ну как бы, может сегодня сравнивать с Холокостом, скажем так, да. Это от уничтожения, это от тирании и так далее. Давай Это не именно изгнание, подменим да. понятие, как бы, да. Это именно изгнание с рабством. Изгнание, все. А что я сказал изначально? С рабством вместе было. Они взяли... Рабство нет, рабство у тебя одна история. Не, они взяли народ и с собой увезли. А туда заселили ассирийцев на территорию Израиля. То, что у Так нас написано в происходило с Торе. СССР, это было уничтожение. Ну это был хорошо, Холокост. переписывай всю историю, делай как Причем тебе переписывай пока историю? у тебя своя религия, своя вера, братан. Я понимаю. Бабе, кем был Навуходоносор Аракта по национальности? Он был царем Ассирии. Армянин. Нет, он не был армянин, но был его помощник Аман. Аман был армянином. Не, везде пишется, что он армянин. Он обманул себя сам туда, короче. Он уже был этим Навуходоносором. Он Тогда пришел понятия из Армении, он пришел... армяна не было. Тогда понятия армяна не было. Был хай были. Вот хай. Ну, хай это и есть армяне. Мы сейчас хай, вообще брат. изначально вот одноклеточный. Кто их А не начинай дать вывел? пройти, брат. Я тебе серьезно говорю. Кто вывел одноклеточный? Я тебе Вот расскажу. это вот, знаете? Была одна такая красавица, ее Правильно, звали армяне. Инфузория Туфелька ее звали. Инфузория Туфелька. Это моя Понимаешь? Вот это- туфелька. Да. Вот эта туфелька, короче, она решила, короче, размножаться. И потом, короче, из этой инфузории туфельки появлялись вот эти вот, короче, все вот это вот. Вот этот Навуходоносор, он пришел туда и, короче, себя обманул их, стал этим царем. Но да, он как- убил царя, да, предшественника своего. Да, вот он был из Армении, ну, хай, как ты сказал, это везде источники. А ты знаешь, что он был? Что он был по профессии? Он работал во дворе царя. Он был конюхом. Он конюх сделал переворот. Да. Всех Конюхом там был. Подожди, развел. у вас же тоже хай, это Ам Израиль. Это Хай само этого, название. Не, у них это как хай, это как слава, да? А ты знаешь, как Армения слава. называется? Ты знаешь, как Армения называется на самом деле, Ибрагим? Знаешь, как Армения называется? А я жизнь. Аястан. Хайстан? Хаястан. Хаястан. Да. Аястан. Подожди. Ибраим, у нас хай переводится как жизнь. Стан это страна, да. А если это вот, ну как Ам Израиль хай, чтобы жил, а есть такие, что вот в арабском языке есть такое тоже хай, это как что-то вроде как бы 5, да, скажем, там, ну это такое. Есть хай, а есть хай. Да. Хей. Хай это самое название. Это наше самое название хай. Вот как ты сказал, Баби, точно так, хай. Хай Аман был это жизнь, как бы, да. Аман был из хаев. Хай.
А это мы сейчас себя Смотри, гаем называем, а армянами не это называем. народ, да? Как Иов тоже был, да, из армян? Народ Израиля. Да, 4-й Новоходоносор, по-моему, или 5-й. Ам это народ. Иов тоже был, да, из Армении? Из армян. Иов, говорят, Иов? ассирийцы или кто-то, но не Не, еврей. Йов Он не армянин. Йов не был из Армении. Не был, да. Ну, кто-то говорит, Я но нет. слышал, один из раввинов говорил, да. Да, я тоже слышал. Он был из... Ассирийцем или кто-то. Он был из арамеев. Он не еврей точно, но кто-то из этих. Да. У него было еврейские, они приняли иудаизм, и по матери он являлся чистокровным евреем. А вот по отцу, вот его отец был арамей. История интересная, кстати, у него тоже, как он боролся с болезнью, Бог ему в 2 раза все умножил его богатство. Бабель, я правильно понимаю, что вообще Талмуд – это история каждого лично человека? Каждого, это как книга жизни, каждая история каждого человека там вписана, да, рассматривается. Симуляции проводятся жизненные, разные там опыты, короче. Можно, да, пройти дорогу и тех, и тех, и тех, ну, имея в виду древних? Конечно можно пройти дорогу древних. Когда ты изучаешь особенно... Тот дагестанец пират, который тут был. Пропал что-то. Получается, они как бы оттуда нам машут рукой, да, показывают дорогу. Они нам ничего не машут, братан. Они оставили за собой учение. Понимаешь? И мы по этим учениям живем. Это традиция. Да, ну это я так аллегорично называю. Традиция. Это как если, знаешь, есть крановщик, а есть тот, кто направляет. Но так как мы верим в перерождение душ, эти все души, которые были тогда, они рождаются, и в этом поколении тоже есть вот эти мудрецы, есть вот эти вот люди, которые, они очень приближенные ко всему вот этому. Вот они знаешь, я что не понимаю? Я вот не понимаю насчет перерождения душ. Зачем перерождение душ, если Всевышний укоротил жизнь человека с 1000 на 120? До 120. Если укоротил. Кто сказал, что до 120? Есть люди, которые вообще рождаются, сразу умирают. Вот сейчас ты скажешь, а что маленькие дети вот совсем, они же ничего никому плохого не сделали. До 120. Понимаешь? Не, до 120. Я имею. Каждый человек, написано, что ангел приходит к нему и говорит, спрашивает его. Говорит, вот тебе он показывает человеку жизнь, когда он еще в чреве матери. И он соглашается, подписывает контракт с ангелом, который посланником Господа, ангел Рафаэль. И он ему говорит, вот ты согласен эту жизнь взять, короче. Вот это Господь тебе дает, вот пройти этот этап. Это твое исправление. Вот ты... Бабель, Рафаэль, это Джабраил? Нет, Рафаэль это Рафаэль. Джабраил, я специально перепроверил. Джабраил это Габриэль. Габриэль. Бабель, я перепроверил эту историю, нашу историю, да. Как мы попали в Вавилон, ну, это ежу понятно, что после второго как бы храма, да, и все такое, разрушение храма, никогда мы не были там рабами, никогда мы не были там, мы были притесненными и были изгнанными. Да. Рабами нету такого понятия, и в Торе тоже нет такого понятия. Там, они освободились. Не освободили, но не вносить дезинформацию, как бы. Опять же, может, твоя трактовка, скажи, я трактую. В Вавилоне они были рабами, их продавали, покупали. Опять рабами. Потом, я тебе говорю, продавали, покупали. Кого покупали? Евреев? Ну, ребята, ну что вы? Был специальный рынок. Ты же не знаешь, не изучал столько, сколько я изучал. Ты же ты молодец, что ты много изучал. Как бы. Ну, ты так трактуешь с того, что ты получил информацию. Но у тебя это не прописано у нас нигде, что мы были рабами. Зачем ты говоришь, Смотря как ты задаешь вопрос. Смотря как ты задаешь эти вопросы. В смысле, кому ты задаешь вопрос? Не, подожди. Горские 100% не были рабами. Ну, не только горские, Ибрагим. Вот, например, вроде об этом. Потом ты свою трактовку, ты что делаешь? Я не хочу, брат, честно, я не хочу. Ты иногда говоришь какие-то вещи, которые могут воспринимать серьезно. Потом третье изгнание тоже взяли как рабов, короче. Понимаешь? И римляне тоже.
и тоже потом откупились, потом стали жить, потом все, потом это рабство закончилось, но притеснение осталось. Радмира, поднимите епископа Радмира. А вот в Египет пришли свободными. Радмир наказывал, не поднимается, это с моего позволения. И были вообще с твоего позволения, да. Если можно, Радмир не поднимай, потому что какой-то такой, на качелях туда-сюда. Но в Египте отличается история единственное чем, что они пришли из-за голода, который был тогда в этом регионе, они спустились сюда, они пришли свободными, и там был тогда Йосеф, он им помогал, хорошо их устроил, а потом переворот стал. Вот смотри, вот такой, как Радмир сейчас возьмет эту информацию, то, что ты говоришь, она, опять же, это информация как бы с твоих уст, понимаешь, в чем? Вот, это правда, потому что были рабами. Нет, правда, это когда у тебя написано и прописано это все. А ты говоришь, это прописано, это написано и прописано. Еще раз, все, что касательно Вавилона, не прописано у тебя, что мы были там рабами. Не было такого никогда. Как не прописано? Почитай хорошо. Почитай хорошо. Скажи Почитай захват, разрушение первого храма, как они забрали. Просто все там. Храм был разрушен храм, да, попали мы в Вавилон. Ну что дальше? Первого храма. Не попали. Поднимайся, Радмир, поднимайся, Радмир. Не попали. Тебя знаешь, вот скажи вот сейчас чеченцам. Скажи вот чеченцам, ну, допустим, да, вот сейчас вот. Их взяли, вот, допустим, да, и запрос не Радмир, я тебе подумал. Или переселили, короче, их вот. Вот, допустим, да, на поезда посадили, переселили их, короче. Вот это вот, и оставили там, ну, короче, и говорят им, короче, вот сводите концы с концами сами, короче, здесь устраивайтесь там, казахи им там. Ну так что, чеченцы были рабами? Приняли. А здесь что произошло в этом случае, в Вавилонском? Они разрушили храм, разрушили государство. Взяли царя государства, посадили в кандалы. В кандалах всех вели в кандалах. За завоевывание ты имеешь в виду? Нет, всех вели в кандалах. Всех вели в кандалах, чтоб ты знал. В кандалах, это описывается. Они вывели до самого Вавилона, стали расселять по всему Вавилону. И, короче, как у вас вот кандалы? Бабель, как у вас кандалы? Кандалы, сейчас тебе скажу. Мошхот, как-то это, не мошхот, подожди, этот. Хорвот, как-то я забыл, короче. Кандалы, это хорвот, по-моему. Сейчас не могу так сброса сказать. Кандалы, это вот на человека вот вешали, вот это руки. Слышно меня? Всем доброго вечера. Слышно, Радмир? Добрый. Приветствую тебя, Машол. Я к тебе как-то поднимался, ты вот то, что ты там устроил, вот этих, натравил на меня всех псов. Спустил собак, да? В гости пригласил и натравил собак, короче, потом всех. Ибрагим, такие. Как этот Бинойский. Не надо вот это обижаться. Как Бинойский первый раз сказал. так с тобой сделал. А им от нас не уйти, мы окружены, им от нас не уйти, да. Как Бинойский. Можно я Ибрагиму один вопрос задам? Как ты называешь брата того человека, который в трусу сует Коран, а того человека, который проживает с тобой на твоей же территории, кавказца, ты его не воспринимаешь как человека, потому что он якобы вот не мусульманин. Ты можешь мне объяснить, пожалуйста? Радмир, давай, включи микрофон и объясни мне это. Тебя каким, блядь, боком это задело? Так я не задела, я по поводу тебя. Да подожди. Радмир, успокойся. Радмир, успокойся. Не, успокойся. Блядь, я тебя ебать не Подожди. Закрывай мой микрофон, Подожди, да успокойся, говорю. Так ты материшься, успокойся. Иди нахуй. Еще раз, серьезный вопрос тебе имеется, как бы, да? Что такое? Что с ним стало? Не, прикинь, вот его запустили, не может без мата нормально. Я же не ругался с ним, я просто интересно, как он может зашел, вообще, там всех этих спустил на меня, они перемат, короче, вообще, какие-то эти, которые в жизни со мной нигде не пересекались, короче, у них сразу как бы готовы любого обматерить. А что это за обезьянки там были, я так и не помню. И говорит, не обижайся на меня, говорит.
Не, просто я не понимаю как бы логику их, да. Вот они ходят там, сидят, свои эфиры какие-то ведут, как бы, да. И давай этому скажем, чтобы больше так не делал, этому скажем, чтобы больше так не делал. Ну, в трусы он засунул, брат, это ты не брат, ты брат. Я по секундочку, да, я выношу тебе так фиргает. И бегает сюда, заходит к людям, которые вообще кавказцы, как бы, да, и начинает их критиковать. За что ты его критикуешь? Потому что он не хочет быть мусульманином. Я не понимаю, как бы. У тебя, ты братом называл вчера, как бы, да, того человека, который твой Коран просто тер об свой этот половой орган, как бы, да. И ты вот эти тиктоковские, как бы, вот эти свои ажиотаж ведешь. Есть такие чеченцы, которые заболели одной болезнью нехорошей. Я хочу это объявить здесь, сказать, что они страдают вот этим вот арийским... Радмир, я помолчу, подымайся. Арийским национализмом, вот это вот, они считают там вот чисто, что, ну, по теории Гитлера, короче, они там в свое время Гитлер сказал там пару слов. Плюс 32, плюс осуждают. Да. Они из ислама могут выйти, но у них потом будет другая болезнь, вот это вот европейский нацизм, короче. Вот это вот. Братан, арийцы, вот Не, такой болезни там, если они нормальными людьми станут, от вот этих чужих идеологий откажутся, там нету такой болезни как раз таки. Вот что интересно с вот этим будулачеством, это болезнь, плюс когда еще русский телевизор там влияет на них, там американские сионисты сидят оттуда, вот это льют, тогда вот это вот появляется. Да, когда американские именно, да? Да, эти мелочные хайповщики тиктоковские. Да, это, как бы, да. кстати, это ты Путина поставил, вы Путина там поставили. Американцы? Не, американские сионисты поставили Путина. Там, Кто Кутаев, американцы? Да? А кто вы? Кутаев, подожди, Кутаев нам объясняет. Ты после симпозиума имеешь в виду, который... Он говорит, я готов, да, он сказал, я готов с сионистами, у меня проблем нет, он говорит, я могу с ними, говорит, конкурировать. Не, ну, смотри, вот логику пойми. Смотри, Путин его личный враг, понял ты, да? Да. Путина поставили американские сионисты. И когда журналистка спрашивает, а вы хотели бы побороться с американскими сионистами где-нибудь вот на площадках? Он говорит, да я вообще не ставлю задачу с собой бороться с сионистами, короче. Я вот теперь не могу понять, Путин враг его поставили американские сионисты. Когда у него спрашивают, хочешь ты побороться с американскими сионистами, он сразу слился. В кусты, короче, ушел. Короче. Да, под корягу, короче. Да, надо было с этого начинать, а то я не понял что-то. Я думал, ты меня считаешь за американского сиониста, короче. Ну, я, в принципе, ты правильно говоришь, ну, я имею какое-то отношение к тому, что, ну, Путин там, где он сейчас, вот где он находится, да, какое-то отношение я к этому имею. Понимаешь? Где он сейчас находится? Не, ты не знаешь. Кутаев лучше объясняет. Он сидит, вот этот Кутаев, да, вот такие как Кутаев, они проводят какие-то интервью со всякими вот этими русскими там исламистами, не исламистами, всякая хрень. И там вот публике разъясняют, что американские сионисты повсюду, там туда-сюда. Потом, когда им под нос микрофон суют, они сразу под корягу заползают. А вот эти дебилки, которых они уже там наработали, они ходят и вот так гадят. Киссинджер подошел ко мне, говорит, ты, говорит, как вот чеченец говорит, ты, говорит, скажи мне, вот ты знаешь, как ты думаешь, короче, стоит вот этого вот, лучше Ельцина будет вот это Путин. Показал мне его фотографию Киссинджер, туда-сюда немного рассказал о нем, о Путине. Ну, я говорю, да, говорю, вроде такой, говорю, выглядит такой спокойный пацан, говорю, вроде как. Время покажет, говорю, там это, туда-сюда. Ну, я ему не запретил, короче, Киссинджеру это дело. Он приехал в Москву после этого и, короче, взял этого Путина, короче, там, Ельцин его там ему на блюдечке преподнес, тот сел к нему в машину, Путин, короче, Киссинджеру. Они, конечно, там поговорили. Киссинджер приезжает ко мне обратно в Америку и говорит, слушай, брат, туда-сюда. Ты, говорит, я понимаю, чеченец можешь, говорит, там, ну, собрать немножко бабла, короче, там, вот это, ты же, говорит, там,
молишься в синагогах, тоже как бы сионист. Я говорю, конечно, сионист, говорю. И бабла, говорю, соберу. Сколько надо, говорю ему, Киссинджеру. Он мне говорит, так, говорит, чисто, говорит, пару лямов, говорит, кинь там, ну, по карманам распихаем, короче, там все будет нормально, они говорят. Установили, короче, мы этого Путина, короче, все. Время проходит, короче, он одни речи толкал, короче, а потом раз, короче, и на матрас, короче. Путин что-то раз, короче, вообще уже поменял траекторию, вторую чеченскую, короче, закрутил. Переобулся, да. Да, переобулся, короче, да. Кинул нас, короче, понимаешь, и меня, и Киссинджера, короче, все такое. Не, ты не отмазывайся. Кутаев Не, лучше он знает, Кутаев он знает говорит, эту что историю. вы его... Он говорит, что вы им управляете вот в данный момент. Ну, смотри, ты меня знаешь, да, я тебе не буду врать, ты знаешь прекрасно. Я тебе говорю, как есть, да, вот просто. Реально, ты сейчас думаешь, Кутаев, у него там награды, у него целая вот это... Я тебе говорю, он нас кинул, он от рук отбился. Конфедерация народов Кавказа. Он опрокинул нас, я тебе говорю. Бабки наши. Целый казачий батальон у него, и он атаман возглавляет его. И у него как бы есть тоже доверие, потому что это очень известно. Ну вот видишь, ты сам все сказал, казаки им рулят, короче. Черносотенцы. Какие? Терские или кубанские? Не, черносотенцы. Он там атаманом был. Короче, он сейчас вот так вот. Я им сейчас не могу. У меня раньше было на него какое-то влияние. Сейчас я уже не могу уже больше. Я уже все. Кутаев хочет просто поменяться с Кадыровым, как бы, да. У него, вот, опять же, и так не получается, и так не получается. То он хочет какой-то джихад как бы, поднять против там всей Российской империи, как бы, Да против всего. нифига ничего. Он просто четко то, чем он занимается, он просто дискредитирует и так уже ниже плинтуса находящихся чеченцев, там пытается еще оболванить, да, там против евреев настроить, потом поднять их на борьбу, короче, на джихады, там, с ЛДПРовцами, короче. Вот такие вот темы развивает. То есть, чтобы... Я смотрел дешевые теории заговора. Я его слушал, как бы, да, и оттуда, и отсюда, так, ну, вроде как бы он получается, но опять же, сколько таких было? А один призывал вообще как бы убивать русских, там и женщин призывал, все такое. В конце стал президентом. Он с братьями-мусульманами. Он с братьями-мусульманами. Да. Опять же, иди пойми, как бы, они, может, берут пример с кого-то, как бы, да, понимают, что здесь можно еще переобуться, как бы, да, русский царь поймет, как бы, такое. И все, и тут вот, то сионисты, то не сионисты. Он такой, это как бы не короче, какая-то автономная персона. Он знает, зачем его сюда в Европу теперь перекинули, в ПАСЕ туда запихнули, короче. Ну, он нормально по курсу идет. Короче, без этого, не то, что без выбора, получается, как бы максимально сделать так, чтобы как бы не могли вернуться. Я бы сказал просто место занимает и все. Нет, вообще, при любых переменах в России единственный народ, который будет требовать как бы за все преступления там, к ответственности привлекать, ну, я имею в виду потенциально, да, в будущем может это делать, и требовать свою независимость, которая де юре полностью с юридической точки, с правовой точки зрения четко вся была проведена, да, вот. Вот чтобы этого не случилось, тут и ваххабистами нас надо сделать, и всякими говнюками нас надо... Вот эта вот работа там проводится. Да. Чтобы очернять. Значит, уже работает, получается. Да, чтобы в перспективе как бы из-под сапога вот этого... Я тебе даже скажу, кто его туда засунул. В каком формате она не была? Я тебе даже скажу, кто его туда засунул. Там без братьев-мусульман не обошлось, там, без Катара, без всех этих, короче, движений там. 100%. Братья, мусульмане там тоже на побегушках. Да, на побегушках они. Они там бабки отстегивают, братан. Там кассу они привозят там, короче, все это.
Братья-мусульмане сидят в исламской стране, ну, как я имею в виду, верхушка, да, а он не верхушка, он, получается, как бы, игрушка, как бы, да, он сидит в Европе, как Да бы. не, его вообще, причем здесь он верхушка, его вообще сравнивать не надо, он там сидит вместе. Все, нет, я тебе просто, я подал тебе, как бы, этот пример, да, вот, братья, опять же, братья-мусульмане у тебя, чтобы ты понял, даже в Египте, как бы, их просто тупо взяли, осуждали, казнили, как бы, да. Я помню, вот, как один раз... Да, а те цари-царевичи, если прям уже сравнить и находить какую-то, как бы, там, связь с ними, да, то он там вообще в связи это не находится, как да он вообще какой-то идиот. Ты знаешь, кто это вообще? Я просто знаю, кто это. Я хорошо его знаю, что значит? Ну, я его хорошо не знаю, потому что я не знаю его лично, я с ним никогда не здоровался. Да, я просто за ним следил. Как следил? По чему? По Нет, Ютубу? ну в Ютубе я имею в виду, как бы там, тут, в этих соцсетях. Это балабол. Это балабол. Ну, то, что балабол, это понятно, как бы, да. Опять же, да, как он это делает самостоятельно, не самостоятельно, кто им регулирует, как бы, но опять же, может трактовать. Как ты тоже самое трактуешь, ты там какие-то ситуации. У него есть, кто его толкает. Ты не переживай за это. У него есть, кто его толкает. Когда он находится где-то на пресс-конференции, как бы там где-то в Европе, как бы, так он заикается, когда вы задаете ему вопросы, такие неудобные вопросы по поводу сионистов. Значит, там его, вот эта журналистка, там, я не знаю, я желаю ей долгих лет здоровья, там, четко его, как бы к стенке прижала. А знаешь, почему она ему это спросила? А знаешь, почему она это спросила? Потому что он ходил там чересчур много. Это повестка дня, там сейчас очень модно стало говорить. Не ходил, он орал там о завоевании вообще, как бы, всей России и всего такого, чего-то. Не, просто он там как будто он в лесу сидит, как какой-то хрен сидит в лесу, как все эти лесные сидели, как бы. Сейчас модно очень говорить о евреях. Почему? Потому что если евреи, я сейчас вам четко вот покажу. То может, я плохо могу это объяснить. Потому что в Европе любят, нацисты европейские любят таких, которые против евреев. Да, я сейчас четко покажу. Он пытается себя зарекомендовать в глазах вот этих вот антиизраильской оппозиции, которые там существуют. То, что Кутаев из себя на самом деле представляет. Вот здесь про него это дело как раз комментируется. Сейчас я вам покажу. Дам послушать. Одну секундочку. А в ПС есть юристы, евреи, наблюдатели. Если они его в себе в книжечку запишут, его судьба решена уже изначально. Он плохо кончит. Он не туда лезет просто. Поэтому он очень осторожный в своих выражениях против сионистов. Понимаешь? И одно слово, если он лишнее произнесет, там, это может для него плачевно. Не, там проблема не в том, что он какое-то слово произносит. Он просто внутри чеченской публики сидит и конкретно по ушам едет, рассказывает. Поднимает опять еврейский вопрос, я тебе говорю. Всемирный заговор сионистов. Да, это сейчас вот модно. Я же говорю, это мода такая пошла сейчас в Европе. Опять 39-е года, короче, пошли. Там сейчас такие все повылезали с норок, короче. Сейчас это... Так, мы, евреи, официально заявляем. Сионизм относится только нашей исторической земли, от Нила до Ефрата. Право евреев жить на своей земле. Еще раз, и при всем при этом, секундочку, да, и при всем при этом мы согласны для того, чтобы жить и процветать. Мы согласны, чтобы от Нила до Ефрата осталось там у этих арабов, которые получили этот при британском мандате, как бы, да, эти земли, которые исторически даже были, полагались нам, скажем так. Я официально заявляю. В этом заключается наш сионизм. Больше сионизма нету. Все, как бы, смотри, он не переходит эти территории, скажем так, да, этот сионизм. Даю послушать, что конечную, вот что такое проект Кутаев вообще. Для чего он его создали и для чего он сейчас существует со всей своей вот этой вот пропагандой. Михаил Ильич, хочу вас спросить про платформу при ПАСЕ, платформу российских демократических сил.
Как вы себе объясняете, почему так много скандального вокруг этой группы людей? Ну, то, на что люди обращают внимание, то и звучит в медиапространстве. То есть это означает, что во всяком случае на эту группу вполне себе обращают внимание. А почему там сложились люди, почему там появились люди с самыми разными, иногда достаточно причудливыми взглядами? Потому что позиция парламентской ассамблеи Совета Европы изначально была: мы хотим говорить с максимально широким спектром россиян. И с этой точки зрения я, например, даже доволен, что вот они пригласили в качестве участника антиколониальной части российской платформы уважаемого господина Кутаева, который высказал в отношении убийств чести, в отношении ЛГБТ-комьюнити, ну вот то, что он высказал. Это важно, потому что европейцы, на мой взгляд, должны понимать, что есть на сегодняшний день следствие их идей о независимой Ичкерии. Ну вот это. Понятно, да? Еще как понятно. No comment. Да, вот для этого вот этих говнюков и суют во все вот эти... Он все, им курирует этот Лавров, короче, это внешний, короче, отдел, все, короче, это он работает на это, короче, все. Да. Антиколониальный, короче, там это. Еще так да, себя показать, заявил. что если русские... Да, Ходор. Если как бы там не будет русской империи, да, если не помогут ее сохранить, то вам будет еще хуже. Для этого и есть вот этот весь ваххабит и все вот эти тупоголовые, которые здесь осуждаю, плюс 32, ну как бы не будьте тупоголовыми, призываю, которые здесь лазят, вот, и спасают, короче, эту идеологию, там, я не знаю, матерятся, там, я не знаю, Аллаха спасают почему-то. Ну все, его взяли на заметку. Если там Ходорковский уже так вот это самое, короче, так разговаривает, это подозрительно звучит, это очень подозрительно звучит. Понимаешь? Ничего там, для меня там подозрительного нету, я давно наблюдаю всю эту деятельность. Не, ты не понял, я не насчет Кутаева, я говорю и насчет самого даже Ходорковского. Я Ходор тоже там нормально как бы шустро работает. Во всем. Антиколониальной части России, короче. Антиколониальной. А сам говорит, короче, если что, короче, если бы я стал президентом, я бы никогда в жизни не отпустил бы Чечню, короче, туда-сюда, никуда, там, это. Да, он говорил, что если надо, с оружием пойдет как бы на Кавказ, на Чечню. Это их земля русская, типа, завоеванная русскими. Незавоеванных земель не бывает, короче, и что он, вот если, если вот надо будет, пойдет. А вот сейчас всю Россию, судя по его словам, Путин захватил. Сейчас нужны батальоны. Я догадываюсь, там в почему он Украине так будут говорит. батальоны нужны, там много есть и амуниции, и всего. Туда почему-то не идет Ходор. Я догадываюсь, почему он так говорит. Он во время своей становления бизнеса, когда Ходорковский, его трясли, очень много чечен его трясли. Это были, ему хлопот доставляли. У него есть вот такая личная неприязнь. Я это говорю. Это не относится ко всем евреям. Это вообще такой индивид, который его вообще нельзя... Я его вообще евреем не ассоциирую. Я многих, например, чеченцев, которые там
в этой имперской политике там лазят, короче, я не считаю их ни соотечественниками своими, потому что эти люди, они как бы и ментально, и там, я не Во-первых, знаю. у него есть свой куратор, братан, понимаешь? У него есть свой Кроме куратор. Валерии Новодворской, ребят, я не вижу Совершенно верно. В России только нет вообще единственное, демократии. вот кто, вот я вижу реально, вот кто бы Она мог была- эту страну развернуть или как-то, блядь, перешить мозги, это вот такие 100% люди, как она Валерия могла бы. Новодворская. У Все нее имидж остальные был. такие же имперцы, поверьте мне, придут к власти и то же самое будет делать. Да, но у нее имидж был плохой, понимаешь? Она, вот как она выглядела, как она невоспринимаемая была, вот как говорят, вот не фотогенично на глаз. Ее не воспринимали. Брат, и как что серьезную делать? политику. И что нам? Она С ее не, красоты если- воду пить? Не, ну смотри, она как политик, да, женщина вообще в русском обществе. Она Умнейший человек, умнейший. Она женщина в русском обществе, она не имеет никакого этого. Вот посмотри, как устроена система. А У них если есть все такое мужики понятие. бараны, блядь, что сделаем? Она хороший человек, да, я согласен. Она Нет, реально- Новодворская, она вот единственный реально человек, который Да, мог да. бы из России сделать нормальную страну. Да. Она Вот это- женщина. Она смелее была, чем все эти, короче, понимаешь, там. Смотри, сколько женщин там пострадало вот из-за всего. Ну, вот этот Кадыров поубивал, короче, этих журналисток там. Плюс 32. Да, да. Очень умная, очень проницательная, дальновидная. На Дальновидная. Кадырку, да, на Кадырку все списывать не надо. Кадырка там чисто исполнитель. Да, Потому это что если- тоже такой же инструмент, как и многие Да, другие. да. Кадырка просто вот руками чеченцев максимально это было. Его просто преувеличили масштаб его значимости. Вот и Да. все. В глазах россиян. Не, он Как торпеда, типа- да, он торпеда. Как Он Баба просто- Яга, знаешь, Баба Яга, блядь. Контора, которая принимает заказы, короче, и все. Да, да, да. Вот точно ты сказал. Также и с этим- Тайная и с канцелярия, знаешь, такая черная. Также и с Немцовым они точно так же поступили. Точно так же со всеми этими. Вот этот, который Немцова. Всем шалом, ребята. Маша, говорю. Приветствую, приветствую. Приветствую. Когда могу сказать слово, дадите, ребят, как закончите. Хорошо, окей? Говори. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что в 9 веке к русичам там или кто там были, там непонятно еще, тоже нужно разобраться. На коленях стояли и просили датского принца, вот этого Рюрика, чтобы он стал правителем Руси. Скажите, что не так? Это так. Это так, ребят. Было. Было дело. Что вы согласитесь? хотите сказать? Говорите. России никогда не правил ни русский, никакой человек. Правили Да, датчане, немцы, А мы что? А мы что, русские? И так Мы что, далее, только там. русских? Мы про империю говорим. Мы не про нацию говорим. Так что вот мы именно. сейчас... А мы говорим про империю пророссийскую. И что? Про империю. Я хочу сказать, что там не было никого из русичей. Ну, понятно, что не было кого. Ну, Цари и всё остальное вы что, были немцы, там- этим вы хотите оправдать, что они сейчас делают? Я не хочу оправдать вообще ни капли. Они Ты сейчас хочешь... убивают. Ну, то, что в России время от времени у власти сидели люди другой национальности, это никак не оправдывает. И что? Были, да, и немцы были, и бельгийцы были, и грузины были, и много кто был. И что? Это Ну, империя сейчас, зла на данный момент. в любом случае. Да, согласен. А там ты что, BCI хотел на меня наехать или что, я не пойму.
Не, ну вы пришли. Да никто тут ни на кого не наезжает. Вы зашли и говорите, что вот там русских там не было немножко власти. тема другая была. Здесь повернулась тема просто. Не ту сторону. Пытается по твою мысль поймать, предыдущей. что ты сказал. По предыдущей теме, вот то, что Немцова, например, да, там обнулили, вот эти вот дебилы, которых там потом в клетку посадили, если кто смотрел в Ютубе, когда этого допрашивали, там, это обезьянин такой один, он чисто тупо текст наизусть пересказывал, когда рассказывал о том, как они обнулили, типа, там, его. Мы, типа, подбежали там, и вот так по тексту там вспоминает, да, как бы наизусть выученный текст. Сидя он видел, Ибраим, сидя он сидел, это говорил, рассказывал. Да, он там сидит. Это и сейчас можно посмотреть, оно в Ютубе есть. Вообще, тупо ребята, по тексту. наверное, ребята, их, наверное, уже и выпустили даже. Газовик, Нет, а ты можешь там- мне вот это объяснить, а что это такое у тебя? Это флаг какой-то синий такой, и там посередине какой-то исламский значок стоит. Ну, это чтобы всех в заблуждение ввести, Лазик. Ты чё, в конце концов? В смысле заблуждение? Такия называется, ты чё? Что называется? Такие делаешь? Такие делаю, да. Вы чё, евреи, не можете въехать, ё-моё. Нет, Не, ну, я сразу- опять же, да, ну, как бы нам привычно, что только мы, евреи, такие как бы устраиваем. А Не, нормально. Ну, а мы тоже евреи. Подожди, чё-то. противники этого сионизма это газовики, да, или как? Ага, я понял все. Газовчане, а мы газовики. Работники газовой службы. Да. Работники газовой промышленности. И Да, почем да, сейчас? да, Тут, И почем кстати, нынче ходят газ слухи, для что там населения? из-за газа, как бы, короче, там все происходит, потому что там Лазик, газ есть. Лазик, ты смотрел насчет этого Немцова? Почем газ сейчас? Почем газ? Да, да. Там, оказывается, газ у них. Напротив этого Кремля, вот когда мусоровозная машина, короче, как раз перекрывала, да, камеру во время вот этого обнуления. Ну, там четко, профессионально это все. А вот этих вот потом, дебилков, они, видимо, штрафанулись где-то. Да, тупорылые, да. Да, вообще тупоголовые. Там на наркоте, ну, такие, все что угодно тоже сделают за 5 копеек. Вот их туда посадили, и он чисто текст зачитывает. То есть, чтобы там говнюка профессионала, который это делает, чтобы не он там сидел, а вот такой тупорылый. Да, но они так делали красиво этого тоже, контору заказную. Они, знаешь, как использовали? Они знали, что он такой, ну, нарцисс, короче. Они его стравливали сперва личное, чтобы было у него, короче. И мотив. Немцов никогда никого не боялся. Не, мотив. Причем здесь боялся? Я же сейчас не обоялся, говорю. Я говорю, Не, Немцов вообще открытую посылал Путина в последнее время. Как заказное убийство делается, правильное, политическое. Вот, например, с кем-то его стравливают, более нищим, понимаешь, который ниже по этому находится. Такой, который нарцисс, который хочет себя проявить, там, выслужиться. Или, с одной стороны, он понимает, этот нарцисс просчитывает, как он видит это. Вот этот вот там снеговик, который к Санта-Клаусу пришел, к Деду Морозу, короче, вот этот вот. Короче, этот пришел и говорит, вот он там пророка поругал, он это Шарли Эбдо здесь, короче, распространял. Шарли Эбдо распространял здесь, короче, журналы, короче. А Немцов это делал, да. Вот это Немцов этого не делал. Там получилось заказное. Не делал никогда. Никогда не оскорблял ни ислам, ничего. Что это делали? Потом они за это зацепились, короче, и послали вот этих будулатов. Никогда. Он оскорблял Кадырова, он оскорблял Путина. Никогда там было, ты не знаешь. Религию никогда... Что я не знаю? Вот тебе Ибрагим расскажет. Ты видел вот этот, который обезьянин, он встал в клетку в самом начале и говорит, мы не дадим, короче, чтобы оскорбляли пророка. Порочили пророка, порочили, да. Не, вообще такая
какая-то наркотская, конченая Так рожа, нету ни которая- одного доказательства, какого-то которая- факта, то, что он это делал, как бы. Понимаешь, в чем дело? Да, абсолютно там это Да, нету, но это когда он чисто. шел... Никогда не было когда- такого, чтобы он Но никогда не когда мог он это. шел, Ну, как бы он послушай, вообще Лазик, Немцов был. Лазик, при чем что-то здесь вроде Немцов? Он должен был вообще прийти за место Путина, чтобы ты понимал. Когда да? этот стоял Будулак Да, в клетке, он думал, что он реально делает святое дело. Ты не понимаешь, как это все работает. Да нет, Бабель, ты Оставил. вообще ты вообще не в курсе, что там происходит. Я думал, ты... Маршал, ветеран, говори. Маршал. Масага, маршал Дудновчик. Приветствую всех Маршал, добропорядочных людей. Ветеран, Евреи, здравствуйте. шалом алейхем. Шалом, шалом. Кто не любит чеченцев и евреев, их к черту пошлю я. Я что хотел сказать, пару минут займу. Вот когда вы сейчас тему затронули, что подставлять людей, есть явный пример приведу, который я точно знаю. Их заставили взять на себя вот этот подрыв Невского экспресса. Да. А как они это делают? Люди занимались... Осуждаем просто А, порицающие, всё, я понял. в форме порицания А, объясняем. всё, люди занимались похищением техники с Москвы, с России, спецтехнику, краны, там все, дорога у них была подкуплена. Ну, конечно, их все время, если годами работают, ни один, ни два, ни 3 года знают, чем занимаются. И вот когда это случилось, их заставили, их и так, сказали, мы, говорит, мы вас и так посадим-то. А там немалый срок им светит. Но говорят, если вот это примете на себя, срок будет поменьше. А деваться некуда. И вот эти 2 брата, их обеих заставляли брать на себя. И, ну, не брали, не били, там, издевались над ними. Ну, в конце концов, говорит, пускай один возьмет. Ну, сидели оба, но когда один возьмет на себя, второго мы отпускаем. И представьте, им пришлось одному взять на себя, второго отпустили. А им и так их сажали бы. Вот то же самое здесь говорят, вот этих ловят, они по другим там делам, наверное. Вы все равно сядете, вот примете это на себя, вы все равно поменьше вам немного сроку будет. Вот люди, тем более их бьют, издеваются, вот это принимают. И Немцова возьмут, кого угодно возьмут на себя. Вот используют так людей, преподносят, вот чеченцы это сделали. А кто знает? Ветеран, Да. ветеран, я тебя как бы перебью, что ли. Вот эти 2 говнюка, которых туда посадили, которых судили, никто их вообще пальцем не трогал. Это конченые отморозки. Он с самого начала, когда его привели и в клетке показывали, он говорит, я отомстил там за пророка Мухаммада туда, алейхиссалату вассалам, потом своей матери на чеченском языке, мам, пойму, и такой ехидная улыбка еще Да, смеется. было такое. Да. Абсолютно вот эта мразь, никто его пальцем, это чисто просто 2 петуха там, я не знаю, как... Конечно, никто не тронул, они на ФСБ работали. Они на ФСБ работали. Нет, там, смотри, там у них своя тема, они могут где-то на какой-то теме, короче, прогореть, да, там, на наркоте, еще где-то. Я знаю, чисто, я понял. чтобы их на бутылку там вот так Да, не там он 2 показывали. опции, как бы, или бутылка, или Да, вот меня мысля. да, а он поэтому пошел и давай я это на себя возьму. Да. Но это не хороший какой-то бедный Да, парень. но смотри, как они Это сделали, ты не конченая понял, мразь, что я тебе там, говорю. Ты не понял, что я говорю тебе? Они что сделали? Смотри, как красиво. Что типа это мотив был из-за пророка, ну как бы все знают, что это типа Кадыров, убийцы вот эти вот, которые на бутылку их хотели посадить, подставить, они должниками были, их запустили. А на самом-то деле это был Путин, ты понимаешь, заказчик, короче, этого всего. Ну, То есть... кто там еще? Но перед там 2 Кремлем варианта, как бы. Может быть, и Путин Нет. был заказчиком, и может быть, и Нет, просто там- это, чтобы угодить, как бы, да, и все такое, как бы, да. Ничего там не угодить не получится. Там прям перед Кремлем, четко Да. в местах, где недоступно камере снимать. И когда Это называется мусоровоз- показательное политическое убийство. Абсолютно, Показательное. абсолютно. Был бы это И единственный Немцов, и Политковская, и Астемирова, и еще там ряд людей, которых
показательно показали Ибрам, другим, чтобы это же не повадно не было. единственный пример, это же не единственный, сколько мы, Старовойтова, Ющенков, Щекочихин, Остемирова, Политковская, да. много же их, сколько их там, Лебедь тоже, сколько, это же Немцов И, не все, единственный. и везде имя Рамзана фигурирует, понимаешь? Но они были из оппозиции, они были неугодны Путину. То есть он как бы выполнял вот эти желания его, ты понимаешь, заказная такая контора. Нету там никакой желания, там никто не сможет сделать, если беспрофессионально. Если Опять не захочет, повторяюсь, да, перед Конечно, Кремлем. ФСБ там было замешано, конечно, ФСБ было Да, замешано. в радиусе вот это, где, ну, в ракурсе, где не видно вообще с камер ни хрена, то есть это четко. Да, но для людей мотив, для людей прессы мотив, это мы с тобой понимаем. Обычные люди, когда телевизор смотрят, у них был другой мотив. Они видели, что это личные разборки Они видят Кадырова. только Кадырку, да. Да, Кадыр, вот это я говорю. Понимаешь? Это в том-то и дело, что Кадырка это вешалка, то есть его они туда поставили, чтобы все там преступления, и когда в час X там будет все меняться, и будут все офигевать, смотрите, какие же они плохие. Да, но там сами чеченцы преступления купились на это наши, и взяли, поверили в то, что он реально там какой-то, он там супер. Сами чеченцы не купились, этих мразей, отморозков там, если найти, тогда купятся, а так... Не, я тебе говорю, те, которые живут под его режимом, они верят в это, что реально он такой имеет вес, короче, что он все это Да прям... они не верят, там никто, нету там такой темы, просто люди в страхе и все. Страхи, да, я поэтому тебе и говорю. Раз они в страхе, значит, у них вот это и есть в голове. Что у них еще может быть, кроме этого? Что он там Люди просто в страхе находятся и четко осознают, что кто за этим всем, он в Россию куда-то ты поедешь, там сразу поймешь, что с любой точки региона России тебя кинут туда назад, и там уже на бутылку. И не только в России. ФСБ курировало эти все операции и за границей тоже, и в Европе, и по разным местам. Понимаешь, это все делалось на этой почве, короче. Они вот так вот под видом, что они борются, типа, с бывшими, непреклонными, типа, террористами, которые там уехали, короче. Понимаешь, все. Типа, радикальные, которые представляют опасность для режима, понимаешь ли. И преследование их везде там. И все это делается вот на этой почве, короче. Знаешь, там, его... раскрутки его имиджа, короче, устрашение, короче, вот это все, чтобы порядок был, короче, типа там, чтобы они не говорили, что он предатель, что он такой, что он прогнулся под Россию, что он там понимаешь, чтобы все эти вещи не выходили вот так вот спокойно. Понимаешь, это все делается запугивание. Не знаю, там просто как бы вот эти такие придурки разрешают себя утилизировать, как бы, да. Не знаю ради чего, но вот они разрешают себя утилизировать. Может быть, запугивание, может, не запугивание, хрен его знает, но в конце концов... там, видишь, вот эти двое, например, вот этот, который в клетке, это вообще тупоголовый. То есть они не понимают, вот он думает, сейчас его там засадят даже в клетку. Я примерно вот сценарий, да, тебе могу вот нарисовать. Типа я сейчас посижу там за Рамзана Ахматовича, как бы спешу это все на себя. Потом, короче, уйду, мне дадут там нормальную тачку, короче, орден Ахмат, там туда-сюда. И он не понимает даже, что его могут прям там в этой клетке, короче, аккуратно чик, короче, нулить, да. понимаешь? Убрать его нахрен. Да. Нахрен он нужен, лишняя информация там ходячая. Да. Да, у тебя эта тема вот сколько работала, получается, в России. И с нацистами, как бы, да.
И с теми, и с этими, там, все эти группировки. В принципе, так все это работало. Он работал, получается, через... Да, но это интерес Кадырову тоже это обслуживает. Кадырову интерес есть на этом. Еще какой. Я Не имею в только виду что этих обслуживает. планктонов, как бы, да, которые в конце концов как бы, вот, делают эту работу, и в конце их потом ты их не видишь. Через год их просто нет. А они сегодня находят, они сегодня себе в Европе находят, вот куда, которые сюда заходят, вот среди вот этих, которые будулаки. Они за деньги посылают им там это, обещают им там горы, короче, что мы тебя простим, можешь вернуться в Чечню, там это, туда-сюда диалог, вот так вот общение развивают какое-то там неделю, 2-3. И потом говорят, вот у тебя там, на, поможем тебе, там, у тебя проблемы, долги, вот тебе деньги отсылают, короче. Потом ему звонят, говорят, слышь, можешь нам решить вопрос один, там, проблему. Эти бурдулаки, то, что ты в пример подаешь, как бы, те бурдулаки, что заходят в Европу, они меняют систему, как бы, они в конце концов добиваются своего. А там у тебя, чтобы не менялась система, это все происходит. Понимаешь, в чем дело? Чтобы система не менялась, как бы, вот, и пользуются вот этими дебилоидами. А тут это делают так, вот этих дебилоидов туда загоняют для того, чтобы менялась система. Для вот меня Европа, это снеговик. как бы, да. И эта система, и там Европа проигрывает в этой теме, чтобы ты понимал. Для меня этот снеговик, вот этот, который в Чечне сидит, он для меня такой же, как этот Абу-Бакр аль-Багдади, который есть, вот этот, был вот этот удел. Он для меня не лучше, просто он более, он легализированный просто. Там уже заведомо вот это все делается для того, чтобы уйти от ответственности, типа это он, чечены сами себя там туда-сюда. Плюс, когда это все будет меняться там, да, короче, просто все как бы будут, о, ничего себе, что они там сделали. Все будут удивляться, какие преступления там и так далее. Да, когда раскроется, когда пойдет сюда. Да, и все как бы повесят на вот этого. Это по всему Братья, миру будет. музыкальную паузу. Можно музыкальную паузу? Помните, меня вчера заходил я к вам? Помним. Да. Или ладно, только- давайте попозже зайду тогда. Общайтесь. Не, нормально, брат, сделай. Давай, только, ну, не постоянно, а так, одну сейчас сделай, потом через время еще. А мы через полчаса зайдем мы. Через полчаса тогда зайду я, хорошо? Окей. Все, рахматуллах. Ва рахматуллахи ва баракату. Короче, может, Хава Нагилу, как бы, да, все-таки. Там они на халяльной гитаре неплохо зажигают. Короче, Джин, который на гитаре играет, он удачно залез в него. Профессионал. Видимо, из этого, из там Элвиса какого-то, оттуда вылез. Даджаля сложно вывести. Короче, ты говоришь, из Битлса группы, короче, целая группа джинов к этим перелезла сейчас. Ибрагим, ну когда ты думаешь, этот процесс пойдет, который громкий процесс по его душу, короче? Ты совсем... Я вообще не люблю ванговать. Когда будет, тогда и будет. Но что это будет? Это... Ну, есть же чуйка у тебя. Чуйка должна быть какая-то. Чуйка... Сейчас все затянется на мою чуйку. А мне кажется, наоборот, 4-5 месяцев будет парад суверенитета там. Уже все. По воле Аллаха, брат. Чё там? Рассмешил, короче. Мне смотреть на вот этот вот самолет, который взлетающий. Собака остается в аэропорту с шариком, короче. Сколько ты сказал времени? 4-5 месяцев начнется процесс, а закончится, это может занять до года, короче, там, парад суверенитета. Ты думаешь 4-5 месяцев, не раньше. Не, процесс сам начнется через 4-5 месяцев. Мы будем видеть сейчас вот этот вот подход к этому, короче, сейчас вот плавный подход. Это Украина сыграет огромную роль в этом деле, короче. Сейчас.
Да, Украине там. конкретно помочь не могут. В этом проблема. Тут будет вот так тянуться это дело, к сожалению, для Украины. Но сейчас, вот в этой зимой будет много жертв там. Потому что они уже мобилизуются там туда-сюда. И обычно русские, они на зиму мясом закидывают. А ты их не видел, они сейчас по всему Нью-Йорку, я их, короче, я сейчас в Европе, а когда я был сейчас вот этот, вот, я пошел там по городу, центр Манхэттен, там вот этот Бруклин, короче, потом был в других городах центральных, я еще по Америке тоже в разных успел побывать местах. Лос-Анджелес там, это, они сейчас повсюду, короче, они просто бегут. Эти блогеры, короче, известные. Они сейчас пытаются вырваться через Турцию, через Грузию, через любую дыру, Казахстан, через откуда хочешь. Делают себе левым образом в этих посольствах, короче, визы, что они типа, ну, там, хотят выехать, там, кто-то какие-то использует там связи, чтобы эти визы получать, короче. Там. Ну, это уже другая уже. Это вот сейчас я тебе говорю про последнюю волну, вот, которая вот, они чуют сейчас, что будет. Мобилизация общая. Хотя он будет пытаться тянуть, они даже сейчас, тебе сами там, вот кто сидит у режима, они тебе скажут, что это не произойдет, да, ну, мы этого не допустим. Они просто не поймут, вот через месяц то, что вот будет, вот буквально вот этот вот 30 дней, период, час, Украина как пойдет, и потом вот тогда вот они уже почувствуют, что это уже все серьезно приобретает. Они пойдут жестко, очень жестко, и будут жестко получать, и тогда это переместится уже на всю территорию, то, что называется восточноевропейскую часть, как минимум. Понимаешь? И начнется там весело. Все резервуары нефти как раз в зиме, электростанции, там эти, короче, нам, это напряжение, всякие заводы, всякие фабрики, эти Валберисы, Шмалберисы, там Озоны, Мазоны, короче, все, что там есть, они будут быть по инфраструктуре так, что они почувствуют это, как они не чувствовали все это время. И тогда процесс пойдет уже, народ уже поднимется. Сейчас уже его и видно в интернете, уже все начинают. Кто-то не хочет уезжать, понимаешь, там всегда такие есть люди, которые уезжать никуда не хотят, они не видят себя, они не смогут за границей. Молодые, у кого нет семьи, у кого там это, один портфель собрал, уехал, это всегда есть. Но это те самые потенциальные люди, которые должны вот с этим портфелем, которые воевать будут, кого они позовут? Позовут семейных, у которых дети, у которых там надо ипотеку платить, у которых там нечего жрать, короче, у которых там это, и загонят их туда, и начнется там такое, там бабы поднимутся, начнут во всем интернете, короче, начнут выходить там на улицу, там, я тебе говорю, никакой ФСБ, никакая Росгвардия там уже не поможет. Если когда заводится русский народ, их когда уже заводишь, да, пределы ты вот, у них пока есть холодильники, что жрать, что пить, они будут сидеть, пока вот когда их сейчас вот уже прибьет конкретно, понимаешь, они уже не будут сидеть. И тогда пойдет парад суверенитета. Тогда начнется. И в этом еще и Запад тоже подкинет туда. Самое интересное то, что когда у них нет холодильника, им это не мешает. Вот это самое хуевое. Я извиняюсь за мат, как бы, да. А холодильника там мало у кого. Ну, холодильник, может, и имеется какой-то там. Стоит, как бы, но ходят они в туалет на улицу. Холодильник всегда выигрывает телевизор. Зимой, как бы, холодильник, можно еще перебиться без холодильника. Ну да, можно там... Холодильник всегда выигрывает телевизор. Я имею в виду то, что в холодильнике лежит, да. Понимаешь? То, что там лежит, там жратва. проблема, знаешь, в чем? Вот, у тебя, если жратвы нету, короче, потом холодильника нету, там туалета нету, вот, тебе сложно, короче, но когда другим еще хуже, то вот это вот тебя мотивирует, понимаешь, стимул такой дает. Вот тебе как бы плохо не было, главное, чтобы другим еще вокруг хуже было, и тогда тебе не так уж и плохо становится.